Стрели, загинающийся. И с тех пор я запомнил Александра Иванова. И вот когда он завоевал чемпионское звание мира, все потянули в залы. Это было, вот, наш земляк стал чемпионом мира. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию первого соревновательного дня чемпионата и первенства России по кикбоксингу в разделе К1. Долгожданный старт наконец-то начинается. Мы находимся на арене Центра спортивной подготовки «Триумф». Я думаю, сейчас вы все прекрасно видите, что здесь установлены 3 ринга, на которых, собственно, сегодня будет проходить соревнование. За всем происходящим на рингах вместе с вами будем наблюдать мы, я Власий Сергеев, а также мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России, трехкратный чемпион республики, а также бронзовый призер чемпионата Европы Андрей Иванов. Добрый день. Ну что ж, как мы знаем, чемпионат и первенство у нас продлятся вот с сегодняшнего дня по 10 апреля включительно, и нас с вами ожидает очень-очень много интересных поединков. Соревнуются у нас юниоры, юноши, взрослые, ну также у женщин тоже соревнования пройдут. В общей сложности порядка 380 спортсменов прилетели в Якутск из 40 регионов, то есть цифры впечатляющие, и мы знаем то, что именно в разделе К1, если этот показатель даже не рекордный, то он точно входит в число лидирующих, то есть по количеству именно спортсменов. А если считать вообще делегации с судьями, с тренерским штабом, то даже трудно вообразить, да, сколько людей все-таки в итоге прилетело в Якутск. Если говорить об этом чемпионате, да, давайте немножко к истории, у нас заседание пока не начинается. Право проведения данных соревнований, то есть чемпионата и первенства именно России по кикбоксингу, Якутск получил в 2019 году. Тогда вот во время проведения чемпионата России в Самаре прошло заседание президиума Федерации кикбоксинга России. И в рамках этого заседания якутская делегация во главе с министром по физической культуре и спорту республики Иннокентием Григорьевым по поручению главы республики Айсена Николаева представили заявку на вот, собственно, проведение этих соревнований. Ну и, конечно, Федерация кикбоксинга России была впечатлена этой заявкой, и впервые в истории Дальнего Востока, то есть Якутск первым получил из городов Дальнего Востока право получения чемпионата и первенства России. Собственно так, и я знаю то, что изначально планировалось провести эти соревнования в 2020 году, но по ясным причинам, да, вот пандемия коронавирусной инфекции, в итоге было принято решение претендовать на 2021 год. И это, кстати, очень символично, да, то, что проводится именно в 2021 году, так как в этом году у нас проходит, исполняется 30-летие со дня победы легендарного Александра Иванова на чемпионате мира по кикбоксингу в разделе Full Contact. Эта победа у нас датирована 1991 годом, тогда мировое первенство проходило в Лондоне. И вот в год 30-летия у нас Якутск впервые принимает чемпионат и первенство России. Действительно очень символично, ведь Александр Иванов тогда своей победой не только вот открыл путь, да, для других якутян
но и он вообще стал катализатором, эта победа стала катализатором развития кикбоксинга не только у нас в регионе, но и вообще во всем Советском Союзе и России. Если мы так скажем, то мы точно не соврем. Да, я полностью согласен с данным высказыванием. То, что определили чемпионат России в городе Якутске, оно имеет место быть, так скажем. Организация у нас, по большому счету, на высшем уровне однозначно. Вот. Многие гости с других регионов, которые приехали, они действительно впечатлены и сказали, что такого приема и встречи гостей, соревнований и участников не было нигде. Вот. Ну, что касательно истории, то я скажу так, да, Александр Иванов, да, действительно первый чемпион из Советского Союза. Он тот человек, который открыл дорогу всему российскому кикбоксингу. Вот. Тем более, конечно, это и нашему якутскому кикбоксингу. Вот. Поэтому мы вправе полностью заявить и заявлять о том, что наш кикбоксинг, как даже вот было, помню, в 1994 году на чемпионат республики приехали с российских регионов гости, тоже тренера и судьи, и даже спели песню, что якутский кикбоксинг первый в России. Это было действительно приятно слышать. Вот, они были просто сами уже понимали всю суть, какие сильные у нас файтеры с республики Саха-Якутия. Вот. Далее того, более того, могу сказать так, что когда на соревнованиях, на чемпионате России, на чемпионаты Азии вы приезжали, когда состав пар смотрели, ребята тоже наши рассказывали, смотрят, и другие участники из других файтеры из других регионов смотрят и говорят: блин, опять в Якутии. Вот такие вот были моменты. Так что вправе мы смело говорить, что вот наш как кикбоксинг зародился в России, можно сказать, даже одними из первых, и результативных является Якутия. Вот. Вот, если я не ошибаюсь, тогда вот за право проведения этого чемпионата вместе с Якутией боролась Республика Крым. Ну, действительно, ведь выбор, он далеко не случайен, да, почему выбор пал именно на Якутск, ведь, я думаю, все прекрасно знают то, что в нашей республике есть прекрасная инфраструктура и, конечно же, опыт проведения. То есть то, что Якутии поручили, доверили право проведения чемпионата, это не связано не только с богатейшей историей якутского кикбоксинга и победами якутян на первенствах мира, но и, конечно же, с имеющейся инфраструктурой. Якутия успешно проводила соревнования самого высокого масштаба, это знают все, это Кубок мира по вольной борьбе, чемпионат России по боксу, международные спортивные игры «Дети Азии». И, конечно же, у нас имеются прекрасные спортивные комплексы, в том числе Центр спортивной подготовки «Триумф», где у нас будет проходить весь чемпионат и первенство России. Да, касательно организации и приема, это действительно Республика Саха-Якутия, да, обладает действительно хорошей развитой инфраструктурой. Также опыт в проведении подобного рода соревнований имеется еще с 95-6 годов. Это зачал, так скажем, наш первый президент республики Михаил Ефимович Николаев. То есть ему большая честь, что действительно поднял якутян, Республику Саха, на такой высокий уровень мировых и международных, так скажем, встреч, соревнований и вообще на ранг международного уровня. Действительно, это очень большой показатель, и мы смело, наша республика Саха-Якутия может смело гордиться проведением данных таких соревнований. То есть мы смело можем даже и похвастаться, что у нас это все хорошо получается. Да, безусловно. Но я хочу добавить, что данные чемпионаты первенства России официально посвящены Александру Иванову, его великолепной победе, которой в этом году исполняется 30 лет. Как мы уже говорили ранее, да, эта победа открыла путь для других якутян. А всего в истории якутского кикбоксинга мы имеем 8 чемпионов мира. То есть после победы Александра Иванова в Лондоне в 91 году у нас далее побеждали Василий Павлов, он, кстати, двукратный чемпион мира,
Иннокентий Макаров, он трехкратный чемпион мира, Василий Васильев, двукратный чемпион мира, Сергей Миронов имеет 1 победу. Ну и у нас есть троица девушек, женщин. Да. Это Лидия Андреева, Оксана Васильева, Мария Кривошапкина. Тут даже посчитать сложно, сколько раз там на счету одной Лидии Андреевой, если я не ошибаюсь, там больше 10 побед на мировых первенствах. Ну, в общем, у нас очень богатая действительно история. Конечно, вот наблюдается, да, некий спад, если сравнивать с былыми временами, да, но мы как раз-таки надеемся, что проведение вот этих чемпионата и первенства России в Якутске станет новым толчком, да, развития. Вот у нас в интервью Иннокентий Григорьев, заместитель, министр по физической культуре и спорту, также отмечал, что он выразил надежду, что благодаря проведению этих соревнований в скором времени мы вновь увидим якутян мы будем часто видеть якутян на высших ступенях пьедестала вот, международных соревнований. Так, ну, касательно роста вообще и тенденции развития кикбоксинга как в России, так и в Республике Саха-Якутия, я скажу следующее. Да, 90-е годы это действительно был самый пик, это бесспорно. В то слово, в ту пору, можно сказать, это было даже и модно, актуально очень. Каждый хотел стать парень кикбоксером, так скажем, да. И конкуренция была очень великая, большая, соответственно, вот. Результатов мы все достигали немалых, и было нас немало, так скажем. Мы с копом человек 8, скажем, да, файтеров. Помню, в 96-м году на чемпионат Европы из Республики Саха-Якутия, якутяне, 8 человек за сборную России поехали. Ну, наверное, представляете, да, в каждой весовой категории практически получается. Вот. И потом далее, что, ну, был спад кое-какой. Там, конечно, были определенные объективные обстоятельства, которые возникали у нас так в спортивной сфере, также и в политической ситуации. Вот. Но, тем не менее, потом это все начало стабилизироваться, и где-то с 2010-х годов уровень развития кикбоксинга в республике стал на свой должный уровень. Ребята сейчас в данное время показывают неплохие результаты, и также с копом команды занимают призовые места, а также и чемпионские титулы. Вы прекрасно все понимаете и знаете, кто у нас выступает, а также благодаря вот нашим тренерам, сплоченному составу. Вот мне лично нравится, как работает команда ребят, как Андрей Васильевич, главный тренер, Андрей Васильевич Алексеев, также Охлопков и Барашков. Ну вот ребята, те, которые действительно работают объективно. Ну и ребята также тренера с других районов нашей республики. Вот. Это результаты, они сейчас имеют место быть. Поэтому в дальнейшем я считаю, что перспективы есть. Но хотелось бы, конечно, пожелать удачи ребятам в этом чемпионате. Мы у себя в своих стенах, и мы должны как бы показать неплохие результаты, так скажем. Конечно, очень ответственный старт, это вдвойне, да, вот ответственнее. Но раз мы заговорили о нашей команде, вот сборная республики Саха-Якутия, да, она представила самую такую большую команду на этих соревнованиях. Среди взрослых спортсменов из якутян выступят 23 файтера. А что касается вот юниоров, юношей, то в этой возрастной группе у нас выступят 28 представителей якутской школы кикбоксинга. Мы, конечно, надеемся на успешное выступление наших ребят. Вот сегодня, например, в скором времени мы начнем просмотр, да, первого соревновательного дня. Мы, конечно же, будем фокусироваться на ринг Б, на центральный ринг, где пройдут состязания среди мужчин. Программу чемпионата у нас откроет Максим Черненко из Приморского края. Его соперником будет Абдулбасир Шамуков из Республики Дагестан. Это весовая категория до 67 килограммов, 1/16 финала. Ну а далее мы будем перейдем уже к другим весовым категориям. Отмечу сразу, что
В рамках четвертого по счету поединка, мы увидим выступление Аяла Местникова, представителя сборной команды республики. Он встретится с Ибрагимом Махмаевым из Чеченской республики. Аял Местников – это мастер спорта международного класса, чемпион России и Европы. Но получается человек, который входит в число лидеров нашей команды, и его выступление мы уже увидим, получается, после 3 поединков с момента начала соревнований. Так что, дорогие друзья, сразу проанонсирую. Ну, вообще сегодня ожидается, да, вот в рамках, ну, если даже не утренние программы, то открывающие программы, мы увидим выступление, так, четырех якутян. Помимо Аяла Местникова мы увидим на ринге Тимофея Сивцева, Павла Попова, Ивана Ле, Виталия Филиппова, да, Ле Антона. Ну, получается, да, неправильно я изначально посчитал. Якутяне сегодня у нас выступят, и, конечно же, мы будем обращать на это внимание. Ну что ж. Хотелось бы также отметить, что, да, вот среди гостей, так скажем, да, участников нашего чемпионата, здесь большую команду также составляет Чеченская республика, ну и Дагестан тоже имеется. Сильные команды, также я отмечу, это Республика Тыва. Она и в те время славилась очень сильно, потому что мы как бы соперничали непосредственно как с Тывой и с другими кавказскими регионами, Татарстаном. Вот. В данное время очень большая команда, это из Республики Чечня, там очень сильные файтеры, действительно. И наш файтер Местников Аял, вот он будет сегодня боксировать именно как раз таки с чеченцем, да? Да, с чеченским файтером. Вот. Ну, конечно, да, будем надеяться, что все должно пройти отлично, и дай бог, как скажем, родным стенам, чтобы помогли нашим ребятам. Но будем держать, да, кулаки, действительно. Но как мы уже да, говорили, то, что Якутия представила самую большую команду, да, на этих соревнованиях на правах хозяйки проведения чемпионата и первенства. 47 человек заявлено в составе сборной республики. И вот как раз было отмечено, да, то, что Чеченская республика тоже представила очень большую команду. 46 человек представят Чечню на этих соревнованиях. Ну, далее у нас идут Москва, 36 участников, тоже большая команда, и Приморский край 33. Вот по численности лидирующие сборные. Вот, хотим еще отметить то, что у нас, что касается программы, да, первого соревновательного дня, начали мы трансляцию в 12:00. И по плану у нас состязания будут идти до 15:30. Затем у нас будет перерыв, который продлится до 18:00. В 18:00 у нас запланирована торжественная церемония открытия чемпионата и первенства России. Ну а затем будут продолжены состязания. Ну и планируется где-то вечером к 9-10 завершить первый соревновательный день. Что касается раздела. Так, касательно раздела К1, да, это более-менее новый раздел, но в принципе то же самое, что и раньше было. Это как full контакт с лоу-киком. Здесь добавилась работа коленом. Работа коленом, да. Вот. В принципе, да. Ну и динамика работы сейчас немного изменилась. Она как бы кикбоксинг новой формации. Все видоизменяется, усовершенствуется, улучшается. Поэтому я считаю, что К1 он имеет перспективу и, конечно, имеет свои определенные сложности. Не каждому это дано. Фулл контакт просто без лоу-кика — это уже совсем другой, можно сказать, вид спорта практически, да. Хотя кикбоксинг, но тем не менее дистанция, как бы динамика работы, передвижение на ринге — это уже несколько имеет другую категорию. В общем, вот так вот, да. Больше в фулл контакте участвуют больше боксеры, так скажем, по большому счету. Вот. А те, кто хорошо работает с лоу-киком, там, с коленами, ну, те же, может быть, даже бывшие тай-боксеры, они и спокойно участвуют вот именно в К1, в дисциплине К1. Вот. И я также хотел сказать, что все вот разделы, они были, есть и будут, но
совершенствуются. И сейчас большой упор также делается вот именно на К1. То есть более такой, скажем, зрелищный, динамичный направление раздела кикбоксинга. Ну, пожалуй, да, К1 это самый такой динамичный, зрелищный и жесткий. Я даже раздел. так скажу, да, вот смотрите, да, вот тот же микс-файт возьмем, да, ММА, когда до партера бойцы, файтеры те же, да, которые в ММА бьются, они до партера, они фактически работают в стиле К1. Потому что больше других нету. Потом в партере тоже все, и борьба пошла, и там другие виды как бы спорта. Вот, поэтому это очень универсальный вид спорта, так скажем, и раздел именно К1, он действительно красивый и жесткий в том плане, что да, постоянная работа как с внутренней, так с внешней стороны. Могут возникать, так скажем, мышечные нокдауны и нокауты так, по ногам. Да, так что мы с уверенностью можем сказать, что нас с вами ждет очень много зрелищных, динамичных поединков. Ну, если я не ошибаюсь, вот кикбоксинг потихоньку он приближается к семье олимпийских видов спорта. Вроде существуют, да, перспективы, и если мне память не изменяет, вот в скором времени на Европейских играх будет представлен. Я так скажу, да. Этот вопрос давно обсуждался, конечно, и пытались его внести в 90-х годах, но всему свое время, так скажем. Все, что у нас в этой жизни происходит, все относительно. И созревает какой-то момент чего-то, да, либо только в то время, когда ему это нужно и необходимо. Поэтому я не удивлен, что действительно кикбоксинг будет уже внесен в список олимпийских видов спорта. Соответственно, там же повысится действительно требования, уровень к спортсменам, и популяризация будет намного выше. Ну, кроме того, также и основным моментом является и финансирование данного вида спорта будет уже на высшем уровне. А республика, я более чем уверен, что на это деньги будет предусматривать в максимальном размере. Да, надеемся, конечно, на то, что как можно скорее кикбоксинг попадет в программу Олимпийских игр. Это, конечно, безусловно, даст серьезный толчок в развитии данного вида спорта во всем мире. Так, у нас продолжается заминка, последние подготовительные этапы, да, вот, соревнований. И что касается, вот если продолжать разговор о составе сборной республики, как мы уже сказали, да, 23 взрослых спортсмена и 28 юниоров, юношей будут представлены на этом ринге. И, конечно, тут сразу стоит отметить, что к величайшему сожалению, лидер сборной республики, чемпион Европы, многократный чемпион России Вадим Колтовской, он эти соревнования вынужден пропустить. На последних подготовительных этапах Вадим получил травму, которая не позволила ему выступить на домашнем чемпионате России. Конечно, да, более обидная история, и мы, конечно, надеемся, что по итогам чемпионата, да, вот как-то с победителем будет организован спарринг. То есть у нас же эти соревнования являются отборочными на чемпионат мира. Да, на этот счет я скажу таким следующим образом. Конечно, если спортсмен получает травму, то желательно не участвовать, не принимать участие, обойтись, как скажем, мелкими жертвами. Чтобы не усугубить, да, положение? Не усугубить положение, да, потому что может быть плачевно тоже кончится. Тем более это очень травмоопасный вид спорта, как кикбоксинг, а тем более еще и раздел К1, он еще более травмоопасен. Соответственно, я так скажу, что все это нормально, ничего страшного. Травмы были, если бывают, и будут, так скажем, да. Но тем не менее, после того, кто с победителем, он будет в любом случае выйдет на спарринг на сборах к чемпионату мира, и там уже будет определяться действительно, кто возьмет путевку на чемпионат мира. Вот, поскольку все-таки Вадим у нас лидер основной и по России, в Российской Федерации, поэтому, так скажем, руководство Федерации кикбоксинга России, оно
неприемлемо этот вопрос рассматривает и в любом случае даст такую реальную возможность, что будут спарринги проводиться. Ну, как-то вот в таком плане. Я не думаю, что там обойдут его. И мы, конечно, в любом случае надеемся, что действительно он выйдет и на чемпионат мира поедет, возьмет путевку. Да, мы желаем Вадиму скорейшего восстановления. И что касается этого чемпионата мира, кстати, который пройдет уже в этом году, пока место проведения не определено, на чемпионат мира этот претендуют Италия, США, Словения, Босния и Объединенные Арабские Эмираты. И, кстати, решение по стране, которая вот примет чемпионат мира, будет принято уже на этой неделе. Ну, оставим чемпионат мира, и мы сегодня будем смотреть с большим удовольствием чемпионат России. Чемпионат и первенство России по кикбоксингу. Кстати, хотел бы призвать всех любителей спорта прийти и вживую посмотреть. Да, действительно, на населению, да, хотел бы тоже обратиться, чтобы отправляли своих детей посмотреть на этот прекрасный чемпионат и на прекрасный этот вид спорта. Пацаны в любом случае должны воспитываться, скажем, в мужском коллективе и выбирать желательно мужские виды спорта, вот, чтобы не то что постоять для себя, а вообще даже если получается и возможно, то в дальнейшем и принимать участие также на чемпионатах как республики, России, мира, Европы, и Азии и так далее. То есть это какой-то некий фундамент для мальчика, тем более это очень полезные, так скажем, мероприятия или полезные, так скажем, направления, спорт именно. А тем более единоборства, они должны в любом случае, да. Да, конечно, это так. Закалять и воспитывать, да. Закалять. Спорт, он всегда, конечно, играет только хорошую роль в жизни любого мальчика и юноши. Ну, у нас, дорогие друзья, что-то затянулась заминка. Планировалось, что в 12:00 соревнования стартуют, то есть по плану в 12:00 уже первые пары должны были выйти на ринг. Но сейчас мы видим, судейская коллегия проводит совещание. И мы надеемся, что уже в скором времени спортсмены выйдут на ринг, как мы видим, активно тут идет. Ну, спортсмены-то готовы, да? Спортсмены готовы, да. Да. Такая ситуация, такая заминка, она всегда и везде присутствует, тем более в спорте. Ну, готовится. Вон, как мы видим, что судейская коллегия какие-то определенные правила обсуждают, обговаривают, чтобы не было потом никаких спорных ситуаций, спорных ситуаций, да. Лучше договориться со всеми моментами, да, на берегу. И это, я считаю, правильно. Ну, я думаю, вот последние вот такие детали, да, обсуждают да, представители и судейского буквально, корпуса. да, я думаю, несколько минут осталось, надеюсь, и все, и начнется, так скажем, открытие чемпионата России в городе Якутске. Вот, так что, вот я как вижу здесь именитые спортсмены, судьи, вон Кисленко, многократный чемпион мира среди профессионалов и любителей, сидит в Санкт-Петербурге. Вот, и наши там ребята тоже находятся. Да, представители Республики Саха-Якутия, также тоже. смотрю, да, вот, и Дагестана есть. Вот. Ну, как и полагается, да, на любых Успевал. масштабных соревнованиях, помимо спортсменов, место проведения прилетают и судьи, которые также, для них это тоже опыт. Да, в любом Нет. случае это как бы получается необходимый арсенал для любой команды и любого, так скажем, государства даже, так скажем, если это на чемпионат мира. Но в данной ситуации арсенал именно для республик, там, краев, областей. Это коллектив судей, также менеджеры, ну и, соответственно, это представители федерации, представители федерации кикбоксинга их районов, областей, там, краев и республик. Ну, кикбоксинг, как и любой другой популярный вид спорта, он должен развиваться вот
равномерно, да, то есть у нас же не идет речь о развитии только спортсменов, да, судейская работа, менеджмент, все это должно развиваться, конечно, параллельно, и как раз-таки вот именно ради этого у нас на всех этих стартах приглашаются судьи, представители со всех регионов. Сейчас действительно официально можно считать Якутск центром российского кикбоксинга с 6 по 10 число. Все, что касается кикбоксинга, у нас в Якутске. Да. Скажу, что до проведения чемпионата, вот до сегодняшнего дня, очень массово везде проходили рекламные ролики, везде стоят баннеры. Ну, приятно удивляет и очень радует, что кикбоксинг у нас развивается, а не тухнет. Конечно, в 2000-х годах, я как и ранее упоминал, это какой-то был немного спад по рядам объективных причин и обстоятельств, но тем не менее сейчас идет после 2010 года, 2010-х годов, в это десятилетие рост, активный рост. И наши ребята, наша команда республики как по юниорам, также и по взрослым очень успешно выступает и привозит все призовые места, в том числе и не 1-2 чемпионские пояса, так скажем. Не только всероссийских, но и международных. Да, на международных, да. В принципе, очень это радует, что они возобновляют и восстанавливают тот былой потенциал, который был в начале и в середине, и в конце 90-х годов прошлого столетия, так скажем, когда мы выступали успешно на международных, российских и международных рингах. Еще раз хотелось бы обратиться к любителям спорта. Дорогие друзья, всех приглашаем в Центр спортивной подготовки «Триумф». У нас трибуны открыты. Разрешено заполнить половину вмещаемости трибун. Если я не ошибаюсь, если мне память не изменяет, то трибуны «Триумфа» способны вместить 3000 болельщиков, любителей спорта. То есть мы можем говорить о цифре 1500 свободных мест. Но тут, конечно, соблюдение всех мер предосторожности с наличием маски и тому подобное. Ну что ж, дорогие друзья, вот, кстати, генеральной репетицией, да, вот перед стартом, перед проведением чемпионата и первенства России стало, конечно же, проведение чемпионата и первенства Дальнего Востока по кикбоксингу, который Якутск неоднократно принимал. И вот в этом году в феврале у нас прошли эти соревнования. Тогда вот якутяне добились хорошего результата в домашних стенах. Да, тогда соревнования прошли под сводами Дворца спорта 50 лет победы. И по итогам соревнований представители якутской школы кикбоксинга завоевали 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Неплохой результат. И учитывая то, что там участников не 400-300 было, да, тоже хорошая цифра, 136. Как я понимаю, у нас все готово для начала соревнований. Я вижу уже то, что судьи поднимаются на ринг. Да, ринг, который нас интересует, вот, да, в первую очередь, это ринг Б, где будут проходить соревнования мужчин. У нас рефери уже на ринге. И у нас последние подготовительные вот моменты, так скажем, моменты, да, которые они сейчас определят. Ну, файтеры, конечно, уже вышли, вот готовятся. Так, у нас получается... Да, у нас, как мы анонсировали файтер, ранее... Да, с Приморского края, также с Республики Дагестан. Ну, это представитель Дагестана. Да, на ваших телеэкранах Абдулбасир Шамуков из Республики Дагестан. И его соперником будет, соответственно, в красном углу ринга Максим Черненко, представляющий Приморский край. Это у нас весовая категория до 67 килограммов. И стартуют состязания в этом весе с 1/16 финала. Ну что ж, и по итогам 3 раундов длительностью по 2 минуты мы узнаем, кто же из этих спортсменов получит право продолжить борьбу за медали, право выйти в 1/8 финала. Как мы уже говорили, да, отмечали, К1 это самый зрелищный, жесткий раздел в кикбоксинге, поэтому, дорогие друзья, сегодня здесь часто, да, очень получают нокдауны, нокауты, да, все это будет.
Не без этого. Это очень травматично, как бы я и высказался, что вид спорта также, ну, ребята тут 67, весовой категории 67 килограмм, они, да, действительно более атлетически выглядят. Все наносимые удары будут очень ощутимыми. Вот. Ну и главное, чтобы они не получали травмы ноги, то есть голени, колен и так далее. Это будет, так скажем, не очень хорошо, если могут сразу отойти от, так скажем, от соревновательного процесса. Да, мы, конечно, ждем зрелищных поединков, но надеемся, что обойдется без каких-либо серьезных травм. Само собой. Кстати, вот именно вот нам коллеги перед началом трансляции рассказывали о том, что вчера во время пресс-конференции, посвященной старту чемпионата и первенства России, было отмечено, что очень много действительно участников, число участников, да, вот действительно 380 спортсменов. Обычно в разделе К1 столько много людей обычно не бывает. И вот именно на соревнованиях, которые проводятся в Якутске, вот получилось так, что, ну, если даже не рекордная, то очень впечатляющая цифра. 380 спортсменов из 40 регионов. Согласитесь, дорогие друзья, действительно цифры впечатляют. Да. Ну что ж, ждем выхода на ринг Максима Черненко из Приморского края. И у нас, в принципе, уже начнется первый поединок, который открывает программу чемпионата России. Действительно, я думаю, немножко добавляет, наверное, волнение, да, спортсмену. Да. Вот мы видим то, что зрители потихоньку, да, вот собираются на трибунах Центра спортивной подготовки «Триумф». Очень нравится то, что как подошло руководство «Триумфа» к соблюдению мер предосторожности. Вот у нас, я думаю, вы даже на общем плане можете заметить то, что через одну сидушку вот именно сиденье отсутствует. Да. То есть это чтобы исключить даже маловероятную возможность того, чтобы вот люди нарушали, да, вот безопасную дистанцию. Ну что ж, ставим все это и перейдем к просмотру первого поединка. Весовая категория до 67 килограммов. 1/16 финала. В красной форме Максим Черненко, Приморский край. В синей форме Абдулбасир Шамуков из Республики Дагестан. Ну, здесь идет уже вот активная работа рук-ног. Спортсмены сразу начали без разведки, активно пошли к боевым действиям, так скажем. Напомним нашим дорогим телезрителям то, что мы будем драться 3 раунда по 2 минуты. Продолжается вот активная работа ногами. Руки тоже, конечно, подключаются. В первое время, когда вот кикбоксинг только развивался в Советском Союзе, вот, конечно, само собой, в этот вид спорта пришли боксеры, да, преимущественно. И в первое время было так, что вот выходили люди, да, и вот боксировали. И чтобы вот именно придать динамику и вообще, чтобы сохранять смысл этого вида спорта, вот придумали вот правила, да, вот со временем, то, что серия обязательно нужно добавлять ногой. Если ты ногой не работаешь, то тут остановка, предупреждение. Да, также можем вернуться к истории. Значит, вообще кикбоксинг зародился в 70-х годах, в начале 70-х годов в Америке. И первоисточников стоял это Бенни Рукидес. Вы сами, наверное, прекрасно знаете, это знаменитый голливудский актер, который с Джеки Чаном тоже снимался в кино, да. Вот. Тем не менее, правила были все, они уже изначально поставлены, но тем не менее хотелось бы отметить, что с годами, там, 80-х, 70-х, они все равно немного видоизменялись. Вводились новые какие-то правила, вот, какие-то ограничения и так далее. В 90-х годах еще нам разрешались, кроме подсечек, и броски. То есть, вот, соответственно, правила были, они едины для всего кикбоксинга по миру. Но была версия как ВАКа, это общепризнанная и серьезная и официальная, конкретная, так скажем, федерация кикбоксинга мировая. Вот, также Якса. Вот. Две эти версии, они как бы соперничали друг с другом, но тем не менее считалось более выступать по версии ВАКа, это намного престижнее и
если стать чемпионом по версии ВАКа там Европы или мира, это уже было весовым значением. Ну, вот. Раньше могли, да, вот видеть элементы дзюдо и хапсагая, да, вот на ринге. Сейчас, конечно, такого нету. Кстати, вот Александр Иванов, когда побеждал в 91 году, вот я читал, да, такое, конечно, говорилось о том, что Александр Иванов, чтобы вот улучшить свой арсенал подсечек, да, и вообще улучшить баланс тела именно в плане борьбы, его тренер Александр Михайлов вот обратился к знаменитому нашему борцу, олимпийцу Александру Иванову, полному тезке нашего легендарного кикбоксера. И вот как раз-таки вот два Александра Иванова отрабатывали вот элементы подсечек, движения вот в клинче, да, и за счет этого, кстати, вот именно, может быть, да, за счет этого и была достигнута эта победа в 91 году в Лондоне. Кстати, тогда вот Александр Иванов победил именно представителей Соединенных Штатов Америки. Это 91 год, когда только у нас зарождается кикбоксинг, грубо говоря. А там уже 70-х развитие шло. В начале 90-х, да, в основном и боксеры шли. Вот Александр Иванов, и действительно, он пришел с бокса. Очень техничный, очень грамотно был боксер. Вот. И, соответственно, помню, когда в 90-м году его видел, я еще был в школе, мы приехали на чемпионат республики по боксу. Ну, первенство республики тогда. И отец у меня был тренером. Вот они с ним встретились, пообщались. И мне рассказал, что вот он едет на чемпионат мира по кикбоксингу. Боже, как я думал, это хорошо. И как, когда же я перейду в кикбоксинг, считал. Вот таким же образом многие боксеры перешли в кикбоксинг. Также и борцы переходили, и каратисты. То есть в этом виде спорта он, по сути, считался универсальным. Почему? Потому что и могли туда и борцы участвовать, принимать участие, и боксеры, и каратисты. Вот, тайквондисты тоже. Все. И в полной мере могу сказать, что в начале 90-х, в середине, это был как бы один из универсальных видов спорта. Вот, в таком плане. Ну, конечно, тогда победа Александра Иванова, после этой победы у нас настоящий бум наблюдался. Ну и, конечно, с учетом того, что тогда фильмы набирали популярность на VHS-кассетах, да, вот единоборства, боевики. Ну, давайте, друзья, мы вернемся к нашему поединку. Да. У нас завершается второй раунд. Очень активно ребята работают. Второй раунд, темп совсем другой, да? Да, темп уже усиливается. То есть первый раунд еще, так скажем, ну, на втором раунде динамика работ, рук и ног, как обоих файтеров, она, скажем, на максимальном уровне. Я думаю, друзья, вы слышите, да, все очень хорошо, как делегация Дагестана активно поддерживает Абдулбасира Шамбурова. Скандирует «Дагестан, Дагестан». Ну, а теперь на ваших телеэкранах Максим Черненко. Ну, видимо... Но он настроен очень хорошо, видно, тоже подготовленный. Наблюдается спокойствие, да? Да, спокойствие, и он не устал. Сейчас основной, скажем, третий раунд, я думаю, будет максимально сейчас будет выкладываться. Потому что взять третий раунд, это, считай, практически выиграть для гарантии. Вот, у товарища Максима Черненко с дерзостью и с техникой, видимо, все в порядке. Вот ранее он продемонстрировал, да, элемент такой бэкфист. А почему бы нет, да? На радость зрителям собравшимся. Вот он через руку проходит боксерским приемом. Ага, пропустил лоу-кик. Ну, в принципе, я скажу так, что соперники более-менее рано. Здесь судейская коллегия действительно как отработает, насколько объективно, от этого будет зависеть, кто одержит победу. Да, вот мы видим то, что, ну, конечно, само собой в К1 разрешается работать ногами по внутренней, так и внешней стороне бедра. И помимо всего этого, конечно, еще у нас разрешена работа коленом, что мы уже неоднократно видели. Приезжал к углу Черненко. Да. У него работа руками и чувство чуть-чуть лучше руками. И проходит, вот, встречает руками. Когда представитель Дагестана наносит удары ногами. Иногда он отсчитывает Шамакову. Таким вот образом в начале 90-х и у боксеров было большое преимущество.
что мы видим как раз в исполнении Черненко, да? Да. Он активно работает ногами. Ногами, да, проваливают, на оттяжках работают, в контратаках. Все приемы и арсенал они используют максимально. Со стороны кажется, что это так не совсем большие, серьезные удары. На самом деле, если внутри быть, это каждый удар очень весомый, ощутимый. И одного-двух ударов хватает. Но даже, конечно, удары да. по защите тоже не бесследно проходят, само собой разумеется. Совершенно верно. Если да. даже не попадаешь, то там силу, наверное, даже больше теряешь энергии, да, вот когда удар не достигает цели, конечно. Поэтому большая нагрузка, конечно, у спортсменов. Последние секунды этого поединка. Все. Прозвучал гонг, спортсмены поблагодарили друг друга, и мы будем дожидаться решения судей. Тут активно. Да, Дагестан, они их очень активно, их болельщики очень хорошие. Но это, конечно, вот скандирование никак не повлияет на решение судей. Но давайте послушаем. Максим Черненко одерживает победу и выходит в 1/8 финала весовой категории до 67 килограммов. Поздравляем Максима. Ну, он, да, чуть-чуть грамотнее был и более интенсивный. Встречал руками, проваливал, поэтому он и держал соперника, так скажем, под контролем и вот одержал победу. Ну и посмотрим повторы. Вот бэкфист, о котором я упоминал. Повторы самых ярких моментов. Вот тут здорово, конечно, да. Правая долетела до цели. Вот еще. Вот так. Да, ну и ногами, конечно, Максим тоже не забывал работать. Да, неплохо. Очень жестко так. Тут дело в том, что в кикбоксинге и раньше так было. Если заходит боксер, если у него не видно работы ног, идет минус балл. А в данное время сейчас, тем более, это пресекается быстро. Поэтому одним боксером здесь уже сейчас делать нечего. Раньше было, может быть, и проще, но уже тогда применялись санкции, так скажем. Минус балл, очко там и так далее. Соответственно, они и проигрывали из-за этого. Предпочтение работу ногам. Вот. Предпочтение работу ногам все-таки в данном виде спорта очень учитывается и предусматривается. Ну, в этом и заключается, собственно, суть этого вида спорта, да, то, да. что помимо рук мы тут работаем, конечно, ногами тоже. Ну что ж, да, я думаю, по нарезке прекрасно было видно, да, насколько чаще Максим Черненко попадал в своего соперника, как руками, так и ногами, там и в клинче коленом тоже дотянулся хорошенько так. Ну и, собственно, Максим Черненко заслуженно был признан победителем данного поединка. Дорогие друзья, сейчас мы перейдем к весовой категории до 54 килограммов. У нас тут будет ожидается 4 поединка, стадия 1/8 финала. И у нас тут представитель ТВ. Да, это у нас на ваших телеэкранах Данкак Торепчи. Извиняюсь, если я неправильно поставил ударение. Это у нас представитель из Республики Тывы. Он выступит в красной форме. Ну а его соперником будет представитель Чеченской Республики Хамзат Абубакаров. Это у нас весовая категория до 54, еще раз напомню. 1/8 финала. Да, файтеры готовятся, заходят. У нас, как мы уже говорили, да, Чеченская Республика привезла очень такую большую команду. 46 спортсменов заявлено из Чеченской Республики. И сейчас я вот хочу найти информацию, сколько же из Тывы у нас спортсменов прибыло в Якутск. 8. Ну, малочисленная такая команда, получается, у Республики Тывы. Раньше у них был главным тренером, старшим тренером Тывы Момугуш Энерген. В свое время я с ним тоже бился, боксировал на чемпионате России. Но он стал позже потом неоднократным чемпионом мира. Как среди профессионалов, так и среди любителей.
Ну что ж, ждем выхода спортсменов на ринг. Что касается Донгака Торепчи, он является мастером спорта. А вот его соперник Хамзат Абубакаров является кандидатом в мастера спорта. Но посмотрим. Не всегда же так получается, то, что вот Да. мастер, он обязательно победит. Чаще всего единоборство бывает так, что вот эта вот грань стирается во время поединка. Но если речь не идет о том, что международник дерется с КМС, но посмотрим, что будет на сей раз на ваших телеэкранах. Донгак Торепчи и его соперник в синем углу ринга Хамзат Абубакаров. У нас, кстати, на этом чемпионате и первенстве будут выданы победителям и призерам очень-очень интересные награды. Как в профессиональном кикбоксинге будут вручены пояса чемпионам. Помимо этого у нас очень интересные медали. Не раз это отмечалось, то, что дизайн уникальный. Очень интересная такая конструкция, то есть получается там 8 деталей, которые, если вот раскрыть, то они превращаются в ступеньку. И число 8, оно не случайно, потому что на каждой вот этой вот ступеньке написано имя чемпиона мира из нашей республики. И вот эта вот лестница, как я понял, символизирует восхождение, ну, на Олимпийский Олимп, на вершину кикбоксинга, ну, как хотите. То есть замечательная идея. Вот эта вот медаль, это касается не только золотой медали, это и серебряная, и бронзовая, они все оформлены, сделаны вот в таком виде, имеют специальную подставку. Но до этого мы еще дойдем. Да, Видим, это очень живую. отрадно, что они постарались так вот придать значение. Да? Но я думаю, у нас хватает талантов на этом счете, чтобы было это все как-то символизировалось. И, ну, скажем, призы, они должны быть, иметь какой-то смысл тоже. Не Красиво, просто так, да. символично, со вкусом. Со вкусом. Ну, действительно радует, что организаторы вот подошли с вниманием вот к самым таким вот, ну, до мелочей, да, до деталей все продумали. И сильнейших спортсменов вот наградят именно такими вот замечательными медалями. Я думаю, многие телезрители уже видели изображения, видео этих медалей в социальных сетях, ну, так и по телевизору. Было бы интересно в руках подержать. Да, если доведется, конечно. Надеемся, что такая возможность будет представлена. Ну а сейчас у нас все готово для начала поединка. Тоже у нас, как мы сказали, уже другая весовая категория. Вес до 54 килограммов. И тут стадия не 1/16, как было в предыдущем поединке. Да, тут уже стадия 1/8 финала. На ваших телеэкранах Хамзат Абубакаров, кандидат в мастера спорта из Чеченской Республики. И его соперник в красном углу ринга, представитель Республики Тыва, мастер спорта Донгак Торепчи. В скором времени у нас на ринг выйдет представитель сборной команды Республики Саха-Якутия Аял Местников, мастер спорта международного класса, чемпион России и Европы. Давайте я даже уточню. Да, 2 поединка осталось до выхода Аяла на ринг. 2 поединка с учетом этого боя. Так, что-то у них там долгий процесс идет подготовки. Да, что-то вот, что с первым поединком, да, что со вторым у нас как-то Так, конвейер еще не запущен. Но я думаю, как говорится, во всем главное раскачаться, да? да, совершенно верно. Сейчас все раскачается, все будет нормально. Войдет в свое русло. Безусловно. Помимо мужчин у нас медали будут оспаривать юноши, юниоры, женщины. Очень много людей участвует на этих соревнованиях, на чемпионате и первенстве. 380 спортсменов, ну, порядка 380. Не могу с уверенностью говорить, что ровно 380, но порядка 380 человек из 40 регионов страны. Впечатляющие цифры, и, конечно, хотелось бы, чтобы прилагательное «впечатляющий» мы могли использовать и по отношению к трибунам. Видим, что еще и много свободных мест. Но еще раз напоминаем, что разрешено заполнить половину трибун Центра спортивной подготовки «Триумф». Поэтому еще раз всех призываем Подходить, Да. смотреть. болеть
за наших файтеров. Да, за наших файтеров. И, конечно же, просто наслаждаться кикбоксингом высочайшего класса. Потому что на эти ринги выходят ведь не случайные люди. Тут выходят сильнейшие представители вот всех этих 40 регионов. Приезжают лучшие из лучших. Ведь на кону у нас отбор на чемпионат мира, который пройдет Да, в этом году. это те спортсмены, которые одержали у себя в краях, областях, республиках победу. Лидеры. И, соответственно, да, они на чемпионатах своих республики проводят свои отборочные соревнования, и вот они потом приезжают лучшие из лучших. Совершенно верно. Вот Марк Иванович Мельцер приехал с Москвы, заслуженный тренер Российской Федерации как по боксу, так же и по кикбоксингу. Как раз таки вот наши 3 девушки-красавицы Под его началом занимались в Москве. В Москве, да, совершенно верно. Клуб Китек, да? Китек. И вот именно, получается, они достигли первых побед, находясь в республике, потом переехали в Москву, долгое время там жили, и там вот основные такие самые громкие победы у них под Пошли, да, руководством, да, одна за другой у них пошли вот победы. Поединок начался. Это мы говорим о Лидии Андреевой, Оксане Васильевой и Марии Кривошапкиной, которые много раз побеждали на чемпионатах Европы, мира. Ну что ж, итак, все внимание на ринг. 1/8 финала весовой категории до 54 килограммов. Давайте смотреть. Ну, тут сразу так, да? Весело, резво начали тоже. Также без разведки файтеры начали бой. Ну, скажем так, возможно, терять нечего. Надо рвать победу и брать путевку. Небольшая проблема с экипировкой возникла у Хамзата Абубакарова. Тут же эта проблема была решена. Устранилась, да? И продолжается поединок. У него вот у чеченского файтера очень хорошие сочетания и динамика работы рук и ног. Ну, бокс хорошо поставленный, невооруженным взглядом это видно, да? Ну, честно Капа говоря, он не вылетела. боксер. Боксер у них несколько другой. Бокс, конечно, поставлен, но боксеры двигаются несколько по-другому. Сейчас надо будет промыть капу. У нас в рамках вот чемпионата и первенства проходят не только состязания, да, у нас есть и культурная программа, то есть будет проведен круглый стол на тему этноспорта и современной экономики, менеджмента. Будут представлены книги, посвященные истории якутского кикбоксинга. То есть вот полноценный масштабный праздник спорта. Да, я согласен с этим, что организаторы с умом и с качеством подошли к данному вопросу, что в других регионах как-то вот особо не практикуется там мероприятия другого характера во время спорта, проведения чемпионатов, а вот у нас всегда это проводится очень В обязательном порядке, да? в обязательном порядке и очень как бы взвешенно подходит к этому. Так, ну опять у нас тут капа вылетела, что ли? Или протереть ринг надо, кажется, как я думаю. Да. А это только первый раунд. Завершается Вот первый раунд. хотелось бы отметить также, что в К1, когда идет процесс обмена ударами, в данном случае, если даже это будет мастер спорта международного класса и может это будет кандидат, то тут конкретно можно и не понять, кто больше. То есть там идет постоянно идет, скажем, обмен ударами, и можно не выяснить, кто именно лидирует в данной ситуации. Ну, а давайте сейчас послушаем, о чем будут говорить секунданты. Ну что ж,
представители команд, секунданты, тренеры внесли корректировки, коррективы. И у нас второй раунд возобновляется. И сразу, без раскачки, ближе к делу, как говорится, да? Ну вот Дангак занимает центр ринга и Да, он идет первым номером работает. и отжимает соперника. Но у нас чеченский файтер очень удачно, так скажем, лавирует и уходит. Ну, подустал. Чувствуется, начал пропускать удары. Вот. Да, вот раз за разом достигает цели. Понятно, что вот Дангак несколько раз его уже попал. Соответственно, активность. И я хочу отметить, что действительно, когда спортсмен получает удар, он сразу же махом устает. Не знаю, как это объяснить, но так скажем, видимо, мозг так устроен человека, что когда пропускаешь удар, то ты просто, у тебя уже руки валятся и ноги не идут. Ну вот в результате этого целого града удара в исполнении Дангака считывают нокдаун Абубакарову. Так, и остановка. Ввиду явного преимущества победу в этом поединке одержал Дангак Терепчи, представитель Республики Тыва. Да. Поздравляем мы Дангака и его тренерский штаб. Во втором раунде с явным преимуществом завершил бой. Ну, с самого начала, да, вот как активно Терепчи начал этот раунд. И Ну, я хотел бы отметить, как мы видели, что чеченский боец он активно начинал, но все-таки мастер спорта есть мастер спорта. подтвердил свой класс. И Терепчи, как мы видели, очень здорово работал руками, неоднократно вот попадал по своему сопернику. Ну и ногами очень активно работал. Вот, много досталось по левому бедру Бубакарову. Прям обработал эту ногу. Ну, в общем, Ну, а потом переводил заслуженная. успешно руками. Да. И вот руками он попадал. В итоге привел к явному преимуществу. Ну да, конечно, вот если раз за разом... Вот здесь уже видно, что действительно он пропустил удар, он уже в небольшом нокдауне. Он начал теряться, видите? Соответственно, вот дальше уже начал как бы творить свою кухню уже тувинский файтер. Ну и моментально почувствовал, да, Терепчи, что соперник вот находится в потрясении. И, конечно, И он уже начал, да, вести ход боя сам. ну вот да. И как вот комбинируют, да, голова, живот, лоу-кик, все прекрасно Да. чувствуют. Первый, второй этаж, третий этаж, Да. так скажем. По всем этажам. Ну что ж, друзья, мы идем далее. Та же весовая категория. Вес до 54 килограммов. Также стадия 1/8 финала. На ваших телеэкранах Тимур Лебедкин из Самарской области. Ну и его соперником будет Азамат Курмангулов, представитель столицы нашей страны. Представляет он команду Москвы. А оба файтера являются кандидатами в мастера спорта. И тут напомню, что сразу после этого поединка на ринг выйдет один из лидеров этой весовой категории, представитель сборной команды Республики Саха-Якутия Аял Местников. Он будет биться с Ибрагимом Махмаевым из Чеченской Республики. Но до этого мы еще дойдем. Сейчас, конечно, все внимание на противостояние Тимура Лебедкина и Азамата Курмангулова. Так, Тимур уже на ринге. И сейчас Азамат тоже выйдет на ринг. Надеемся, что вот как в предыдущих поединках, да, обойдется без каких-то длительных заминок. Как мы уже отмечали, главное раскачаться. Для спортсменов, конечно, прошлый год был очень испытуемым, так скажем, потому что в связи с этим введением
ограничений, карантинов было очень сложно тренироваться. Каждый тренировался, скажем, дома. Индивидуально, да? Индивидуально. И выйти из такого состояния было, конечно, сложно. Потом прийти в форму. Вот. И дай бог, что никак не отразится на спортивных достижениях и карьерах и форме наших файтеров. Ну, конечно, да, вот пандемия коронавирусной инфекции вот, Она взяла сказалась свое, конечно, на все сферы. Конечно, на спорт это, конечно, по-особенному особо сказалось на спорте, ведь тут важно же тренироваться, а лучше еще и соревнования вообще не проводятся, да, как известно. Олимпиаду даже да? отменили. А лучшие соревнования это тренировка. Практика постоянная, да, а тут получается на протяжении практически целого года вообще в зал нельзя было ходить, занимаешься индивидуально, и потом, конечно, вот трудно вот войти в русло, и как раз таки за счет этого могут быть сюрпризы, да, вот. Да, совершенно верно. Кто-то более подготовлен, кто-то менее. Да? У кого какой лагерь прошел? Вновь у нас на ринге летают бэкфисты. Итак, Тимур Лебедкин и Азамат Курмангулов. А в К1 версии еще забыл сказать, что здесь бэкфисты используются. К1 с разворота. Это удар с разворота руками. То есть более такой широкий, интересный арсенал. Вот. Синий файтер, да, синего угла, Азамат Курмангулов очень проявляет красивую технику приема руками и ногами. Ну и видим то, что у Курмангулова, да, имеется преимущество в росте. Да, преимущество в росте как в боксе, так и в кикбоксинге это очень большое значение имеет. И если использовать свой рост, прочувствовать, ой, как красиво, вот это у меня прошло, но чуть-чуть не достал. Преимущество в росте, но действительно, если иметь чувство, можно вообще не подпускать соперника. И на дистанции просто выдергивая, потом наказывать соперника и не пропускать. Так самому же не пропускать и уходить, не ввязываться в бой. Вот основная стратегия тех спортсменов, которые преобладают в росте. Ну, это классическая история тоже как из бокса, да. Тот, кто он выше ростом, его рост определяет его манеру, да. Вот он, получается, на дистанции верно работает, а тот, кто поменьше ростом, тот, конечно же, старается сократить дистанцию, работать в ближней дистанции. Завершился у нас первый раунд, и действительно очень интересный арсенал нам продемонстрировали спортсмены. Ну и послушаем, о чем говорят, будут говорить секунданты. Начинаешь руками, заканчиваешь ногами. Не надо с ним перепинываться. На своей дистанции, на ближней дистанции, ближней средней дистанции, за блоком, да. Дергаешь. Так, ну тут мы видим то, что Тимур Лебедкин у нас предпочитает восстанавливать свои силы стоя, да? А вот что касается Азамата Курмангулова, то он сидит. Ну, тут, да, кому как удобнее, да? Ну, да, все индивидуально, так скажем. Ну вот, да, серия с бэкфистами интересная и зрелищная. Конечно, тут хотелось бы, наверное, да, то, чтобы больше ударов до цели достигли, но все равно не отменяет зрелищность. Тимур Лебедкин в данной ситуации, в данном бою, пока не знает, как подступиться и ключ найти. Вот, хорошая правая долетает. Первый раунд, по крайней мере, был так, но второй раунд он активизировался, смотрю. Ходит в клинч. О, бэкфист долетает. Да, цель прямо. Ответная попытка провести бэкфист. Но спортсмену вот сразу видно, что меняет весь арсенал К1. Практически половину вот раунда. Здесь можете сразу заметить, что ногами верхний этаж, так скажем, голову редко кто наносит. Это уже, видите, это, скажем, эволюция кикбоксинга.
Раньше, в наше время, мы очень часто и в прыжке били, и с разворота в прыжке, там, ну, скажем, это все применялось. А здесь вот редко, когда они в корпус хай-кики пробивают, допустим. Вот. В основном это все удары лоу-кики, ну и коленками. Это во времена вот настоящего хардкорного кикбоксинга, да, во время становления этого вида спорта. И да, и конечно мы тут не увидим, да, то, что хай-киков, да, хотелось бы, конечно. Я думаю, вот хай-кики это больше касается вот лайт-контакта, да, где существует ограничения по силе удара и, наверное, можно как-то даже сравнить с тэквондо, где вот надо набирать очки. Да, сейчас они очень плотно ведут работу. Ну, очень красиво, да, проводит бой два файтера. Ну вот, мы видели красивое довершение раунда, такая вот серия, комбинация Лебедкина. Ну, давайте сейчас послушаем, о чем будут говорить секунданты. Начни его разбивать, ты понимаешь? Просто надо начать его разбивать, и все. Ничего нахуй не надо. Даешь я прямой. Вперед. Вот тот самый бэкфист, который долетел до цели. Ну и очень интересный, да, вот поединок нам предлагают Лебедкин с Курмангуловым. Мы видим и работу ног, работу руками, и вот эти вот... Да, они красоту интересный удар. кикбоксинга, да, и тем более К1 они вот здесь продемонстрировали. Наиболее, пока что наиболее вот соответствующие, да, Ну, всем... еще предстоит нам да. увидеть более еще красивые, интересные поединки, так что да. Ух, тут здорово Лебедкин попадает по своему сопернику, как ногой, так и рукой. Еще ряд попаданий точных. Фронт-киком встречает Курмангулов. Да, очень интенсивный бой. Тем более это третий раунд, надо вырывать победу. Ну, тут да, уже весь запас уже использовать. Но тоже не идти же сломя голову вперед, да? Надо все чувствовать. Тимур Лебедкин, да, действительно очень прибавил в темпе. Также проходят его удары практически в основном. Как руками, так и ногами. Да, в плане вот доведения, да, вот ударов до цели, конечно, у Лебедкина, ну, он работает активнее и, соответственно, попадает больше. Здесь хотелось бы сказать, что каждый удар тоже не считает судьи, считает именно точное попадание. Как в голову, так и лоу-киком в ногу. И при этом удар должен быть Также и таким коленками, акцентированным. да. Да? Акцентированным, четким, тогда это как идет уже. Тычок не засчитают. Простые, да, такие хлопки, они не проходят. 40 секунд остается. И сейчас, конечно, это третий раунд. Ну, не знаю, что надо сделать Хороший Курмангулову, чтобы надеяться на победу. Еще удар прошел. Мы видим, Лебедкин полностью контролирует поединок. По крайней мере, в этом раунде Еще уж точно. проходит вот удар и коленкой. Ну, сам пропускает тоже. Не без этого. Последние 10 секунд. И работает до конца Да. Лебедкин. Так, и нокдаун. Нокдаун отсчитываем. Считывает нокдаун. Ну что ж, можно сказать уверенно, что Лебедкин Тимур здесь вырвал победу. И последние секунды, последние мгновения этого поединка. Звучит гонг. И, Ну, я думаю, вы видели же, да, получается, что вот несколько пропущенных ударов полностью рассеяли и сломали соперника в синем углу. да, вот несколько таких конкретных хороших попаданий, конечно. Да, дезориентирует сразу же спортсмена. Что и мы видели, да, вот в этом бою, да и в предыдущих тоже.
планы резко меняются. Да, хотя вроде как он и в какой-то степени можно сказать, что лидирует. И тут уже надо, да, вот искать пути, что же делать, думать, как-то перестраивать свой геймплан. Ну и, конечно, Тимур Лебедкин одерживает более чем убедительную победу в этом поединке, с чем мы его и поздравляем. Представитель Самарской области выходит в 1/4 финала. Ну и, конечно, благодарят друг друга спортсмены. И сейчас, дорогие друзья, сейчас, я думаю, мы увидим повторы самых ярких моментов этого поединка, а уже сразу после этого на ринг выйдет Аял Местников. Ну а сейчас внимание на повтор. Ну вот тут, да, конечно. Видим, как работает Тимур Лебедкин. Вот раз за разом достигает его удар цели. Но сам тоже пропускает, конечно. Да. Но было бы странно, да, вот выходить на ринг и не да. пропускать. Я Такого и- не бывает, О конечно. чем я и говорил ранее, это что в К1 ну невозможно не пропускать удары, если это идет конкретно ближней дистанции работы и, так скажем, обмен удара. Да, тем более, когда вот идет такой открытый кикбоксинг, да. Поэтому К1, версия К1 это очень такой сложный. Это и есть специфика, да, вот этого раздела. Ну и так, дорогие друзья, сейчас мы увидим выступление Аяла Местникова из сборной команды Республики Саха-Якутия. Он первым выйдет на ринг. С волнением ждем выхода. Да, вот мы видим, Аял поднимается. Первым, да, из нашей республики. Да. Ну и видим Аяла Местникова. Также мы видим Андрея Алексеева, главного тренера сборной команды Республики Саха-Якутия. Аял Местников, напомню, является мастером спорта международного класса, чемпионом России и Европы. Именно ему выпала честь первым выйти на ринг из команды сборной республики. Итак, его соперник Ибрагим Махмаев, представитель сборной команды Чеченской Республики. Как мы уже говорили, да, Чеченская Республика представлена очень-очень большим таким составом. 47 представлено спортсменов у сборной республики, 46 у Якутии. Кстати, да, вот, и, кстати, да, не заметил и сразу, мне вот подсказали коллеги, Аялу Местникову секундирует Вадим Колтовской, вот, лидер нашей сборной, он сидит рядом с Андреем Алексеевым и, конечно, будет всячески помогать Аялу. Ну и так, все внимание на ринг, начинается поединок, весовая категория до 54 килограммов, 1/8 финала. Активно ногами работает Аял на дебюте этого поединка. Несколько очков уже заработал, но пропускает. Да. Здесь надо поаккуратнее ему быть. Держать дистанцию. Ибрагим Махмаев является кандидатом в мастера спорта, но, как мы видим, для него вот авторитетов нет, да? Очень уверенно так и дерзко действует боец в синей форме. О, левый прошел хороший удар. Но опять же пропускается. Ну, видим то, что Аял ниже ростом своего соперника. Да, вот Аялу надо как попал, не оставаться на месте, сразу уходить с уклоном и так далее. Это будет тогда лучше. Да, конечно же, у Махмаева размах рук и ног, конечно, будет больше. Вот прошел удар тоже По корпусу работает Аял. в ближнем бою, да. Да. Так и надо. Вот. Несколько ударов проходит. Ну, конечно, более точно скажут это судьи, определят, насколько точно проходят удары. Вот Махмаев в клинче очень активно работает коленями, вообще очень легко двигается. Да, вот. Он сразу же демонстрирует, не отходя от кассы, так скажем. Вот удар прошел тоже левой. У левой попадает неплохо.
Вот еще прошел удар. Корпус, голова. Первый раунд завершается. Ну что ж, интересный раунд прошел. Националка, так скажем, соответствует уровню подготовки. Ну и сейчас у нас будет возможность послушать, о чем же будут говорить Андрей Алексеев и Вадим Колтовской Аялу Местникову. Смотри, корпус открыт, почему не переводишь? Переводи. Голову показал, печень, собьешь руку. Лоу-киком заканчивается. прямой шаг и закончить. Боковой взгляд, боковой шаг. Обмен не дал, прямой шаг, боковой. Ну, как я понял, Андрей Алексеев, главный тренер сборной команды республики, призывает, да, Аяла вот расширить диапазон действия, показал голову, корпус, заканчивать все это дело. Троечку. Да, троечку. Закончить по корпусу и потом завершать ногой. В принципе, как бы по большому счету это элементарные правила, но их надо тоже выполнить. Указание тренера — это святое для каждого, безусловно, спортсмена. Ну, посмотрим, как будет выполнять наставление своего тренера Аял Местников во втором раунде. Конечно, наш файтер более активен, и инициатива пока в данное время в нашей стороне. Вот хорошо проходит удар. Ну вот, удар правой долетел до цели в исполнении Махмаева. Поправить надо шлем ей сейчас, да, сразу возобновится поединок. Хороший такой обмен устроили. Вот не забывает по корпусу работать Аял. Вот левой проходит опять. Хорошо. Ну и коленом-то тоже Аял умеет работать. Да, хорошая серия. Здесь и ногой. Вот, да. То, о Завершит чем как раз лоу-киком. говорил, да, Андрей Алексеев. Молодец. Хорошую серию проводит Аял Местников. И собравшаяся публика, конечно, встречает эту серию аплодисментами. Нокдаун отсчитывают Махмаеву. Да, Конечно. потрясен, он получил удар. Действительно. Ну да, в последней серии досталось-то, конечно, нормально. Ох ты! Все, по корпусу. Но тут уже, наверное, можно говорить... Это уже явная победа и да. явное преимущество. Да, мы видим растерянный, да, взгляд Махмаева Ибрагима. Все, ввиду явного преимущества победу одержал Аял Местников. Поздравляем мы Очень Аяла. отрадно, что действительно наш открыл дорогу победой. Поздравляем Аяла, поздравляем Андрея Алексеева. Ну, начало Есть, так Начало скажем, есть. да, поэтому мы открыли дорогу с победой. Это очень хороший знак, дай бог, чтобы и дальше были победы. Да, и Аял Местников выходит в 1/4 финала весовой категории до 54 килограммов. Поздравляем еще раз Аяла. И, кстати, вот заметили, да, я думаю, телезрители, может быть, тоже заметили, вот у нас 4 поединка вот прошло, да, и что самое интересное, пока что выигрывают только спортсмены, которые выходят в красной форме, с красного угла, да. И Аял как бы продолжил эту традицию. Иногда, да, вот на такие моменты тоже смотришь, когда сам выступаешь и думаешь, с какого же угла выйти, какой угол будет удачнее. Тоже вот такие суеверия, они всегда были, есть и будут у всех спортсменов и во все времена. Но тут еще воля жребия. Да. Еще какой жребий попадется и так далее. Но действительно красивый бой. Также ребята показали арсенал К1 неплохо. Чеченский файтер, конечно, он молодой, но у него все впереди еще.
Да, молодой боец, да. кандидат в мастера спорта, и я думаю, наставление у него было такое, то, что у этого спортсмена ты можешь выиграть только в том случае, если будешь До конца биться. да, до конца биться, действовать И- дерзко, и постараться вор- показать лучший свой поединок. Что, собственно, он пытался сделать, да? Совершенно верно. Он пытался, да, в начале, в первом раунде, так скажем, вырвать инициативу, так скажем, по большому счету, чтобы сломать соперника. Но титулы и заслуги, так скажем, Аяла, они все равно имеют место быть. Конечно, и вот Аял на опыте вот этот натиск как бы остановил, да, и Совершенно довел верно, да, поединок да. до победы. Итак, переходим к следующей паре. Та же весовая категория, дорогие друзья, вес до 54 килограммов. А еще один представитель сборной республики, ну а пока что на ваших телеэкранах это Максим Бганцев, представитель Волгоградской области. Ну а вот на ваших телеэкранах Иван Ле, представитель сборной команды Республики Саха-Якутия. Ну и, конечно же, Андрей Алексеев готовит своего подопечного, настраивает его. Дождемся мы Максима Бганцева. Ну и Иван Ле вторым из сборной команды республики выходит на ринг домашнего чемпионата России по кикбоксингу в разделе К1. Максим Бганцев, Мастер спорта. да, мастер спорта из Волгоградской области, на ваших телеэкранах. Последние подготовительные моменты. Все. Он готов. Перекрестился и зашел в ринг. Итак, это тоже весовая категория до 54 килограммов. 1/8 финала. Ну что ж, теперь все якутские любители спорта, болельщики, конечно, будут переживать за Ивана. Смотрим. Мощный лоу от Ганцева в начале летает. Отвечает Иван. Защита у Ганцева на ногах очень неплохая, так скажем. Но тут мы видим тоже, да, вот преимущество в росте у Ганцева. Очень существенная такая. Да, ну видно, что мастер спорта, он действует хладнокровно и не чувствует соперника. Как-то на встречных курсах, да, вот действует. Ганцев дожидается действия от Ивана. Ну вот Иван неплохо проводит удар, так же, как ногой и так рукой достает. Ему надо чаще так вот резко проводить удары. Ну, не ждать, конечно. Первым номером на старисе работать, поскольку На дистанции. подготавливать соперника сложно. Ой, это не есть хорошо. Ну и видим, да, как вот у нас Бганцев расположился в центре ринга и спокойно так. Действует, я говорю, хладнокровно. Видно, что мастер спорта. И работает очень уверенно. Ну, здесь я считаю, что Ивану надо выдергивать, как-то на челноках работать. Если он не будет на челноках работать, здесь получается, что он будет пропускать удары как ногами, так и руками более часто. Ну и давайте послушаем. Пропускает, руку пропускает. Туда бей, сюда. Хорошо? Он только правый бьет. Смотри. Дергай. Один-один. Вот этот левый, задний рукой покруче. Пропускает. Хорошо? Туда бей. Ну, Андрей Алексеев призывает, да, Ивана раздергивать соперника.
Да, здесь надо раздергивать ему и вызывать соперника. После того, как нанес, надо стараться сразу в контратаке за ним идти. И здесь надо ему переломить этот ход во втором раунде. Как-то стараться попасть его. Лоу-киками, я считаю, не стоит, но надо вот именно в голову попасть рукой. Вот по моим ощущениям, вот Бганцев взял, встал в центре ринга, да, и вот наоборот Вот дожидается надо ему сейчас действий Ивана. выдергивать, вот так вот выдергивать. Молодец. Вот. И в таком же духе продолжать, сильно не ввязываясь. Вот. Ага. Ну, конечно, удар в пах. Неудачно получилось. Да, конечно, мало приятного, но такое в недоборствах Бывает часто. Да. Ну, конечно, отводится специальное время для того, чтобы восстановить дыхание, прийти в себя. Да, главное здесь не растеряться ему. Потому что болевой шок, он дает о себе знать. Все, так, дальше же работать в таком же стиле. Вот, молодец. Хорошо. Все, так же повторить. Потом правой можно. Выдернул и правой. Выдернул. Ой, не правой, а левой рукой вперед. И ногой завершить. Вот как бы в такой манере он должен работать. И уходить, не ввязываясь. Вот. Ну, тяжелый, Здесь конечно, он, соперник да. попался Ивану. Да, пропускает наш. Опять раскачивать надо, он не раскачивает. Еще Иван вот и перешел на лоу-кики, хотя до этого в начале второго раунда здорово мидл-киками 2 раза вот такие вот сильные удары он проводил, доводил до цели. Вот, Левая раскачивал, хорошо молодец. долетает. Да, левый кросс. Так, нужно поправить экипировку. И сейчас поединок будет возобновлен. Ну, вот здесь он больше несколько попаданий провел в область ноги. Меньше 15 секунд остается. По корпусу. О, молодец. Прозвучал гонг. Так, О, после после гонга. гонга. Ну и давайте послушаем Андрея Алексеева. Позиция поработает, позиция. Только жесткости чуть-чуть не хватает. Левая, ну, проходит. Бам, и лоу-кик. Бам, лоу-кик. Обманут. Ну, активнее чередовать надо, да? Вот да, получается то, что вот, в начале раунда наставление тренера он выполнял, но ход боя он все равно меняется по истечению времени. Соответственно, там уже как бы картина боя вырисовывается, может быть, и не в лучшую сторону бывает. Поэтому сейчас он постарается выполнить, опять же, указы тренера. Но решающий раунд. Вновь возникли небольшие проблемы с экипировкой. Итак, третий раунд. Заключительный решающий раунд.
Так, ему надо здесь раздергивать и левой тоже кросс. А потом выходить с лоу-киком правой ногой. Да, Иван ушел от угла ринга, это правильно. Зажимать руку, конечно, ни в коем случае не надо. Да, ребята подустали. Кстати, то, что мы и говорили. Кстати, вот это единственный первый бой, который Ганцев применяет арсенал ударов хай-киком. Да, Верхний этаж, так в голову, скажем. на повторе видели, как он... Да, несколько раз это прошло Да. у него удары. 3 раза или 4 раза за все время боя. Ну тут, конечно, разница в росте позволяет. Ганцев все-таки повыше будет. Да, ну и не забываем, что он мастер спорта России. Вот видите, обмен ударом идет. Вот здесь уже сложно определить, кто может лидировать и у кого больше. То есть здесь надо шлепать больше. То есть это новое направление эволюции, так скажем, кикбоксинга. И тут надо, да, кто больше нашлепает, у того и больше, будет да, победитель, у того и больше баллов, очков там так далее. Ну, алгоритм, логика предельно просты, да? Да. Ну да. И вот, чтобы нашлепать-то как можно больше, осталось вот 15 секунд, согласно таймеру. У нас Да. вот Совершенно верно. Здесь, ну что остается ему? Больше работать только. За 15 секунд ход боя может особо не развернешь или попадать только. попытаться надо максимально продуктивно использовать оставшиеся секунды. Другое дело, позволит ли соперник и что у него на уму. Итак, Здесь, да, руками надо было раздергивать. Пропускает тоже, да. все, звучит гонг, поединок завершился. Ну и мы с вами дождемся решения судей. Ну а Максим Ганцев, конечно, очень сложный соперник. Мастер спорта из Волгоградской области. Для Ивана это очень хороший опыт. Иван Ле Молодец. Победу отдали. признан Выиграл. победителем этого поединка. Поздравляем мы его. Принимает он поздравления. Ну и получается, Иван Ли вот нарушил эту традицию, когда вот побеждали спортсмены исключительно из красного угла ринга. И отрадно, что эту традицию нарушил именно Ну, спортсмен скажем сборной так, да, он республики. очень серьезного соперника одолел. Я и говорю, что это для него очень большой опыт. И хочу отметить, что первый бой, да, это самый сложный. Потом ты, если выиграл, то в последующих боях становится легче. И не стоит забывать также, что ребята все скидывают, держат, кто-то держит вес, а кто-то скидывает немаленькие килограммы, так сказать. Что сказывается сильно на физическом состоянии, утомлении и так далее спортсменов. Поэтому первый бой это действительно может быть вязкий, не очень такой, скажем, результативный. Вот. Если первый бой выиграть, то тогда, соответственно, уже дальше будет намного проще, и файтер начинает открываться, у него руки, ноги начинают идти лучше. Потом также, кто скидывал вес, идет восстановление, то есть водный баланс в организме восстанавливается, и, соответственно, надо будет уже, так скажем, человек, спортсмен, уже лучше чувствовать, самочувствие лучше, и как он поел, отдохнул, походил, уже, скажем, восстановление будет быстрее идти, а тем более после первого боя это очень, так скажем, проще, так сказать.
Ну да, как и в любом деле, в любом другом виде спорта, да, главное вкатиться, вот, успешно пройти первый бой, первый матч, конечно, да, очень и очень важно и отрадно, что пока наши представители сборной республики с этой задачей справляются. Мы идем далее и переходим к весовой категории до 57 килограммов, и тут у нас на ваших телеэкранах Владимир Павлов, представитель Волгоградской области, ну, а его соперником будет Турач Навроуз из Москвы. Да, Турач выйдет с красного угла ринга, соответственно, с синего угла ринга выйдет Владимир Павлов. В этой весовой категории мы увидим выступление сразу двух представителей сборной команды республики. В следующем поединке выйдет Антон Ли. А затем в скором времени мы увидим поединок Тимофея Сивцева. Да, так и есть, два. Нет, сразу еще один. Да, у нас, конечно, Влад Лыткин также выступит в этой весовой категории. Итак, дожидаемся файтера с красного угла ринга. Навроуз Турач, мастер спорта, также и Павлов Владимир с Волгоградской области, а он как кандидат в мастера спорта. Все-таки титулы, да, как вы видите, тоже имеют значение, но не всегда. В принципе, уровень кандидата и мастера спорта, они могут по большому счету на одинаковом уровне биться, но если это уже мастер спорта международного класса, будет боксировать с кандидатом, тут уже две большие совсем разницы. Другой разговор, да? Да. Итак, приступаем к просмотру шестого по счету поединка. Это у нас весовая категория до 57 килограммов. 1/8 финала. На кону выход в четвертьфинал. И за эту путевку у нас сейчас будут биться Турач Навроуз из Москвы и Владимир Павлов, представитель Волгоградской области. Ну и давайте смотреть, как будет проходить этот поединок. Ну, видим, Турач Навроуз занял центр ринга и Весовая категория 57 килограмм. Уже на одну категорию выше, и удар уже чувствуется, что намного посильнее, да? Значительно, так Да. скажем. ну, тоже, да, вот, это логично. Чем больше вес, тем, Да. конечно, тут Более акцентированные Да. удары идут. Конечно, здесь челнока не наблюдаем, поскольку это К1. Здесь, если в челноке работать, может быть, много было бы преимуществ. Вот К1, он как бы более ближе к тайскому боксу. Раньше он в 2000-х годах назывался Евротай, этот раздел вид спорта. именно К1. К1, да. Ну, К1 по профессиональной версии он существовал и был. В Японии проводили часто и проводят до сих пор этот К1. Очень уверенно действует Навроуз. Постоянно, да, вот Да. идет вперед. Завершился первый раунд. Ну, в принципе, да, что первый красный угол, он более был активен. Ну, кровопотек мы можем видеть. Как начинаешь сам. Давайте послушаем секундантов. Секундантов пауза. Ожидаю, что начнется. Почаще. Не просто постоять
Но в углу, в красном углу мы видели спокойствие. Секунданты, в принципе, довольны ходом поединка, как я понимаю. Ну, действительно, в первом раунде вот Турач Навроуз выглядел предпочтительным. Итак, второй раунд. Синий угол сразу наказывает. В первом раунде тоже Павлов выбрасывал хай-кик. Так, и кровотечение надо остановить. Это у нас результат работы Навроуза в первом раунде. Обмен лоу-киками, тут же фронт-кик последовал. Еще одна попытка довести хай-киком ногу до цели. Да, тут файтер классного угла, конечно, вот в таком же стиле надо работать. Ему надо ближе пробиваться. Синий пояс синего угла, конечно, он выше, соответственно, он и пытается держать его на дистанции. Ну, у нас такая-то классическая история, да? Да, совершенно верно. Тут даже так потребуется вмешательство врача, да, чтобы остановить кровотечение. Конечно, ни в коем случае поединок не будет продолжаться, если вот активное кровотечение идет. Но это техника безопасности. Надо обязательно остановить кровь. Любая жидкость на поверхности ринга, нужно обязательно все это протереть. Ринг должен быть сухим. Так, дальше смотрим, продолжаем. Навроуз тоже предложил, да, вот такой вот удар по верхнему этажу. И еще раз. Да. И левая хорошо. Очень хорошую тактику выбрал. Ну, он сам физически как бы активен и силен, поэтому он и в прыжке получается, даже получается проходить удары в верхний этаж. Ну и в целом видно, да, то, что вот, мне даже, например, человек, который никогда вот не занимался кикбоксингом, вот, я вижу, вот, и Навроуз хорошая подготовка, Он тут очень уверенное движение. Полностью арсенал работы. Руками, потом коленом завершает. И практически проходит цель. Ну, тут, да, конечно, тяжело сейчас Павлову. Да, инициативу он отдал. Ну, сейчас надо будет как-нибудь пытаться выкручиваться, но Навроуз, видим, прижал к углу ринга, поработал коленом по бедру. Широкий арсенал демонстрирует файтер из красного угла. Что ты Шлем. голову опускаешь? Шлем неудобный вообще. Его нету синего? Высокий. Неудобный, высокий. Ну, тоже в красном углу, как и по итогам первого раунда, сейчас тоже наблюдалось спокойствие. Ну, вот разве что провели, да, вот восстанавливающее дыхание процедуры, так как видим, да, на повторке, как же активно работал Навроуз. И, конечно... Вот видите, даже хорошо на выходе с коленкой в голову попадает. Ну, здесь можно сказать уже смело, что соперник сломлен. Третий раунд надо просто продолжать в таком же духе и также вырывать спокойно победу. Ну, здесь ему, да, скользко, ему здесь проще
Наврузу с корпуса начинать. Так как-то проходить будет дальше комбинацию приемов, ударов руки ногами будет проще проводить. Ну и продолжает примерно в таком же духе, да, работать Навроуз. Неизменно он Вот корпус держит пошел, и напряжение всё, своего соперника постоянного. Занимает центр ринга и работает. Вообще для бойца занять центр ринга это как бы является очень основным моментом, и чувствуешь в этой ситуации уже увереннее. А если будет щемиться по углам, конечно, сложно. Сложно вырвать победу или, в общем, исправлять ситуацию. Видите, вот, с одного угла на другой угол. Да, большим счетом. Ну, еще такие мощные акцентированные удары пропускают. Владимир Павлов совсем растерялся. Да, все, он уже сломлен, и у него прошли несколько ударов. Небольшой нокдаун он получил. А вот Навроуз как раз таки наоборот, да, вот не сбавляет темп, Да, он работает также. уже- он полностью уверенно работает. Вот видите, даже в бок сейчас. Он реально Полностью контролирует. полностью контролирует и чувствует, что он побеждает его. В одну калитку. Оу, О, ну вот даже вообще. так. Даже таким вот образом. Ну, Это да. еще бы чуть-чуть он довел бы до явного преимущества. Это в конце третьего раунда такие приемы проводить. Это о чем-то говорит, конечно. Подготовка, да, функционалка у него отличная. Кстати, да, вот сколько вот этих вот интересных различных ударов, да, тем более темп такой. И мы видим то, что да и не дышит, да, вот. Не Да, задышал ведь. Да, так очень спокойно. И то, что он провел вот с разворота в прыжке, этот удар, это очень сложный Элемент, да, такой удар. элемент, да, удара. Ну и, конечно, тут безоговорочная победа Турача Навроуза из Москвы. Но тут разница, да, между бойцами, она была все более явной с начала Мгм. поединка, но стоит отдать должное Владимиру Павлову. Все, что в его силах, он попытался сделать. Ну, мне кажется, да, вот Владимир Павлов не смог воспользоваться преимуществом в росте. Вот Турач как хотел, вот сокращал дистанции. Ну, там же, видите, да, он опять же, Навроуз, он является мастером спорта, а Павлов Владимир, он кандидатом в мастера спорта. Ну что ж, будет уроком и опытом. Для... Плохой опыт тоже опыт. И, конечно же, вот выступив против столь подготовленного файтера, то, конечно, я думаю, Владимир Павлов сделает определенные выводы, и это поможет ему в будущем. Итак, сейчас, дорогие друзья, дальше мы идем далее. Сейчас у нас еще один представитель сборной команды республики выйдет на ринг. Антон Ле. Он выйдет в синем углу ринга. Ну а его соперником будет Джалиль Миниахметов из республики Башкортостан. Как раз таки он на ваших телеэкранах. Ну и Андрей Алексеев готовит Антона. Ну, ранее мы видели выступление его брата Ивана Ле, который выступал в весовой категории до 54 килограмм. Тогда Иван одержал победу над Максимом Ганцевым, очень неудобным соперником из Волгоградской области. Ну и сейчас мы надеемся, что успех у Ивана поддержит его брат Антон Ле. Антон Ле является, у него первый разряд. Ну а Миниахметов является кандидатом в мастера спорта. Представляет он республику Башкортостан. 7-й по счету поединок. И в этой весовой категории мы увидим еще одного якутянина, еще одного представителя
якутской школы кикбоксинга. Через поединок у нас, получается, выйдет Сивцев Тимофей. Его соперником будет Шаман Хумидов из Чеченской Республики. Еще одно противостояние, да, вот якутской и чеченской школы кикбоксинга. Да. Я все еще вспоминаю вот поединок. Это Аял Местников же с чеченцем, да, вот, сражался. Ну ладно, обо всем по порядку. Сейчас все внимание на ринг. Весовая категория до 57 килограммов. 1/8 финала. Антон Лев в синем углу и в красном углу Джалиль Миняхметов. Смотрим. Мы видим то, что Антон выше своего соперника, но Миняхметов, он крепче, да? Да, у него физически преобладает, чем наши физическими данными. Так, и тут Миняхметову, видимо, надо шлем поправить. Вот такие моменты бывают, происходят часто. За это время, можно сказать, бойцы отдыхают тоже. Но я уверен, что это и как Ну, хитрость да. можно использовать, да? Но в первом раунде, конечно, тут не до отдыха, тут надо показать себя Да. и взять инициативу. Очень вот высоко вот фронт-кик, да, выбрасывает Миняхметов раз за разом. Да. И вот на сей раз, видим, достиг Вот он удар цели. достигает, вот несколько раз уже достигает цели и руками. Ух. Это очень такие ощутимые удары уже проходят. Но не стоит забывать, что Антон, он перворазрядник. Для него это хороший опыт на таком чемпионате российского уровня. Ну, я думаю, это для него дебют, да, на таких больших соревнованиях. Да, получается так, что вот именно он здесь показывает себя, что он сейчас может и как бы получает опыт. Правая рука и правая колено. Прыгни правым коленом. Правая рука и сразу прыгни правым коленом. А ну понял. Понял? Всё, давай. Наращивай. Он задышал. Понял? Он дышать начал. Так что чувствуешь? Ну и видели и слышали, да, мы то, что как Антон задышал под конец раунда. Надеюсь, сейчас быстренько восстановит. Вот этот фронт-кик, да. Да, он несколько раз прошел до цели. Попытка бэкфиста в исполнении Антона. И тут уходить, конечно, надо аккуратно. Ногами очень здорово работает Миняхметов, очень хлесткие такие, резкие. Практически, да, они в цель в основном достигают. Что хотел бы сказать? Ну, Антону надо, конечно, передвигаться чаще по рингу. На челноках уходить и дистанцию держать. Включить работу ногами, да? Да, то есть На уходить ногах надо. движение. И защиту надо держать. Ручки к подбородку ближе. Вот видите, он не передвигается ногами. Работы ног, передвижения по рингу нету. Из-за этого, ну, так скажем, и вот ошибка. На этой ошибке его и ловят
Вот встал, зачем встал? Надо ему передвигаться по всему рингу. Ну, соперника, находящегося в статичном положении, конечно, легче попасть, да? Тем Да, более, и если... найти его, наказать это очень просто. И тем более, вот, какой арсенал, да, мы видим у Миниахметова, вот, как он работает и руками, и ногами. Да, здесь он, ну, надо ему боксерскую технику, конечно, здесь более четко подрихтовать, подкорректировать. Ну и вот Миниахметов постоянно идет вперед тоже. Да, если бы вот Антон был более опытнее, он бы мог его остановить встречными ударами. Работать на встрече, встрече, да? на встречке и Обозначить это. и в контратаке. Все, вот этого достаточно. Двойка, тройка, от силы не больше, двойка даже. И одиночными ударами, руками на оттяжке попадать. И, ну, было бы так, конечно. Ну, Завершается второй Хорошо. раунд. Ну и послушаем наставления тренеров. А что тогда не боксируешь? Чем не боксируешь? Просто делал, вот один раз делал, получилось. Почему не повторяешь? Не получилось. Получилось? Дурак что ли? 10 раз делай это. Бегай за ним, не делай. Понял? Если успеешь, еще больше. Ну, Андрей Алексеев так по-отцовски настроил, да, своего подопечного. да, ну что ты скажешь, это тренерская работа. Ну, конечно, да надо, да, вот. Тренер больше расстраивается даже, чем Сам спортсмен, да? да. Конечно, когда необходимо, надо скрутить пожестче винтики. Ну и тем более, да, если вот поединок идет при таком сценарии, да, когда соперник такой трудный, Да. если геймплан, конечно, не Соперник, выполняется. сразу скажу, тоже неудобный, он не такой стандартный. Ноги как-то вылетают у него не так, как положено. Вот видите, он С уже разворота почувствовал, пытается. да, уже, что он лидирует. Да, и это может стать решающим моментом, ведь если действительно Миниахметов до конца Ох убедится, ты. хороший бэкфист попытался. Хорошо. Ну, вот молодец, а. Вот если Миниахметов сейчас почувствует, Вот правая тоже достигает цели. Ну, вот видите, я же говорил, что он пропускает. И здесь, если бы он был бы чуть опытнее, боксерской техникой держался бы, он его мог бы, так скажем, пошатнуть. Ну, стоит вот у канатов, вот сейчас движение в сторону Ну центра. и Миниахметов, конечно, у него физически он сильнее. И как это по телосложению тоже это заметно. Соответственно, он и постоянно в работе. У него руки, ноги. Ух ты. Ну, это, конечно, если прошел бы этот удар. Ну и видим то, что Было у бы Миниахметова с функционалом тоже все в порядке, да? Я говорю, функционалка Да? у него очень. Я говорю, физически у него он достаточно хорошо развит. Работает и Да. Идет вперед и идет. Сложно с такими соперниками однозначно. последние секунды этого поединка. Мы видим, как тяжело дышит Антон. Ну, он выжил все, что возможно. Молодец, в принципе. И все, завершается поединок. Дождемся оглашения решения судейской коллегии. А это, мы напомним, 1/8 финала в весовой категории до 57 килограммов. Итак, решение судей. Да, Джалиль Миниахметов
Ну, ожидаемо, да? Вот, Да, это было и видно, очевидно нам всем, как телезрителям, так и всем спортсменам, судьям однозначно. Ну и Джалиль, конечно, поблагодарил как Антона, так и Андрея Алексеева. Ну и таким образом он идет готовиться к четвертьфинальному поединку. Ну, Джалиль, конечно, провел очень хороший поединок. Здорово все-таки он здорово и разнообразно работает ногами. Ну, активнее он, конечно, работал и доводил чаще свои удары до цели. И неудивительно, что он по итогам данной встречи был признан победителем. Ну, а мы Антону желаем удачи в следующих стартах, сделать определенные выводы и, конечно, добиваться высот в дальнейшем. Итак, у нас весовая категория до 57 состязаний в этой весовой категории продолжается. И сейчас на ваших телеэкранах Сафай Насуханов из Чеченской Республики. Но его соперником будет представитель Волгоградской области Сергей Плотников. Как мы уже говорили, да, Чеченская Республика второй По количеству. Да, вторая команда по численности. 46 спортсменов Чеченская Республика привезла на эти соревнования. И я уверен, что по ходу поединка, да, активно его будут поддерживать сокомандники. Итак, да, начинаем. Красный угол ринга Сафай Насуханов, Чеченская Республика. И в синем углу ринга Сергей Плотников, Волгоградская область. Мастер спорта. Да, Сергей является мастером спорта. Что касается Сафая, то он является кандидатом в мастера спорта. Первый соревновательный день у нас проходит чемпионата и первенства России по кикбоксингу в разделе К1, дорогие друзья. В 12:00 мы начали нашу трансляцию. И хотелось бы отметить то, что вот в рамках первой части, да, сегодняшней программы у нас запланировано 32 поединка среди мужчин. После этого у нас будет перерыв. В 18:00 мы возобновим нашу трансляцию и приступим к просмотру торжественной церемонии открытия чемпионата и первенства. Ну а затем нас ждет вечерняя программа, в рамках которой также состоятся очень и очень интересные поединки. Чемпионат продлится до 10 апреля включительно. И все эти дни национальная вещательная компания «Сахаб» будет транслировать поединки специально для вас, дорогие телезрители. Также напоминаем, что вход официально разрешен в Центр спортивной подготовки «Триумф». Единственное условие — это, конечно, соблюдение всех мер предосторожности, наличие маски. Ну и, конечно, «Триумф» может по правилам вместить ровно половину своих трибун. Ну что ж, у нас подходит к завершению первый раунд данного поединка. Звучит гонг, и спортсмены отправляются восстанавливать силы. Ну и давайте мы, пользуясь случаем, послушаем, о чем будут говорить в углах. Смотри, чуть поджал, отработал, что-то по корпусу отпустил. Дай полотенце. И коленями включаешь. Чуть поджал, колено разрезал. Послушали мы секундантов. В красном углу, конечно,
что в красном, то что в синем углу, ну, спокойствие наблюдается, да. Ну, конечно, это позади только первый раунд. Впереди целых 2 раунда. Вот синий угол неплохо провел удары, комбинацию руками. Вот здесь я считаю, что вот бойцу синего угла вот такими вот приемами надо проходить. То есть разрывать дистанцию, встречать руками. И у него это получается. Все, потом завершать, выходить ударом ног. Тоже ничего сложного ему не надо делать там комбинацию. Я так думаю, сейчас он тоже проведет такую же комбинацию. Бэкфест. Ну, Плотников, видим, постоянно наступает, да, на своего соперника. Да. Постоянно движение в сторону соперника. Вот сейчас, если как Насуханов начнет удары ногами, здесь ему надо, я так считаю, что синему сразу руками подключаться, встречать. Вот, так, вот в таком же стиле и дальше продолжать. Меньше 10 секунд остается К концу второго раунда. Да, звучит гонг. Ну и тут, конечно, все решится в 3-м раунде. Но файтер синего угла, конечно, он очень спокоен. Видно, что уверенно ведет свой поединок. Чуть корпус, да? Держит также центр ринга. Что ты делаешь? Ты что спишь? Первый еще нормально, второй вообще отдал раунд. Что делаешь? Говорю, ходишь просто без ударов, ничего не делаешь. Yalla, okey, tredje round. Great, huh? Next week? Третий раунд, концов, Ну, о чем говорили в красном углу ринга, я вам сказать не смогу. Но что касается угла Сергея Плотникова, то тут, конечно, тренер недоволен остался действиями своего подопечного во 2-м раунде. Он говорит, что спишь, что спишь. Да, он может, видимо, активнее работать. Это да, призывает. понятно. Но первый бой действительно самый сложный, и, может быть, они не в полной мере все выкладывают свои возможности. Вот, слетают щитки, тоже это частое явление. Вот, встречать надо руками и заканчивать ногой. Ну, активнее, да, пошла? Ну, 3-й раунд, да, совершенно, Да. конечно. Они уже здесь начинают подключать всю свою мощь, так скажем, что они и все свои возможности. Как можно активнее провести этот отрезок, ведь он является, конечно же, решающим. Вот здесь, Вот да, видим, вот. как работают спортсмены. Да, чеченский файтер очень активизировался, и у него, так скажем, работа руки-ног, связка вот эта более чаще наблюдается, нежели чем у бойца синего угла. Мне кажется, вот Насуханов подключил все свои резервы. И вот на всех парах активно Может, он осыпается. с гонкой веса у него произошла сильная у бойца синего угла Плотникова Сергея. Может, это и сказалось, что он не может, так скажем, выпустить полностью пар. Минута остается, и действительно Плотников выглядит
Несколько усталым, да? Да, усталым, у него руки уже затянуты. Ну, да, вот я как и сказал, что может быть много причин повлиять на ход боя. Так, у нас тем временем рефери То есть отогнал бой идет не секунданта. так, как он бы хотел. Вот, а у чеченского бойца, то есть, наоборот, в масть. Руки, ноги очень хорошо у него Но третий раунд уж точно. вылетают. Да. Ну, и мне кажется, Насуханов тоже почувствовал это и прекрасно понимает, да, то, что сейчас. Вот ему надо было Нужно встречать, но продолжать. руки не идут. Я чувствую, что у него затянуты руки. Вот еще и пропускает. Ну и уже вот в ударах Плотникова не наблюдается такой вот акцентированности. Да. Все, завершается этот поединок. Да, и Серии будем Насуханова, ждать. кстати. Да, и будем ждать решения судей. Ну, здорово, конечно, включился в третьем раунде Сафай Очень Насуханов. активно, да. Ну, а Сергей Плотников как раз-таки наоборот, да, подсел в третьем раунде. Да, хотя он вроде как и лидировал, ну, то есть чувствовал, что инициатива была на его стороне. Ну, поэтому и будет интересно сейчас услышать, да, Сафай Насуханов принимает поздравления, одерживает он победу и выходит в 1/4 финала, с чем мы его и поздравляем. Ну вот, конечно, тут решил третий раунд. Сафай Насуханов здорово активизировался, ну и довел, ну не то чтобы довел, а обеспечил себе победу именно в третьем отрезке. Поздравления принимает Сафай Насуханов, и сейчас мы увидим его действия, такие действия Сергея Плотникова в замедленном действии, подборка лучших моментов минувшего поединка. Ну, кстати, да, действительно, в дебюте, да, поединка как-то предпочтительнее смотрелся Сергей Плотников. Да, в начале поединка так было. Потом все-таки молодец. Вырвал победу. Как говорится, перебил, да, именно соперника. Ну что ж, друзья, мы идем далее. Это же весовая категория 57 килограммов. И сейчас на ваших телеэкранах Шаман Хумидов. И как вы думаете, друзья, с кем же он будет сражаться? А он встретится на ринге с представителем сборной команды Республики Саха-Якутия Тимофеем Сивцевым. Одним из представителей Якутской школы кикбоксинга. Тимофей Сивцев. Ну, в числе его достижений можем отметить победу на турнире Moscow Open. Да, кстати, в этом году недавно проходил. да. Да. И сейчас Тимофей, видим то, что ему... Кстати, вот это сейчас идут поединки весовой категории, где боксирует наш Вадим Колтовской. Да, вернее, должен был боксировать, да, на этом турнире, если мы говорим именно об этом турнире. Но, к сожалению, да, может быть, кто только подключился, да, к нашей телетрансляции, не в курсе вот происходящего. Вадим Колтовской пропускает домашний чемпионат. Вот он на ваших телеэкранах, кстати, стоит рядом с Тимофеем Сивцевым и Андреем Алексеевым. Вадим Колтовской на этом чемпионате, он выступает в качестве секунданта своим сокомандникам, ввиду того, что он на заключительном этапе подготовки к этому домашнему чемпионату, к сожалению, к великому сожалению, получил повреждение, которое не позволило ему выступить на этих соревнованиях. Но мы, конечно же, надеемся, что по итогам этого чемпионата при отборе, при составлении команды на чемпионат мира, конечно, будет проведен спарринг. Да, будет с лидером. учтен этот Да. момент, и как бы, кто будет завоевывать путевку, это будет уже по решению, как мы говорили выше. И, безусловно, Вадим, да, конечно, является спаррингов. лидером в этом весе, многократный чемпион России, чемпион Европы. Ну, надеемся, как говорится, на лучшее. И сейчас, конечно, мы обращаем все наше внимание на этот поединок. В красном углу ринга Шаман Хумидов и в синем углу ринга Тимофей Сивцев, Республика Саха-Якутия. Вот уже четвертый хайкик проходит. Ну, как бы по части по защите, но в основном судьи засчитывают, если очень акцентированный, хороший
удар. Ну, если даже не засчитывают, то такие удары, хоть и по защите, но бесследно не проходят. Сказывается это, конечно, на... Дестабилизирует, Халке, так да. скажем, соперника. Вот. Теряет его до дальнейшего поединка. Ну, Тимофей активно идет вперед. Вот с применением даже вот Супермен панча, да, вот интересные такие тебе предлагает вашего внимания, дорогие телезрители, вот, приемы из своего арсенала. Ну и сразу я могу, да, вот заметить то, что невооруженным взглядом, да, заметно, как Тимофей Сивцев заряжен. Ну, будем надеяться, что и следующие раунды так он будет наращивать и в таком же темпе будет проводить. Так, Хумидову надо поправить щитки. Функционалка должна хватить. То есть физическое развитие, физическое вот, воспитание, там, скажем, да, вот тренировки, вот эти физические нагрузки, они очень необходимы для всех видов спорта. Ну, в таких единоборствах однозначно. Ну и помимо вот наличия, да, хорошей функционалки, еще и важно вот умение распределять Свои, энергию. да, энергию, силы, возможности. Ну, вообще, как бы, кикбоксинг — это такой вид спорта, что надо думать головой. Это не- все моментально, да, нужно анализировать махом доли секунды и сразу претворять в дело. Третий контроль. Evelyn Badas. Послушали мы секундантов, тренеров. Ну и да, продолжая разговор о том, что, конечно, тут надо думать головой. Это же не вышел, не взял, не вышел, подрался, да? Безусловно, конечно. Тут не побеждает тот, кто тупо чаще попадает, кто чаще бьет, ведь чтобы чаще попадать, Да, надо важно, думать, чувствовать движение да, соперника. важно поставить грамотную тактику в бою. Как она пройдет, эта тактика боя, как построишь, это уже зависит от первого раунда. То есть первый раунд это решает многое. Пропустил наш Да, два боец. таких неприятных удара Мгм. были доведены Хамидовым до цели. Ну, ручки надо повыше держать, конечно. Вот у него руки. Ну, а боец красного главного почувствовал, что рукой можно его задеть. Вот он и пытается чаще это повторять и демонстрировать эти приемы. Но тут ведь еще можно делать так, что приучил, да, что в голову, а пробить-то и не в голову, да? Да. Это же тоже элемент как бокса, так и кикбоксинга. Ну, О, здорово. И еще раз. И ногой добавить лоу-кик. Хорошая серия. Это было опережение. То есть перед подготовкой комбинации приемов он опередил его и попал. А когда соперник только начинает проводить какую-то свою атрибутику приемов, он не видит, не работает над защитой. И в этой ситуации он просто может пропустить. Это любой человек, любой спортсмен. И вот Поэтому это называется опережение. Работать на опережение. ну вот как залетает, да, Сивцев Да. к своему сопернику. Это уверен, что это сказывается и на психологическом уровне. Ведь вот очень Ну, смело он залетает вот с этим фронт-киком раз за разом. Главное не пропустить, да, на встречную не попасться, а так молодец. Вот такой
Ini mereka perkara banget. Ini tuh rumah yang berat itu. Ini tuh sama. Jual ke dua kamar yang berat sekali ini namanya langsung perkara. Dia jual tuh, bang. Langsung kickbox ni. А что я должен? Я ставил лошадь, бух опорный кожа, минута, ты валят, валят. Жим дома тихо. Я бы халете его. Ну, в двух углах преимущественно говорили на родных языках, а Андрей Алексеев вот говорит, сильно не спешить, да, вот, раздергивать. Да, не подлетай сильно, чтобы на встречных, типа, как бы не попадаться тоже. Вот. Да, Тимофей, конечно, вот. Ну, молодец. Заряжен, бесстрашно. Идет вперед, Да. и стремительно. Ну, вот сразу тоже начинает идти вперед, конечно. Не с кика в прыжке залетает, да, но тоже активно. Все, вот в таком Здорово. плане. Двойка-тройка. Теперь надо ему работать. Вот, все. Собрано, так скажем, надо ему работать в таком порядке. Все, ушел. Не ввязываясь. Раз, два, три ушел. Спокойный, более академичный такой кикбоксинг, да? Да, теперь Навязали. вот, все. Правильно. Ну, тут не пошел, нормально. То есть у него комбинация прошла и ответки не получила. Контратаки не было. Так, третий раунд надо вот аккуратно, грамотно вырвать. Вот, провалил бы сразу. Раз, два, Хорошо. молодец. Ручки повыше надо держать. Меньше 40 секунд остается. Бэкфист, колено. Ух, ну тут, да. Ну, тут такое не прошло, да. Боец синего, красного угла подустал уже и чувствует, что преимущество идет на стороне нашего файтера. Вот еще пропал. Ну, молодец. Подуспел. И надо завершить буквально все. Все, звучит гонг, и Ну, вырвали победу. бойцы файтера отправляются по углам. Звучат аплодисменты. Я думаю, это в адрес Тимофея Сивцева, конечно, благодарят собравшиеся зрители. Представители сборной республики за этот поединок действительно продемонстрировал, да? Да. Хороший настрой, заряженность. Он и- очень неудобный, и вот таким вот способом ему дальше надо продвигаться. Главное, защиту не забывать и не кидаться. Итак, решение судей. Тимофей Сивцев объявляется победителем данного поединка, и он выходит в четвертьфинал турнира Вот. среди спортсменов до 57 килограммов. Поздравляем. Убедительно и Да? точно он выиграл. То есть тут нету такого, что можно отдать красному или синему углу. Такого нету. Именно здесь он конкретно вырвал. Убедительная победа. Вот идет Вадим Ковтовской. Болеет за свою команду. Не уходит спокойно, да? Эмоций лишних вообще нету. Что Вадим, что Тимофей оба. Да. Вышел, поработал и спокойненько ушел готовиться к следующему поединку. И повтор прошедшего поединка. Действительно, Тимофей провел очень хороший поединок. Он продемонстрировал не только вот хорошую технику и хорошее попадание, да, и вот я еще раз отмечу, хороший настрой, заряженность. Мы идем далее. Сейчас на ваших телеэкранах Шамиль Адухов из Московской области. И его соперником будет Ильдар Салихзянов
представитель Амурской области. Это у нас 10-й по счету поединок. Все так же весовая категория до 57 килограммов. Шамиль Адухов является кандидатом в мастера спорта. Ну а сейчас вот на ваших телеэкранах Ильдар Салихзянов. У него второй разряд. Видим ли мы вот разницу в разряде на ринге? Узнаем в скором времени. Напоминаю вам о том, что, дорогие друзья, очень много людей, участников прилетело в Якутск, что было отмечено на пресс-конференции вчера, пресс-конференции, которая была посвящена вот старту чемпионата и первенства России. На ней вот отметили то, что если говорить именно о разделе К1, то в Якутск действительно прилетело очень-очень много спортсменов. Это порядка 380 На файтеров. пресс-конференции тоже присутствовал, да? Сам я, к сожалению, не присутствовал. Вот мне рассказывали коллеги, вот передали такую информацию, то что это было именно отмечено, то что обычно столько много людей на чемпионатах России по К1, столько много людей не собирается. Порядка 380 файтеров из 40 регионов республики. России, извиняюсь. И вот на протяжении вот всех этих дней мы будем транслировать поединки чемпионата и первенства в эфире наших телеканалов, дорогие друзья. Сегодня мы стартовали и по 10 апреля включительно будем ежедневно в прямом эфире показывать все поединки. Итак, весовая категория до 57 килограммов, 1/8 финала. Шамиль Адухов, Московская область, и Ильдар Салихзянов, Амурская область. Ой-ой-ой, падает, да, упал. Бойцу надо бы остановиться от синего угла, у него маска слетает. Ну, видимо, не сильно ему это мешает, раз не сигнализирует об этом рефери и не обращается к помощи своих секундантов. Да. Ну, движения много, Я да, так в этом скажу, поединке? Да, я скажу так, что это... Ну да, лишних движений Ух ты! для второго разрядника это неплохой, так скажем, бой, то есть он неплохо передвигается и проводит комбинации ударов. Это мы говорим о Салихзянове, Да, Ильдаре. он пропустил с колена. Но действительно, вот Ильдар Салихзянов, да, предлагает такой дерзкий, открытый, да, вот такой кикбоксинг. Идет вперед, ничто его не смущает, конечно, так и должно быть. Бескомпромиссный бой. Да. Завершается первый раунд. И давайте послушаем секундантов. Готов порвать? Давай. Соберись, нормально работай. Главное дорабатывать, собираться, понял? Колено не надо просто бросайся, прячь. Просто раз, вперед, раз, чуть назад, справа. Понял? Задней ноги также. Ну, согласитесь, дорогие друзья, то, что прошел очень и очень интересный раунд. Вот. Очень много движения, перемещения по рингу и такой вот открытый кикбоксинг. Различные удары ногами с разворота и бэкфисты тут были. Удары с прыжка. Но вот одно дело то, о чем мы говорим, то, что Ильдар вот очень здорово, да, вот резво прет вперед, а другое дело, насколько его хватит
работать в таком темпе. Ну, я так скажу, что если спортсмен новичок, у него больше лишних движений. То есть это даже все сопровождается по воздуху в основном. Чем опытнее спортсмен становится, тем у него меньше лишних движений, и, соответственно, он еще и проводит цель. Допустим, лично я, да, как бы, чем дальше выступал на более серьезных, ответственных, больших соревнованиях, я с разворота даже уже и с ногой не редко бил. То есть наносил такие удары. Надо было видеть соперника вот именно только вот и на оттяжках работал. Двойка-тройка и ногой завершал. Ну, то есть более так в пользу практичности, да? Да, практичность и более проще стараешься. Тут оттяжка, контратака и развитие атаки, потом уходишь. Вот в таком плане. Немножко такой сумбурный у нас поединок проходит. Да, но у новичков, конечно, тем более второго у него пыла, энергии хватает, и вот он пытается то, что на тренировках все проходит, изучает, и вот здесь максимально ее показать, так продемонстрировать. Ну и последние секунды второго раунда. Верхний этаж выцеливал Адухов. Ну, заметно, что, да, бойцы подустали. Сильно активно очень. Сумбурный бой. Уже меньше работает. Смотри, все так же. Разреши. Вот иду. Еще. Послушали секундантов. Ну и в углу Ильдара Салихзянова видели, вот, да, восстанавливать дыхание. Конечно, вот, столь активная работа не могла пройти бесследно. Хорошо удары проходят с колена. В голову практически попадает. Третий раунд, тайм. Файт! Итак, третий заключительный раунд. Поехали. Шамиль Адухов, Московская область, и Ильдар Салихзянов, Амурская область. С разворота. В прыжке, да, так скажем, да. Это довольно-таки не так часто ее используется. Заставил своего соперника потерять равновесие. Ну, Салихзянов молодец, конечно, молодец. Он очень стойко, не сломался и дальше работает, еще и проводит активные действия. Старается контратаковать и так далее. Меньше минуты остается. До конца третьего раунда. Да. Ну, в третьем раунде, да, относительно-то спортсмены успокоились. Работает более точно в цели, так скажем.
потому что да, в первых двух раундах действительно тут очень много передвижения было, попыток провести те или иные приемы. Да, приемы. И последние секунды. Все, звучит гонг. Поединок окончен. Ну и спортсмены. Неплохо, да, провели бой. Да. Интересный поединок, это уж точно. И мы дождемся решения судейской коллегии. А в этом бою в течение студенческой бригады победу одержал спортсмен из Краснодар Айдула Шамиль. Шамиль Адухов признается победителем этого боя. Ну, и слышим, как скандирует Дагестан, но это связано с другим рингом. У юноши там, видимо, представитель Дагестана вышел, но на ваших телеэкранах Шамиль Адухов с чувством выполненного долга, довольный, отправляется готовится к следующему поединку. Ведь благодаря этой победе он вышел в четвертьфинал состязаний среди мужчин весовой категории до 57 килограммов. Итак, на ваших телеэкранах, дорогие друзья, Абдулхаким Гаджиев, кандидат в мастера спорта из Республики Дагестан. Сейчас он будет сражаться с Чингисом Хертеком из Республики Тыва. Хертек у нас также является кандидатом в мастера спорта. Ну и напоминаю, что у нас это идет по-прежнему состязание в весовой категории до 57 килограммов, стадия 1/8 финала. После этого поединка на ринг выйдет представитель сборной команды Республики Саха-Якутия Влад Лыткин. Он сойдется Атсаламом Хумадовым из Чеченской Республики. Сегодня так получается, что в основном Республика Саха выступает против чеченских файтеров в основном. Как-то так вот жеребьевка вышла. Воля жребия. Противостояние вот якутской школы и чеченской школы кикбоксинга. Все готово до начала этого поединка. Будет интересно, что Тыва на эти соревнования прилетела в таком малочисленном составе. 8 файтеров из Тывы. А что касается команды Дагестана, то тренерский штаб сборной Дагестана заявил 27 бойцов. Но то, что из Дагестана прилетела такая приличная такая делегация, то, что эта команда находится в числе лидеров по ширине состава, я думаю, это заметно и по звуку, да, когда выходят дагестанские файтеры, неизменно их сокомандники, представители тренерского штаба очень-очень активно скандируют название республики. Небольшая заминка перед стартом этого поединка. Кстати, вот в следующем поединке у нас вот выйдет Влад Лыткин. Он будет биться Атсаламом Хумадовым.
Этот поединок будет последним в этой весовой категории в рамках 1/8 финала, разумеется. Оф. Ну а сейчас, конечно, все внимание на поединок Гаджиева и Хиртека. Ну вот это те республики, которые традиционно сильны во всех единоборствах, да? Совершенно верно. Тыва, Дагестан. Кавказские регионы, а также Тыва, они, безусловно, являлись также и лидерами. И до сих пор также являются. Ну, скажем так, одним из лидеров. Да. Потому что тут и другие представители республик есть, и тем более Республики Саха. И смотрим. Ох. Да, жесткий такой бескомпромиссный поединок идет. Не успели оглянуться, как минута первого раунда уже пролетела. Хорошо левой сейчас Хиртек достал своего соперника. Очень отточенные приемы демонстрирует файтер. Отработанные до автоматизма вот эти серии. Получается, он Хиртек, смотрите, как, да, вот работает. Что вообще как автомат. С первого раунда же начал. Ну, дальше будем смотреть, как он второй, третий раунд. Вот сейчас он достигает цели. А это все расход энергии и трата сил. Конечно. Ну вот уже попал. Завершается первый раунд. Ну, отсчет, да? Или нет? Так, да. Он прозвучал, и тут... Все-таки завершился, видимо, да, раунд, да, секунданты выходят. Ну тут да. Давайте смотреть повторы. Очень, лично мне очень понравилось, как работает Чингиз Хиртек. С первого раунда он же сразу же взял инициативу. Ну вот и да, сыпет град ударов. Да. И вот, как я вижу, да, не столь вот прям такие сильно акцентированные удары, но вот именно то, что он доводит, собирает вот очки. Да, до цели и очки, да. И все, судьи это смотрят, видят и прекрасно оценивают. Оу! Левой ногой до шлема доводит. И постоянно идет вперед Хиртек. Обмен такими жесткими лоу-киками. Вот такое ощущение, что Гаджиев готовит, да, вот именно такой акцентированный, хороший удар, вот ждет, выжидает возможности для такого вот проведения такого удара, да, потрясающего такого удара, чтобы потрясти своего соперника. Раз за разом такой с приличным замахом ударом выбрасывает. Ну и Хиртек все эти два раунда постоянно идет вперед.
Пропустил и тут же ответил. Завершается второй раунд. Спортсмены отправляются по углам. Ну и Чингис Хертек продолжает также работать. Но выглядит уставшим, конечно. Конечно, Да, сколько он работы. очень интенсивно работал. Паузы было очень мало. Да. Чингис действительно постоянно в работе. Постоянно идет вперед. Дагестанский спортсмен его встречает, когда он начинает проводить серию ногами. Куда ты, Дарин? Убираем студию. Итак, все готово для начала третьего заключительного раунда. И смотрим. Многое будет зависеть, конечно, от именно этого отрезка. Центральный угол. Второй, ниже пояса. Аккуратнее. Да. Файт! Возобновляется поединок. Ну и Чингис идет вперед, правым боковым, раз за разом вот достает. Да, повторно попадает. Повторно попадает у нас серию. Ну, действительно, уже очень активно и стремительно сокрушает, скажем, соперника. Вот видите, какие Целая серия четкие, ударов. точные, акцентированные попадания. Функционалка на высшем уровне, так скажем. Ну, красному файтеру что сказать, да, ему только встречать надо и на контратаках работать как-то. Или вот, ну, встречать каким образом? Это опережать. Работать на опережение. Вот пока он подготавливает Хертек, подготавливает комбинацию, до этого ему надо встретить сразу же. Вот видите, вот здесь не надо ждать, ему надо самому работать красному. Вот тогда и был бы результат. Вот, и здесь опять же, пока не... О, слотья. Запрещенный удар. Да, хоть и К1 самый жесткий раздел кикбоксинга, но минус балл. Локтей тут нету, и санкции, конечно, применяются. Никто не застрахован от таких, да, ударов. Ну, конечно, Хертек на высоте получается. Нокдаун отсчитывается. 5, 6, 7, 8, шаг ко мне. Файт! Стоп! И последние секунды этого поединка. Все, дождемся решения судейской коллегии. Ну, я думаю, тут, конечно, все ясно. И так понятно и ясно, да, кто одержал победу. Чингис Хертек действительно провел впечатляющий поединок, действительно. Очень четко, агрессивно поставил работал задачу, Чингис. да, правильно, и ломал своего соперника на всех протяжениях раунда. Да, и на протяжении действительно 3 раундов он постоянно был в движении, то есть не стоял плотно, там выжидал, да, постоянно шел вперед. В любой момент готов был взрываться и по мере возможности, конечно, вот. Так и проводил, да. так и делал. Очень интересный, конечно, файтер. Да, здесь, скажем, в каком весе это по 57? Да, Да, конкуренция 57. очень большая. В весовой категории 57 килограмм. Ну и видим, конечно, доволен Чингис.
Ну и на повторе вот. Смотрите, как работает. Град ударов. Комбинации различные. Очень красиво чувствует он, смотрите, как и... Ну, тут И могло бы плачевно закончиться, если он действительно попал бы. Ну хорошо, с локтя, да, попал бы. Ну что ж, дорогие друзья, мы приступаем к просмотру последнего поединка стадии 1/8 финала весовой категории до 57 килограммов. На ваших телеэкранах Влад Лыткин, представитель сборной Республики Саха-Якутия, и ему ассистирует главный тренер сборной команды Республики Андрей Алексеев и многократный чемпион России и чемпион Европы Вадим Колтовской. Это его соперник Ацалам Хумадов из Чеченской Республики. Продолжается у нас противостояние якутской и чеченской школ кикбоксинга. Ну и, конечно, будет очень интересно посмотреть на этот поединок. Влад Лыткин, у него первый разряд. Что касается Ацалама Хумадова, он является кандидатом в мастера спорта. После этого поединка мы перейдем к весовой категории до 60 килограммов. И сразу же в первом же поединке нас ждет выступление Артема Жигайлова, заслуженного мастера спорта России. Он сойдется с Романом Суняевым, мастером спорта из Ленинградской области. Ну а сейчас, конечно, все свое внимание мы фокусируем на этот поединок. На кону путевка в четвертьфинал чемпионата России по кикбоксингу. Так, весовая категория до 57 килограммов. Влад Лыткин в красном углу ринга и в синем углу ринга, соответственно, Ацалам Хумадов, Чеченская Республика. Поехали! Ну вот, раз за разом, да, вот такой хлесткий мидл-кик и в верхний этаж целится Хумадов. Ну, видимо, ногами работает на уровне. Для первого разряда Лыткин работает очень хорошо. Даже на уровне кандидата. Ну, как я понимаю, Влад — это спортсмен, который входит в число молодых ребят, которым дали возможность, да, набивать шишки, как говорится, на этих, да, больших соревнованиях. Молодых ребят, конечно, допускать к серьезным стартам. Это, конечно, всегда это нужно. Да, в любом случае смена поколений, да. И также она должна быть в любом случае. И обработка и новичков на соревнованиях такого уровня, она обязательно. Ну, это, так скажем, так же, как и в любой сфере, там, скажем, на работе. Без опыта работу не принимаем, типа, да, вот здесь они опытно работают, нарабатывают. А где же еще опыта набираться, да? Да. Хумадов в прыжке коленом работает. Видим то, что он выше, да, Лыткина. Завершается тем временем первый раунд поединка. И давайте послушаем, о чем будет говорить Андрей Алексеев своему подопечному, а также секундант чеченской команды. Но, к сожалению, не смог я расслышать, о чем говорил Андрей Алексеев. Ну, а мы видим повторы. Вот как в прыжке. Ох. Болезненный такой, да, момент? Да. Ну, действительно, неоднократно вот Ацалам Хумадов
прыжке вот наносил удар коленом. Очень-очень опасны такие Да? удары, да. Если уклон сделать не вовремя, можно пропустить удар в голову и лечь сразу же. Да. Ну и ногами махает, тоже активно Хумадов. Мидл кики, и в голову, то в сторону головы тоже выбрасывает. Вот тоже смачно так прописал. Не забывает, конечно, тоже про лоу-кики, ноги тоже отрабатывает. Вот очередное Снова, да. парящее колено. Абсалам Хумадов, напомню, является кандидатом в мастера спорта. Что касается Влада Лыткина, то у него первый разряд. Но наш спортсмен все-таки, как видно, да, пытается все проводить, все комбинации. Молодец. Отрадно очень. И выше смотрится перворазрядник. По уму действует, да? Вот, выполняет наставления. Да, и не суетится, то есть у него более, так скажем, собран. Меньше 30 секунд остается во втором раунде. Я думаю, что вот нашего Влада Лыткина, у него большое будущее, если он дальше и так же будет продолжать. У него большое будущее в данном виде спорта. Вот, серия прямых ударов с Вот, правой и руки. потом ногой хай-киком в корпус попал. Завершается второй раунд. Ну и послушаем тренеров. Ну и в замедленном действии. С разворота тоже по корпусу попадает очень болезненно. Лыткин тоже достает своего соперника. Куда ты даришь? Паркуем на середину. Третий раунд. Дай. Бать. Итак, третий раунд. Поехали. Хорошо начинает этот раунд, да. Лыткин. Также и уходить надо. Провел комбинацию и ушел. Вот О, еще. Хлесткий мощный мидл-кик у Хумадова, мы это уже поняли. Стоп! Угу. Встретил двойной раз ногой, чтобы не проходил. Вот раз за разом, да, пропускает удары ногой по корпусу. Попытка довести хай-кик до цели. Вновь в прыжке коленом работает Хумадов. Стоп! Шаг назад! Стоп!
Вот встречный. И последние секунды этого поединка. Так, вот уже борьба пошла. Завершается этот бой. И в скором времени мы Узнаем, да, кто у нас победил. Но Влад очень, так скажем, очень хорошо провел этот бой. Спокойно и без всяких лишних движений. Но и проводил более как опытный. Не как перворазрядник, еще раз повторяюсь, а как кандидат в мастера В спорта. данном бою победу одержал спортсмен из красного угла синего Влад Чеченской Республики. Влад Лыткин. Нет. Нет. Благодаря друг другу спортсмены, конечно, за этот поединок, конечно, и мы также благодарны им. И таким образом мы узнали имена всех четвертьфиналистов этой весовой категории. Атсалам Помадов из Чеченской Республики, получается, вышел в 1/4. Чем мы его и поздравляем. А сейчас мы в следующем поединке мы перейдем к весовой категории до 60 килограммов. И сразу очень интересное противостояние нас с вами ждет в первом же поединке. Заслуженный мастер спорта России из Волгоградской области Артем Жигайлов сойдется с Романом Суняевым из Ленинградской области, мастером спорта. Тут, конечно, на секундочку нас обрадовали, да? Да, мы чуть не вскликнули. Ну, конечно, сейчас ошибки бывают. Да, вот посмотрим, как именно будет боксировать заслуженный мастер спорта. Да. Думаю, будет очень интересно посмотреть, да, вот на Артема Жигайлова, который сейчас на ваших телеэкранах, дорогие друзья. Как же боксирует заслуженный мастер спорта. Весовая категория 60 килограмм. Да, и отметим еще раз, что это действительно уже другая категория. Переходим к весу до 60 килограммов. Ну а соперником Артема Жигайлова будет Роман Суняев из Ленинградской области. Роман у нас мастер спорта. Суняев на ваших телеэкранах. Итак, файтеры на ринге. Судья-рефери Егоров Сергей Владимирович. Мастер спорта международного класса. Его бои были действительно очень зрелищными. Каждый бой, который он проводил, это действительно было чего-то. Ну, скажем, стоило его посмотреть и буквально зажигаешь, что вот надо такие комбинации проводить. Вот это он умел делать. Артем Жигайлов на ваших телеэкранах, дорогие друзья. Ну, посмотрим, что он предложит собравшимся зрителям и вам, дорогие телезрители, в этом поединке против Романа Суняева из Ленинградской области. Перешли мы к весовой категории до 60 килограммов. Также у нас сегодня выйдут спортсмены весовой категории до 63,5, 71, 80 и 81 килограмма. Это вот первая часть программы первого соревновательного дня.
А потом вечерняя у нас программа начнется с торжественной церемонии открытия чемпионата и первенства в 18:00. Вновь небольшая заминка перед стартом. Смотри, Дань, нормально, нет? Шли? Ну, как я вижу, все судьи находятся на местах. Боковые. Да, все на местах. Секунданты тоже на месте. Ну и пользуясь заминкой, дорогие друзья, давайте мы еще раз обратимся к любителям спорта. Приглашаем всех вас в Центр спортивной подготовки «Триумф». Мне кажется, заминка связана с оборудованием, что ли? Не могу понять, что... Почему так? Ну все, вроде бы все вопросы решены, и у нас поединок данный стартует. Да, очень интересный будет бой. В красном углу ринга заслуженный мастер спорта России Артем Жигайлов из Волгоградской области. И его соперник в синей форме Роман Суняев, мастер спорта из Ленинградской области. Спокойненько так начинается Да, поединок. разведка и очень настороженно. Они к друг другу подходят. Как вы заметили, что боец красного угла, он очень аккуратно работает и не пропускает практически ни одного удара. Бэкфист, еще один бэкфист, и между ними еще Двойной. и серия Да. ударов. Вот видите, как работает заслуженный мастер спорта. Такая вот распрыжка. Но действительно, одно удовольствие смотреть за выступлением столь мастеровитых спортсменов. Еще раз напомню, Жигайлов является заслуженным мастером спорта России. Ну и мастер спорта тоже очень не подарочек. Ну, конечно, да, у нас Роман Суняев тоже непростой парень. Мастер спорта. Поэтому это действительно очень интересное противостояние. И завершился первый раунд. Ну, такой спокойный, да? Относительно раунд у нас прошел. Давайте послушаем секундантов и тренеров. Вот как все-таки здорово двигается Артем Жигайлов. Очень техничные, акцентированные действия. И второй раунд. Давайте смотреть.
пристально, да, вот Артем Жигайлов всматривается в своего соперника. Да. Ну, тут, в принципе, и боец синего угла тоже очень внимательный. Ну, каких-то таких по-настоящему рискованных действий мы пока не видим. Что но это было? Так, удар в пах, кажется. Это, конечно же, неприятно. Ну и Артему Жигайлову понадобится некоторое время для того, чтобы восстановить. Да, прийти в себя. Да, и повтор этого эпизода, ух, как неприятно, да, конечно. Ну, конечно, это не преднамеренное действие. Да, как мы говорили ранее, это никто от таких вот попаданий не застрахован. Тем более, когда это работа с лоу-киками связана, оно бывает даже зачастую. Да, Роман Суняев, конечно же, хотел работать по внутренней части бедра. Так, ну что ж, Артем Жигайлов оповестил рефери о том, что он готов продолжить поединок, и встреча у нас возобновляется. Как же легко все-таки летает нога у Жигайлова. Меньше 30 секунд остается во втором раунде. Суняев не может подойти к нему. Он пытается предпринять всевозможные варианты, как-то не получается. Вот что значит мастерство. Последние секунды второго раунда. Все. Заканчивается второй раунд. Мы послушаем, что будут говорить во втором раунде секунданты и тренер. И сейчас начнется третий раунд. Заключительный раунд. Давайте смотреть. Итак, все готово, мы начинаем.
Вот в движениях, да, Артема Жигайлова сразу можем заметить вот эту вот легкость, уверенность. Всё, точность всех Да. действий его, всех комбинаций ударов. Вот. И такой лоу-кик. Почему нет? Да. Артем Жигайлов представляет Волгоградскую область. Ну а Роман Суняев, он представляет Ленинградскую область. 40 секунд остается. Суняев практически не работает. У него нету никаких действий. Вот сколько уже смотрю. Третий раунд, считай, завершается. Никаких там серьезных активных действий не смог предпринять. Да, действительно, никакой инициативы со стороны Ну, Суняева. может быть, он бы проявил, но не может подойти к нему. Разгадать, так скажем, ключ, найти соперника. Если что-то он пытается сделать, то он сразу же падает, вот, роняет его. Сразу же натыкается, да, на вот встречные движения Артема Жигайлова. Завершается поединок. Ну, тут, конечно, тоже, думаю, вопросов возникнуть не может. Кто победитель, да, совершенно верно. Артем Жигайлов, заслуженный мастер спорта России, провел, конечно, очень хороший поединок, и он абсолютно заслуженно признается победителем данного поединка, и таким образом он выходит в четвертьфинал турнира, в четвертьфинал состязаний среди мужчин весовой категории до 60 килограммов. Ну и смотрим повторы. Действительно, вот Роман Суняев, ну, толком-то не смог, да, противопоставить что-либо своему сопернику. Артем Жигайлов мало что позволял делать Роману Суняеву. Очень уверенно контролировал ход поединка и сам постоянно шел вперед. На радость зрителям вот такие удары с разворота выполнял. Да, и так, как душе вздумается. Да. И вот видите, как-то роняет он тактично. Но мы идем далее, дорогие друзья. На ваших телеэкранах Кежик Мангуш, это представители команды Республики Тыва. Ну а его соперником будет Руслан Токтаров из Башкортостана. У нас Кежик является мастером спорта, собственно, как и Руслан Туктаров. Два мастера сейчас встретятся в рамках данного поединка. Итак, Кежик Монгуш, Республика Тыва, и Руслан Туктаров. 1/8 финала весовой категории до 60 килограммов. Поехали. Два мастера спорта на ринге.
Уверен, они предложат очень интересный поединок. И колени пошли в ход. Ну и потихоньку вот темп, да? Да, Наращивается, да. Начали так спокойненько, стояли там. Обменялись лоу-киками, сейчас уже серии выбрасываются. Вот. Фронт-кики. Так, тут надо поправить шлем. И далее идет поединок. Последние секунды первого раунда. Ну, интересный такой поединок. Ух ты. При бэкфисте наткнулся на такой фронт-кик, да? Да, на фронт-кик. Удачно провел, вовремя. Все четко, все отлично. Смотри, как назад не занимайся. Когда он в сторону сейчас зашел, в сторону, лоу-кик. Чаще лоу-кик, на лоу-кик, на лоу-кик. Ну и повторы самых ярких моментов минувшего раунда. На этом ринге, в этой весовой категории, кстати, выступление якутян мы не увидим. После просмотра поединков в этой весовой категории мы перейдем к весу до 63,5 килограммов, где у нас выступают два представителя якутской школы кикбоксинга. Это Павел Попов и Виталий Филиппов. Ну, до них мы еще дойдем. Ну, а пока мы продолжаем смотреть поединок Кежика Мангуша с Русланом Туктаровым. Тоже вот очень нравится движение Туктарова. Не стоит на месте, постоянно двигается. И если наблюдать, то можно заметить, что он постоянно постоянно готов в любой момент вот, ворваться, выстрелить. Так, нужно поправить щитки. «30 секунд до конца второго раунда». Хорошая серия в исполнении Мангуша. И с разворота почему бы не добавить? Но не доходит до цели. Вот если, допустим, попадает
реально, не в защиту. Тогда удар с ноги, он более реальный, то есть более реально, что есть вероятность попасть в любую часть тела, там, скажем, первый, второй, третий этаж. Ну, вот, как я заметил, никто подсечки здесь особо не применяет. Кстати, да. С каждым боем я чувствую, что все-таки в голову ногой удары наносятся. Мы часто уже видим. Ну, конечно, мы, ну, как зрители, да, тоже хотели бы видеть как можно чаще вот такие вот зрелищные моменты, да. да. Как это было и раньше, что там, ну, мы видели вот буквально до этого боя несколько там, что прыжки с разворота в корпус, да, тоже. Третий раунд, тайм, файт! Третий заключительный раунд. И смотрите, какой обмен сразу начинается. Файт! Работа в клинче. Подключает колени. Стоп! Тайм! Нейтральный! Итак, щитки поправлены, и поединок продолжается. Сразу бросается в бой Кежик Мангуш. Так, ну, теперь уже у Туктарова возникают проблемы с экипировкой. В паховую область прилетает удар. Туктарову надо отдышаться, попрыгать. Ну и видим, что согласно таймеру остается еще 1 минута и 11 секунд. Неудачно подскользнулся, конечно, здесь мог бы лоу-кик последовательно, который попал в голову. Быстрее! Тайм! Файт! Брек! Брек! Ну, с колени, конечно, у него хорошо получается. У Мангуша. Мы даже заметим, что по корпусу Туктарова видно покраснение в области печени. Это как по итогам футбольного матча вот увешивают тепловую карту, да, где футболисты бегали, в данном случае вот. Куда больше наносилось ударов, да. Зона покраснения. По зоне покраснения можно, да, вычислить, куда больше было попадание. Ну что ж, подходит к концу, к своему завершению этот поединок. Да, очень интенсивный, активный, и болельщики, так скажем, друг друга пытаются переключать. Остались довольны увиденным зрелищем. Ну что ж, Кежик Мангуш и Руслан Туктаров сейчас выходят к центру ринга. И мы ждем оглашения решения судейской коллегии.
другом бою победу большой одержал заслуженный Красный Улан Волконский. Кижик Мангуш объявлен победителем данного поединка, с чем мы его и поздравляем. Он выходит в четвертьфинал. Это уже получается третий, да, из представителей Республики Тывы файтер одерживает победу, я насколько понял, да? Ну, Так, третий, Донгак, да. Да, Донгак Тарипчи выиграл. Да, вот Донгак еще у нас... Хартек Чингис выиграл. Да, выиграл. И вот То получается есть они без Мангуш. потерь идут. Да. Ну, молодцы, да. А их приехало не так-то много. Человек, спортсменов 8, да, я так насколько понял. Да, как я помню, да, 8 спортсменов. Ну да, трое уже идут. Здорово, конечно, стартовали для них эти соревнования, и учитывая то, что другое дело, да, например, вот если мы говорили о том, что Кижику попался там легкий оппонент, ну, далеко не так, мастер спорта, да, Руслан Тухтаров, и по итогам такого треничного поединка, конечно, выйти победителем многого стоит, конечно же. Мы идем далее, дорогие друзья. Также весовая категория до 60 килограммов. У нас сейчас на ринг выйдут Магомед Баймурадов из Чеченской Республики. Он выйдет из красного угла ринга. Его соперником будет Родион Кеменчежи из Московской области, из команды Московской области. Оба файтера являются кандидатами в мастера спорта. Равные шансы, равные позиции, так что здесь кто у кого мастерство окажется выше. Ну да, разряд говорит о том, что примерно эти файтеры находятся на одинаковом уровне. Итак, все готово для начала этого поединка. Напомним, что данные соревнования, то есть чемпионат и первенство России, они посвящены 30-летию победы Александра Иванова на чемпионате мира, который прошел в 1991 году в Лондоне. Тогда Александр Иванов стал первым чемпионом мира из Советского Союза, тем самым сыграв значительную роль в развитии и становлении этого вида спорта у нас в республике, как по всей стране. И, как мы уже говорили, да, изначально планировалось, что данные соревнования изначально хотели провести в 2020 году, то есть хотели подавать заявку на 2020 год, но потом вот свои коррективы внесла пандемия коронавирусной инфекции, впоследствии чего вот чемпионат все-таки решили проводить в 2021 году. И отрадно, что вот у нас присутствуют зрители, нет каких-то строгих таких ограничений по числу, например, да, по количеству заявленных спортсменов. И, конечно же, самое важное, надо отметить то, что в год 30-летия ровно проводится данные соревнования. Вот на днях, кстати, вот сегодня вроде планировали презентовать книгу посвященную истории якутского кикбоксинга. Сейчас название точно не вспомню, но «Кикбоксинг Якутии. Хранители духа и традиций». И также вторая книга должна была быть представлена, вот, к сожалению, название не помню. И вот как раз-таки в этих книгах очень подробно повествуется об истории и традициях якутского кикбоксинга, начало которому как раз-таки вот проложил Александр Иванов. Да, уже минуло 30 лет, и, соответственно, это юбилейный период. Поэтому наши тренера, а также участники максимально старались подготовиться к данным соревнованиям, поскольку все-таки не так часто
скажем, проводится чемпионат в России, тем более в городе Якутске, у нас в республике. Вот, поэтому значение великое. Да, если, например, Якутск неоднократно принимал чемпионат и первенство по кикбоксингу Дальнего Востока, то чемпионат России, как я знаю, вообще в целом по всему Дальнему Востоку первый город, которому доверили провести главный кикбоксерский старт сезона. Да, совершенно верно. Я хочу отметить, что вот мы говорим о том, что 30-летие победы Александра Иванова на чемпионате мира, да, вот уже несколько раз мы об этом упомянули в ходе нашей трансляции, но хочу отметить, что это ведь далеко не единственная награда. Конечно же, в его активе также есть серебро чемпионата Европы, 3 золота СССР, СНГ, чемпионат России. Ну и после Александра еще 7 чемпионов мира из Якутии зашли на высшую ступень мирового первенства. Как раз таки вот с этим числом у нас связан дизайн медалей, которые, собственно, у нас вот разыгрываются в Центре спортивной подготовки «Триумф». Продолжается поединок между Магомедом Баймурадовым и Родионом Кеменчижи. Два кандидата в мастера спорта. Весовой категории 60 килограмм. Да, продолжают оспаривать путевку в четвертьфинал. Хорошо левый боковой довел Баймурадов. И еще раз дотягивается левой Баймурадов. Ну, здесь как получается, если провел успешно лоу-кик и он достиг цели, то считаю, что лучше дальше проводить следующую комбинацию сразу же, чтобы не попасть на контратаку соперника. Провел комбинацию и ушел, да? Да, ушел. То есть ты с выходом, пусть он второй удар не достиг, но ты выходишь. Мурадов выбрасывает левую руку. Причем она у нее всегда на все. Пауз практически нет. То, что мы наблюдаем, допустим, был бой заслуженного мастера спорта, там было больше перерывов, но там совсем другой ракурс. В смысле, стиль ведения боя и совсем обмен лоу-киками. Вот, раз за разом файтер в красной форме выбрасывает левую руку через руку соперника. Вот. И ведь доходит ведь. Но раз доходит, почему бы этим не пользоваться? Меньше минут остается. Да, очень плотный бой показывают ребята. Так, какие там вопросы возникли у рефери к секундантам? Ну, скорее всего, замечания по отношению к тому, что они
Ну, как помогает или как Слишком сильно активно болеет, помогает. активно помогает, болеет. Но тут дело дошло до снятия балла, как мне кажется. Кстати, да, из-за этого и снимается и балл. А ведь это может сказаться на итоге этого поединка. Конечно, совершенно верно. И сейчас этому спортсмену уже надо работать с учетом этого балла. Вот именно. Последние 10 секунд. Но видно, да, что оба спортсмена прилично данной встречи. Родион Кеменчижи объявляется победителем данного поединка. С чем мы его и поздравляем. Так, а у нас, согласно вот составу пар, да, который нам предоставили представители судейской коллегии данных соревнований, так, у нас, значится, еще и... да. Еще один поединок. Мы поспешили с тем, что у нас заканчивается соревнование вот именно на этой стадии. Среди спортсменов выйдет Виктор Лампоров. А его соперником будет Сулейман Битербиев из Чеченской Республики. Все. Опять-таки, да? Да, так же. Ну, а пока мы видим в замедленном действии, как же Родион Кеменчижи добивался восьмой финала в весе до 60 килограммов. Нас ждет с вами финала в весе до 60 килограммов. Нас ждет с вами интересное противостояние в весе до 63,5. Попов Павел, кандидат в мастера спорта, встретится... Павел у нас из республики Саха-Якутия. Он встретится с Саидом Магомедовым, мастером спорта международной категории Саратовской области. Будет принимать он экзамен у нашего молодого кикбоксера. Ну а сейчас, конечно, все внимание на данное противостояние. На ваших телеэкранах Андрей Алексеев, главный тренер сборной команды Республики Саха-Якутия по кикбоксингу, и он готовит своего подопечного Виктора Лампорова к поединку 1/8 финала весовой категории до 60 килограммов, в рамках которого Лампоров сойдется с Сулейманом Битербиевым, кандидатом в мастера спорта из Чеченской Республики. Мы говорим, да, о том, что часто вот у нас встречаются на ринге представители якутской и чеченской школ кикбоксинга. Ну, я думаю, это достаточно легко объясняется. Ведь Якутия и Чечня, они представили самые такие большие команды, и поэтому шанс встретиться как бы он больше, да? Итак, все готово для начала этого поединка. Заключительный поединок в этом весе на ринге Б. В красном углу ринга Сулейман Битербиев, Чеченская Республика, и в синем углу ринга, соответственно, Виктор Лампоров, Республика Саха-Якутия. Итак, поехали. Ух, хорошая подсечка была. Да. Как раз говорили, да, то, что мало что-то подсечек. Вот она и появилась. Битербиев услышал, да, наше замечание и исполнил. Да, видно, что мастерства у него хватает, кандидат в мастера спорта. Ну, а что касается Виктора Лампорова, то у него первый разряд.
Им надо стараться первым номером работать. Вот. Все, молодец, уже одна комбинация прошла. Дальше опережать опять. Только, да, встретил. Но ход боя, я так думаю, он здесь может быть хоть как-то какую-то сторону поменяет, если он будет опережать его первым номером. Ну, очень жестко, да, работает Бетербиев. Да. Здорово на встрече действует представитель Чеченской Республики. Завершается первый раунд, и давайте сейчас послушаем, о чем будут говорить тренеры. هذا من سبب الناس ده لما نشوف خلاص وصلنا في الشارع ده يستوي شيء كيلو كيلو ده ما فيش حاجه صغيره يوم بس انا بقول فوق كيف ما فيش فيها وش كيف تسوي ولا ولا تحت Ну, Андрей Алексеев просит Виктора не забывать о лоу-киках. И второй раунд, дорогие друзья. Сулейман Бетербиев, Виктор Лампоров. Опять. Еще раз Бетербиев провел. Да, вот тут подсечку. Подсечку, когда поднял защиту ногу. Чувствует этот момент. Эффективно смотрится очень со стороны. Ну и влияет, соответственно, конечно, на судей. Да, о, бэкфист хороший попадает. Еще одна попытка. Так, и иногда он будет отсчитываться. Да. Ну, Виктор всем своим видом показывает, что с ним все нормально, он может продолжать биться. Так, ей нужно остановить кровотечение, как я понимаю, или с чем связано эта пауза. Потому что во время перерыва мы могли заметить то, что действительно из носа якутянина течет кровь. Нет, но не с кровью связана эта остановка. Рефери что-то обсуждает с своими коллегами, но, видимо, вопросы все решены, и поединок возобновляется. Хороший обмен. Колено добавляет Бетербиев. Какие ошибочные удары, да? Да. Очень жестко работает. Ну, здесь надо подсечку включать. Все. В настоящий момент развернуть и подсечку. И Бетербиев как-то выглядит предпочтительнее, да, вариативнее. Послушаем. Как я понял, Андрей Алексеев
призывает Виктора как бы противодействовать этому натиску, да, со стороны Бетербиева. Постоянно Сулейман работает в наступлении. Конечно, было бы здорово, да, поймать на встречном движении. Вот как вот, здесь, да. Вот еще раз. Хорошо. Два раза удар левой руки доходит до лица Виктора. Ну, интересный, конечно, файтер Сулейман Бетербиев. Работает максимально жестко, очень заряженный боец и работает разнопланово. Вот, прижимает к углу нашего спортсмена. Тот, в свою очередь, сразу выходит из зоны канатов. В пах. Попал в это. С Сулейманом все в порядке, и продолжаем этот поединок. Меньше 40 секунд остается. И надо бы провести этот отрезок максимально активно. Ну вот как варьирует, да, Бетербиев. Выкинул хай-кик, бросил правую руку, затем сразу внутреннюю часть бедра. Да, пропускает очень много наш спортсмен. Все, звучит гонг. Поединок закончился. Ну и видно, что Виктор Лампоров сам как бы недоволен этим поединком. По завершению встречи сразу достаточно недовольным взглядом покачал головой. Конечно, хотел, наверное, совсем другого. Ожидал от себя другого, но не всегда все зависит от тебя, конечно. Да, так сложился бой, да. И соперник. Да, и Сулейман Бетербиев объявляется победителем данного поединка. И представитель чеченской сборной выходит в четвертьфинал турнира. Поздравляем. Сулейман Бетербиев принимает поздравления от своих сокомандников и отправляется восстанавливать силы и готовиться к следующему поединку. Ну и завершили мы просмотр поединков весовой категории до 60 килограммов. И сейчас нас с вами ждут бои спортсменов, файтеров весовой категории до 63,5 килограммов. На ваших телеэкранах Саид Магомедов, мастер спорта международного класса из Саратовской области. Ему будет противостоять представитель сборной команды Республики Саха-Якутия, кандидат мастера спорта Павел Попов. Ну, очень сложный, конечно,
поединок предстоит Павлу. Ну, Саратовская область, а не республика Чечня теперь, да. Итак, рефери убедился в том, что все готовы. Чуть ли без команды начали поединок. Как Саид Магомедов, так и Павел Попов заряжены на этот поединок, на этот бой как надо. В этом весе мы также увидим еще одного представителя сборной команды республики, Виталий Филиппов. Он сойдется с Габризом Исмаиловым из Волгоградской области. Ну что ж, все готово для начала этого поединка. Мы стартуем. Посмотрим, что сможет Павел Попов противопоставить, предложить международнику. Саид Магомедов, мастер спорта международного класса. С момента начала встречи расположился в центре ринга и вот потихоньку идет, наступает вперед. С разворота попытался пробить. Вот по разным этажам работает Магомедов. Сначала хай-кик, потом лоу, и затем и по корпусу. С разворота в третий этаж целился Магомедов. Ну тут да, 2 раза подряд Павел Попов придерживал ногу своего соперника после проведения им удара. Очко сняли у якутского файтера. Фронт-кики, сайд-кики. Магомедов демонстрирует весь свой арсенал. И тут, конечно, очень болезненный удар коленом отчитывается. Нокдаун. Так, и... Да, хороший удар был. Пришелся в корпус. Мне вот показалось, что дают сдачу. Там полотенце же Андрей Алексеев повесил на канат ринга. И, видимо... Да, Андрей Алексеев решил остановить, не рисковать здоровьем, да, вот молодого бойца. Потому что действительно Саид Магомедов, международник, мог отправить в нокаут, там, нанести действительно ощутимый ущерб здоровью. Да, потом после этого реабилитация очень долгая для спортсменов. Абсолютно верное решение Андрея Алексеева, потому что действительно разница, да, уже была ощутима. И вот этот вот удар коленом очень сильный. Ну и Андрей Алексеев, аккуратно так повесив полотенце на ринг, на канат ринга. Не сразу все и поняли даже. Верное решение. Ну потому что, да, дай парню, да, вот, например, до конца биться, последствия могли быть совсем невеселыми для Павла. Совершенно верно. И вот этот удар. Он так незаметно особо, да, был с той стороны, вот когда они смотрели. Итак, друзья, мы идем далее. Весовая категория до 63,5 килограммов. На ваших телеэкранах Заур Зази. Это у нас представитель
Краснодарского края. Ну, а его соперником будет Хаджимурат Абуев из Республики Дагестан. Изначально, друзья, в начале нашей трансляции мы как бы анонсировали, да, то, что планируется, что с 12 у нас начнутся соревнования, и в 3:30 будет объявлен перерыв до торжественной церемонии открытия чемпионата и первенства. Но сейчас у меня создается такое впечатление, что мы можем как бы и без перерыва пойти, потому что сейчас у нас вот приступили мы к весу до 63,5 килограммов, да? А далее у нас еще есть поединки в весах до 71 и 81. Ну, посмотрим, как все пойдет. С точностью сказать мы, конечно же, не можем, потому что в спорте может случиться разное. Как пойдет, да, как пойдет. Случиться может абсолютно все. Заур Зазий на ваших телеэкранах. Так, а Хаджимурат Абуев. Да, он тоже готов, я его вижу. И спортсмены выходят на ринг. Широкая география у нашего чемпионата и первенства. 40 регионов представлены на этих соревнованиях. В общей сложности порядка 380 спортсменов выйдут на ринги Центра спортивной подготовки «Триумф». С сегодняшнего дня по 10 апреля у нас будут выявляться сильнейшие кикбоксеры страны в разделе К1, которые по итогам этих соревнований будут отобраны в состав сборной страны для участия на чемпионате мира. Но тут мы можем сразу заметить, что Заур Зазий значительно выше своего соперника. Заур Зазий является кандидатом в мастера спорта. Что касается его соперника из синего угла ринга Хаджимурата Абуева, то он мастер спорта. Заур представляет Краснодарский край, ну а Хаджимурат Республику Дагестан. В прыжке работает Зазий, это всегда очень красиво. А если и попадешь, то еще и очень, конечно, эффективно. Мы начинали просмотр этого соревновательного дня, первого соревновательного дня в весовой категории до 54 килограммов. И сейчас вот мы дошли до веса до 63,5 килограммов. И, конечно, чем выше вес, тем тяжелее удары. Заур часто применяет вот это в прыжке, когда он чуть не попал. Ну вот Заур, ну, действительно очень так резко вылетает, да? С наставлением колена. Очень опасный такой прием в арсенале у представителя Краснодарского края. Поддерживают Заура его сокомандники, по всей видимости, на трибунах. Ну, порядка 12 человек я насчитал. Хлопают, скандируют «Краснодар, Краснодар». Послушаем.
Давай. Вот, Был, да, эффективный удар. здорово ушел с линии атаки и попытался вновь вот в прыжке пробить коленом. Но раз на раз не приходится, как говорится. Итак, второй раунд у нас стартует. Заурзазий, Краснодарский край и Хаджимурат Абуев, Дагестан. Так, на трибунах тоже у нас некое такое состязание идет. С начала второго раунда вот поскандировали две группы молодых людей, Краснодар и Дагестан. Тем временем у нас поправляют щитки Зауру. Ну и также Абуев Хаджимурат Республики Дагестан работает в такой же правильной тактике, что нужно подходить к высокому сопернику поближе и поджимать канатом. Ну, видимо, у него хорошо получалось. Сейчас в обмен, конечно, откровенные пошли. Да. Ну, такие сильные довольно обмены ударов происходит. Все ждет такого. О, поджимает. Да. Постоянно идет вперед. С разворота пытался Хаджимурат это пробить. Тут же колено подключает. Лучше, чем у Заура. — 20 секунд остается во втором раунде. Бэкфист. Почему нет? Да, откровенный обмен ударами пошел. Ну, что скажешь. Надо наращивать темп работы. Вот если моментами так взрывались во втором раунде, сейчас страшно представить, что будет в третьем. Ну, да. Хотя тут все по-разному. Может быть, они и устанут. Могут и устать. Выложиться, так скажем, в первых двух раундах, а к третьему могут они уже чувствуется, что Заур подустал, его поджимает, и вот он не знает, как вот избежать, противоядие найти и так далее. В любом случае, вот, когда идет очень активная работа и один из соперников сильно начинает идти в клинч и давить, и постоянно и не дает ему передоху до собранности, да, допустим, чтобы собраться в то состояние. Ну, у нас Хаджимурат Абуев одерживает победу. И благодарит он зрителей, которые поддерживали его во время поединка. Да. И Хаджимурат отправляется отдыхать и готовится к следующему поединку. Вышел он в четвертьфинал турнира, отметен. Это у нас весовая категория до 63,5 килограммов.
судьи у нас на местах. Почему-то мне послышалось, что перерыв, что ли, объявили. Ну, пока судьи на местах, как я вижу. Как получим информацию, конечно, мы ее озвучим. Нет, идем далее. Сейчас у нас встретятся два кандидата в мастера спорта. Только что на ваших телеэкранах был Руслан Алиев из Москвы. И его соперником будет Эльбрус Османов. Эльбрус Османов из Чеченской Республики. Да, вот, Руслан Алиев, представляющий столицу России. И его соперником будет Эльбрус Османов. Оба файтера являются кандидатами в мастера спорта. Кстати, сразу после этого поединка мы ждем выхода на ринг Виталия Филиппова. Да, представителя Республики Саха-Якутия. Да, Виталий у нас является обладателем Кубка мира, финалистом чемпионата России. Сегодня, конечно, он входит в число лидеров команды и надежды многих, конечно, и болельщиков, и якутских любителей спорта связаны с ним, конечно же, тоже. Итак, Руслан Алиев на ваших телеэкранах, представляющий Москву. Вот не вижу его соперника, Эльбруса Османова. Что-то в зоне видимости его нет. Да, пока, видимо, не вышел. Ну, кроме того, хочу я еще отметить, что за долгие годы вышла впервые книга о кикбоксинге в Республике Саха-Якутия, что является очень важным, так скажем, историческим событием. В эту книгу включены все кикбоксеры, которые тренировались, также принимали участие за сборную республики России на мировых аренах. Вот. Там все указано именно, как происходило становление, история, всего прочего. Поэтому 12 часов сегодня это была презентация, вроде как выпуск этой книги. Кстати, это мероприятие тоже можно, наверное, посетить. Запланировано было 12, но по сообщениям книги задержали, рейс задержался, и мероприятие было решено перенести, как я знаю. И если будет информация, мы ее озвучим. Может, желающие хотят тоже прийти, посмотреть, да, и приобрести, может. Но я думаю, первая партия, конечно, будет раздана гостям, да, нашего чемпионата. Да, скорее всего, так оно и будет в любом случае. Но я знаю, что тираж такой приличный был, и, конечно же, я думаю, уже в скором времени данные книги будут доставлены в магазины, и любой желающий сможет приобрести. Жители республики. Итак, с опозданием небольшим у нас Эльбрус Османов все-таки выходит на ринг. Обычно за это предупреждение дают. Минус балл. А может, есть специально отведенное время, может, он как-то попал в эти рамки, не знаю. Может быть, да, скорее всего, попал, ему предоставляется. У меня было один раз только такое опоздание. Ну, и то тоже попал в рамки. Предупреждение, минус балл не сняли.
все-таки идет активная работа ногами. Лоу-киками происходит. Ну, тут произошел, конечно, удар. Опять в пах. Довольно-таки часто, да, вот мы замечаем, что вот именно происходят такие вот удары, попадания. Ну да, это издержки данного вида спорта. Тем более в К1 это как бы в порядке вещей уже. Итак, возобновляется данный поединок. Арбитр делает замечание Османову, что не стоит в клинче раскачивать соперника, возить по сторонам. В прыжке хотел пробить Османов коленом. Последние секунды стартового раунда данного поединка, и спортсмены отправляются восстанавливать энергию и получать наставки от тренеров. Давайте послушаем. После 21 пары состоится перерыв для торжественного открытия чемпионата первенства России. Ну вот, все действия в исполнении Эльбруса Османова, легальные и нелегальные в том числе. Начинается второй раунд. Опять пропустил. Да. Да, это очень сложно дальше в таком состоянии проводить дальше бой. Ну и Руслан Алиев, конечно, может продолжать, а Османов, конечно, извинился. И продолжают работать спортсмены. Второй раунд. Хороший по корпусу удар в исполнении Османова. И тут же боковой долетает до головы. Этот отрезок он, безусловно, может записать в свой актив.
Много ударов не долетает до цели, и мы говорили об этом, то, что это тоже бесследно не проходит. Это тоже отнимает много сил и энергии. Завершается второй раунд. Да, бойцы довольно-таки техничные, очень красивый бой. Действительно, красиво смотрится, все как применяет комбинации. Ну и хайлайт минувшего раунда. Вот очень хорошее попадание левым боковым в корпус. Ну, действительно, оба бойца хорошо. Отточенной техникой обладает. Да, снабжены в плане вот техники, действительно. Что они, собственно, и демонстрируют на протяжении вот 2 раундов. И заключительный раунд. Прыжки. Здесь трудно определить, конечно, кто конкретно ведет победу. Но объективное судейство также примет правильное решение. Серия, так скажем, лоу-киков пошла. О чем мы раньше говорили, что но тут красный угол пропустил, получается. Щитки поправлены, можно продолжать. Обмен ударами коленами проходит в корпус. Ну, очень активно работают оба спортсмена, да? Да, красиво, у нее руки хорошо поставлены. Разнообразие проявляет. Ну, вот в таких вот ситуациях, когда встречные ногой не травмируются. Благо то, что щитки помогают. Да, щитки, конечно, это необходимость, которая защищает, да, спортсменов от серьезнейших травм. Видимо, Османов хотел в прыжке пробить коленом, но в последний момент передумал, да, упустил момент. И вот таким ударом ноги завершается третий этот, раунд, да, поединок. И давайте мы дождемся с вами решения судейского коллектива. Очень интересно. Очень интересно, что же решат судьи. Эльбрус Османов или же Руслан Алиев. Эльбрус Османов одержал победу, да. Так решили судьи. Мы поздравляем Эльбруса с выходом в четвертьфинал, с первой победой на этом турнире. И благодарим, конечно, и Эльбруса, и Руслана за зрелище, которое они продемонстрировали на протяжении 3 раундов. Действительно, оба бойца очень техничные. И, что не менее важно, они были очень активны на протяжении всего этого поединка. И вот видим, как они все-таки здорово работают. Много сил они, конечно, ставили на ринге. Такие поединки всегда радуют вас. Итак, друзья, мы идем далее. У нас заключительный
поединок весовой категории до 63,5 килограммов. В красном углу ринга Габрис Измаилов из Волгоградской области. Ну а его соперником будет Виталий Филиппов из команды сборной Республики Саха-Якутия. Виталий Филиппов является обладателем Кубка мира, финалистом чемпионата России. Спортсмен, который, безусловно, входит в число лидеров нашей сборной. Видим, как его настраивает Андрей Алексеев. Рядом также и многократный чемпион России, чемпион Европы Вадим Колтовской. Ну а это его соперник Габрис Измаилов, мастер спорта из Волгоградской области. Виталий Филиппов, он больше известен как боксер. Да, боксер. Он выполнил норматив мастера спорта по боксу, так что у него сейчас посмотрите передвижение и как вот поведение на ринге, как будет именно действовать боксер. Итак, Виталий получил последние наставления перед стартом поединка от Андрея Алексеева. И давайте смотреть этот бой. Габрис Измаилов, Волгоградская область, и Виталий Филиппов, Республика Саха-Якутия. Итак, поехали. Бэкфист. Правая угодила в защиту. Ух, даже так. Фронт-кик достигается. Исмаилов, Габрис, он акцентированно пытается одиночными. Доводит правую до цели Филиппов. Ну, вкладывается, да, вот Исмаилов в свои вот удары. Да, очень акцентированно. Так, ну, начался первый раунд, соответственно, мы еще пока выводы не можем делать. Ход боя может хоть как-то меняться. Причем несколько раз, да, по ходу поединка. Да. Вот именно. Ну, соперник, да, непростой. Стоп! 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 Красный, не разговаривай. Синий, не держи. Файт! Ну и 10 секунд последние. Серию проводит Исмаилов. Все, прозвучал гонг, первый раунд завершен. Давайте послушаем тренеров. Ну что ж, мы послушали, о чем говорили в обоих углах.
Вот в углу Габриза Исмаилова прозвучала фраза «нужно развивать». Видимо, они считают, что у них есть преимущество и, в принципе, довольны в красном углу ходом данного поединка. Но, конечно же, у Виталия Филиппова другие счеты, другие мысли по этому поводу. Ну вот Габриз Измаилов действительно такой заряженный, да? Спортсмен. Да, постоянно идет. Вот, давай, и не отпускать. Вадим Колтовской и Андрей Алексеев на ваших телеэкранах. Секундируют они Филиппову. Здесь принимать ему не надо на себя ударить. Отходить, уклоняться надо. Вот это каждый, считай, очко идет в пользу соперника. Да, и вот Габриз Исмаилов вот, реально вкладывается в каждый удар, но вот, с выдохом, с выкриком работает представитель Волгоградской области. Филиппову надо как-то хоть взорваться, с уклоном зайти и с корпуса начать. Закончить киком прямо. Ну, Исмаилов ногами работает намного активнее. Да, и повыше кики, поднимается, да? да, чаще второй этаж берет. Давай, ты вот это не вставай. Что ты встал, стоишь, принимаешь на себя удар. Надаешь инициативу. Ага. Тренер Исмаилова, как вы слышали, призвал Габриза не стоять на месте, не собирать удары, да, Виталия Филиппова. Хотя бы, да, вот, хотя надо бы такой же совет, конечно, нашим бойцу. Поэтому вот, получается, какое-то лишнее, все эти удары, они как и ощутимы также. И это собирать вот именно собирать не надо. Все же опять собрал. Ну, ряд ударов на старте этого раунда. Ну и смотрим на этот поединок. Заключительный раунд, по итогам которого, конечно, мы будем знать победителя. Дорогие друзья, у нас завершается этот поединок. Мы, конечно, внимательно смотрим. И у нас замена на позиции сокомментатора. Дальше остаток вот первой части программы. С нами будет смотреть чемпион СССР, России, победитель многих
различных турниров самого высокого масштаба. Алексей Уваров, наш именитый файтер. Алексей, добрый день. Добрый день, дорогие любители спорта, наши любители кикбоксинга. Сейчас очень зрелищный бой идет. Зрители, болельщики болеют, конечно, за Виталия. Да, напряженная такая концовка у нас получается, и будет очень интересно, да, вот дождаться решения судей. Но бой еще не окончен. Вот выпала капа у спортсмена. Сейчас все решает. Каждый удар сейчас ценен. Каждый. На вес золота идет, да, в конце поединка. Ну, конечно, концовка очень хорошо прошла. Итак, Виталий Филиппов. Виталий один из наших самых опытных спортсменов нашей команды. Сейчас судьи решат. Ждем решения. К сожалению, к сожалению, Виталия Филиппова победителем признан Габрис Исмаилов, представитель Волгоградской области. Ну, стоит признать, он выглядел активнее. Ну, я присоединился вот к концовке боя. Вот, Волгоградская школа очень известная. Вот на наших экранах Виталий Соломин, один из тоже самых опытных кикбоксеров из Волгограда. Вот, является заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером России. Ну, Габрис Исмаилов продемонстрировал активную и вариативную такую работу. Ну, конечно, вот очень... здесь борцовский прием. Да. Это, конечно, запрещено в кикбоксинге. Даже такой бросок имел место быть в этом поединке. Ну и Габрис Исмаилов таким образом выходит в четвертьфинал состязаний среди спортсменов до 63 килограммов. До 63,5, если быть точнее. Итак, мы идем далее. У нас выходит на ваших телеэкранах это Магомед Махамаев. Это мастер спорта из Волгоградской области. Еще один представитель Волгоградской области. И в синем углу ринга у нас Мухаммад Хаджиев из Чеченской Республики. Ну, судя по названиям команд, да, вот регионы, которые не представляют, и учитывая то, что они оба являются мастерами спорта, нас с вами ждет очень интересное противостояние. Да, предстоит зрелищный, динамичный бой. Чеченская Республика привезла на эти соревнования 46. Одна из самых многочисленных команд. Второе место по этому показателю занимает команда Чечни. 46 спортсменов. Больше только у команды хозяев соревнований, у команды Республики Саха-Якутия. Итак, сейчас в скором времени у нас начнется поединок. Ну, вот первенство России в разделе К1, это вот как бы в кикбоксинг. Этот раздел пришел из тайского бокса, потому что здесь из арсенала тайского бокса разрешены удары коленями. Поэтому я вот могу смело сказать, что первые в России представители по тайскому боксу из нашей республики, это Николай Иванов, Виталий Шадин в 93 году. Они поехали первыми в Таиланд и заняли там призовые места. В то же время в 93 году я с Александром Михайловым и со своими друзьями Ильей Черкашиным, Юрой Семеновым, Виталием Лыковым поехали в Японию, где постигали азы тайского бокса. И по приезду вот мы именно начали обучать наших ребят ударами лоу-кик. Ударами лоу-киками, удары коленями, потому что вот Николай Иванов
сразу с тайцами там боксировал. Я в Токио боксировал с тайцами. И вот мы уже представление имели, что такое лоу-кик, удары коленями. И вот тогда еще Федерация тайского бокса еще не открылась, и поэтому тайский бокс был разделом кикбоксинга. И вот сейчас вот во всем мире практикуется K1, это раздел кикбоксинга, где разрешены удары коленями. Но в тайском боксе как ударов локтями нету, ударов бросков, таких клинча, борьбы в клинче. Но тем не менее сейчас он очень зрелищный, этот раздел кикбоксинга. И самый такой жесткий и один из самых зрелищных разделов. И очень отрадно, что именно в Якутске, по этому разделу у нас вот такой прекрасный праздник спорта, праздник кикбоксинга для наших любителей спорта. Поэтому вот всех приглашаем болеть за наших спортсменов. Триумф у телеэкранов. Да, призываем, конечно, присоединяться к нашим телетрансляциям и приходить в Центр спортивной подготовки «Триумф». У нас сегодня в оставшейся программе много-много очень интересного. В 18:00 у нас стартует официальная церемония открытия чемпионата и первенства, но сразу после которой мы продолжим просмотр поединков. Ну что ж, Магомед Махамаев из Волгоградской области и Хаджиев Мухаммад из Чеченской Республики продолжают оспаривать право выхода в четвертьфинал турнира. Не успели мы оглянуться, как уже половина первого раунда у нас осталась позади. Преимущество в росте значительно у Махамаева. Бойцы сразу начали друг друга проверять на защиту. Ударами ног. Вот они начинают лоу-кики. Обмен хороший такой прошел. Ух. И фронт-кик вроде как достиг цели. А вот синий угла вот тоже хороший прием провел, удар ногой. Ну, я вот как представитель первой волны кикбоксеров, когда у нас вот только начался бум кикбоксинга, сейчас очень изменилась тактика кикбоксинга. В наше время мы все учились, как говорится, у чемпионов, по видеокассетам учились, даже по кинофильмам, можно сказать, «Дом дракон Уилсон», «Жан-Клод Ван Дам». А сейчас уже вот кикбоксинг настолько изменился, что уже более техника стала как-то, ну, как роботы, как никаких лишних движений, таких ярких, вот таких как, ну, таких, можно сказать, очень все они четко удары проводят, техника, никаких лишних движений, все именно рабочий прием конкретный. Ну, любой вид спорта, да, он не стоит на месте, он вместе в ногу со временем развивается, и, конечно же, это существенно влияет на само происходящее на ринге, да? Да. Но, тем не менее, конечно, они все равно сохранили стиль кикбоксинга. Суть осталась, да? Да, суть осталась. И я очень хочу, чтобы после чемпионата России по кикбоксингу у нас еще много детей, чтобы увлеклись этим видом спорта, еще чтобы это как бы популяризировало благодаря проведению этого чемпионата. Очень большая работа проведена оргкомитетом, нашим спортивным руководством. Все помогают, ветераны спорта. Очень все сплотились.
И то, что вот очень много спортсменов приехало из регионов, это говорит о том, что очень большой интерес кикбоксинга. И, конечно, что именно в Якутске у нас впервые такого масштаба соревнований по кикбоксингу проводятся. Это, я думаю, даст большой импульс развития. Еще чтобы у нас появились новые имена, новые чемпионы. Конечно, мы все ожидаем, надеемся на то, что данные чемпионаты первенства станут толчком, да, еще одним толчком к развитию данного вида спорта у нас в регионе. Ну а тем временем у нас потихоньку приближается к своему завершению второй раунд поединка между Махамаевым и Хаджиевым. В этом весе... Ну вот Волгоградская школа, одна из старых школ кикбоксинга. Тулеев был там тренер, очень сильнейший тренер, пионер кикбоксинга. Вот как Кулебаба был такой профессионал, чемпион по профессиональному кикбоксингу. Ну из наших спортсменов в Волгограде учился вот мастер спорта международного класса Тимофеев Костя. Он трехкратный призер чемпионатов мира по кикбоксингу. Вот учился там и вот занимался боксом. И вот он первых кикбоксеров тоже знает. Ну а Чеченская республика, как вы знаете, глава республики Рамзан Кадыров очень большое уделяет внимание спорту. Благодаря его деятельности вот очень динамично, сильно развивается единоборство. Школа Ахмат известна во всем мире сейчас. Во всех единоборствах они представлены, будь ММА, кикбоксинг, бокс, вольная борьба, конечно. Поэтому видно, что такая многочисленная команда приехала. Это говорит о том, что спорт очень сильно поддерживается. Это для нас как пример. Многому мы друг у друга надо учиться. Действительно, такую большую команду, да, провести на выездные соревнования в такую даль, это действительно говорит о том, что очень большой интерес имеется в этом регионе. Ну и вообще, да, конечно же, Чеченская республика всегда вот неизменно, да, всегда была в числе лидеров по любому единоборству. Вот. Ох, как редко. Это заключительный раунд, и боксеры начали активно, потому что уже все решится в заключительном раунде. Поэтому с первых же минут начали активно. Включает свои резервы, максимально включается. Многое, конечно, будет сейчас зависеть от того, кто продуктивнее проведет эти оставшиеся 1 минуту и 15 секунд. Да, здесь все уже, когда остается последний раунд, ты начинаешь уже все. Каждая минута дорога, каждый удар, каждая защита, все просчитывать. Нельзя рисковать. Поэтому здесь все показывает, как ты подготовился, как ты тренировался, опыт. И во многом решает, конечно, это у кого опыт, мастерство. Меньше 40 секунд остается в третьем раунде. Вот сидит Виталий Соломин, известный кикбоксер. Он не раз встречался с нашими спортсменами. И с моим учеником, чемпионом мира Сергеем Мироновым тоже встречался. Друг у друга выигрывали. Вот судья дает предупреждение. Это может решить итог поединка. Безусловно. Это не кстати, конечно, но судьи очень грамотно судят, поэтому чемпионат России все-таки тут приезжают самые лучшие. Ну, конечно, на
национальном первенстве случайных людей не бывает и быть не должно. Тут выступают лидеры, победители, лидеры регионов страны. Итак, объявление решения судейской коллегии. Магомед Махамаев, прошу прощения, объявляется победителем данного поединка. И таким образом Магомед у нас выходит в четвертьфинал. А я напомню, что мы уже приступили к просмотру поединка в весовой категории до 71 килограмма. Также Якубжанов Резервор, Калининградская область, просьба срочно вернуть экипировку. Магомед Махамаев. Виталий Соломин является тоже призером первых международных соревнований по тайскому боксу в Таиланде, поэтому его спортсмены более подготовлены. Он лично сам боксировал, является одним из самых опытных тренеров. Ну что ж, друзья, еще раз мы поздравляем Магомеда Махамаева с тем, что он вышел в четвертьфинал. Поспешил я немножко. Ну что ж, и сейчас будет объявлен перерыв до церемонии открытия. Еще раз проанонсирую то, что церемония открытия у нас состоится в 18:00. Так что, друзья, в это время включайте трансляцию, приходите в Центр спортивной подготовки «Триумф». Ну а первую часть программы сегодняшнего первого соревновательного дня вместе с вами смотрели мы, я Власий Сергеев, а также Андрей Иванов. И вот под конец нам присоединился чемпион СССР, России, многих соревнований самого высокого масштаба Алексей Уваров. Ну что ж, дорогие друзья, в 18:00 увидимся. До скорых встреч в эфире. Устала спина, ноет шея. После трудного дня все тело будто каменное. Мы знаем, что вам нужно. Массажная подушка «Чудо Релакс». Профессиональный массаж шиатсу в любое время и в любом месте. Массажная подушка «Чудо Релакс» – незаменимый компактный мобильный массажер для любой части тела. Массажная подушка «Чудо Релакс» обеспечит полноценный массаж шеи, плеч, поясницы, ступней, икр и бедер, в том числе и проблемных зон. 4 вращающихся ролика в точности повторяют движения профессионального массажиста и воспроизводят такие элементы ручного массажа, как разминание, растирание и надавливание. Звоните скорее и заказывайте массажную подушку «Чудо Релакс». Только сегодня массажная подушка обойдется вам со скидкой по удивительно низкой цене. Всего за 1499 рублей. Торопитесь, предложение строго ограничено. Много времени проводите на ногах? Сложно выбрать, удобно или красиво. Представляем вам летнюю обувь «Комфорт». Эти кроссовки подойдут и женщинам, и мужчинам. Они имеют широкий размерный ряд от 37 до 45 и универсальный дизайн. Идеальная пара. Удобная, долговечная и недорогая. Невероятное предложение! Цена летней обуви «Комфорт» от 799 рублей. Кроссовки представлены в 5 цветах. Но остерегайтесь подделок. Кроссовки «Комфорт» гибкие и износостойкие. Садятся на любую полноту ноги, не деформируются и сохранят свой внешний вид на долгое время. Верх кроссовок сделан из сверхпрочного износостойкого сетчатого материала. Благодаря своей особой структуре он позволяет ноге свободно дышать. Размерный ряд от 37 до 45. Звоните и заказывайте свою пару «Комфорт» прямо сейчас по уникальной цене от 799 рублей. Победа в Великой Отечественной войне – важнейшие для нашей страны события. Мы представляем вам памятные подарочные часы «Орден Победы». Уникальность этих часов в том, что на золотом фоне циферблата изображен Орден Победы,
высший военный орден. Первый, кто получил его, стал великий полководец Георгий Жуков. Часы кварцевые, выполненные в классическом стиле с точным и долговечным механизмом. Черный, гладкий, гибкий и долговечный ремешок произведен из гипоаллергенного материала и подходит для запястья любого объема. Памятные подарочные часы идеально подойдут вашим близким и знакомым, кто с трепетом относится к великой дате 9 мая. Оригинальные часы из эксклюзивной коллекции всего за 1990 рублей только для вас. А если вы позвоните и сразу сделаете заказ, то мы доставим их вам совершенно бесплатно. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Количество часов ограничено. Представляем вашему вниманию роскошную сумку «Римские каникулы» из натуральной кожи по невероятно низкой цене. Всего за 2999 рублей. Она выполнена в стиле пэтчворк и отлично сочетается с любой вашей одеждой и обувью. Сумка из натуральной кожи является обязательным аксессуаром для любой женщины. Сумка «Римские каникулы» уже стала настоящим бестселлером. Дизайн продуман до мелочей. 6 карманов и 3 вместительных отделения для всех ваших вещей. Основные ручки и регулируемый ремень для ношения через плечо. И даже дополнительное отделение для зонта. При заказе сумки «Римские каникулы» вы получаете кошелек и косметичку из натуральной кожи абсолютно бесплатно. Если вы позвоните и сразу сделаете заказ, то мы подарим вам смарт-браслет «Кардио Плюс». Сумка, косметичка, кошелек и смарт-браслет «Кардио Плюс». Всего за 2999 рублей. Представляем вам набор омолаживающей косметики «Золото скифов» с 24-каратным коллоидным золотом, который уже полюбился тысячам женщин и стал настоящим хитом. В набор входит 4 уходовых средства: тонер, эмульсия, эссенция и крем, которые дополняют и усиливают эффект друг друга. 24-каратное коллоидное золото, никотинамид и гиалуроновая кислота – основные компоненты косметики. Заполняют и разглаживают морщины, борются с пигментацией, обладают лифтинг-эффектом, усиливают микроциркуляцию крови и дарят коже свежий и отдохнувший вид. Звоните и заказывайте набор омолаживающей косметики «Золото скифов» всего за 2999 рублей. И у нас для вас невероятная весенняя акция. Если вы позвоните и сразу сделаете заказ, мы подарим вам стильную сумку «Флоренция», набор омолаживающей косметики и потрясающая сумка «Флоренция» всего за 2999 рублей. Кажемся безразличными, мы пьяны неприлично. Я кусаю защиту твою, и картинка вторична. Наша связь безграничная, мне пиши не публично. Наши мысли всегда идентичны. Здесь моя музыка, здесь мой танцпол. Я прячусь под звуками этого города. Дай мне привкус колы со льдом. Пока мы молоды, я танцую в ритме твоем. И кажется, даже стены все слышат. Вот что будет, когда мы вдвоем. Я буду вести себя. Это пламя между нами так опасно и прекрасно. Я вижу это солнце, где рассветы и закаты. И ты словно моя награда. Взгляни на тебя, я всегда робею. И пусть давно я не пацан, да, и пусть не взрослею. Когда ты танцуешь, я всегда стесняюсь. Хочу тебя всегда и всю ведь знаю. Ты мои грезы, ты мои
моя слабость, ты мое небо, ты мои скалы. Никогда никуда без тебя даже дня, ты же все знаешь. Неприличная вся, и от этого кайфа, без этого маюсь. Давай тут навсегда, песок, вода, ты я, станцуем до утра, и будет так всегда. Это пламя между нами так опасно и прекрасно. Я вижу это солнце, где рассветы и закаты, и ты словно моя награда. Пламя между нами так опасно и прекрасно. Я вижу это солнце, где рассветы и закаты, и ты словно моя награда. Тақсан әрірен елебен әрауынан айлаттың көттесті мен алаңым оғатын ережен аласпатын қуағын салатыла атты басыл жібатын айларым ол құтын қарыстан араңчылар септақ солы ұяңны толағын солы мұстолар еллар айларым ол құтын қарыстан араңчылар септақ солы ұяңны толағын солы мұстолар еллар Жанарбын тапты бұл Олуғын янақта бұл Қарақтың бұл хасимән Кенелері көрігі Мен аласқа тұра бұл Ұжым бұға дына бұл Тобық барықтың түйән Иясіттен
Beri jelas petin ku hagan sanatılar attı basıl debatin ayırın olgutun karıstan arangçılar septak solu ıyangı tolağın solu nostolar yallar ayırın olgutun karıstan arangçılar septak solu ıyangı tolağın solu nostolar yallar Где-то в городе большом, под простуженным зонтом, встретились она и он. Закружил аттракцион, его образ, ее сон. Лишь проснуться с ним вдвоем, он придумал ее взгляд 10 тысяч лет назад. Им слова не нужны, слухи им не страшны. Люди скажут про них одно. Два сумасшедших с экранов сошедших, плевать на время, плевать на мнение. Два сумасшедших с экранов сошедших в одной палате умрут в объятиях. Два сумасшедших, два сумасшедших, два сумасшедших, два сумасшедших. Черный кофе не допит, сумрак дремлет и молчит, и давно погашен свет. Расстояния больше нет, силуэты на стене растворились в тишине, и распахнуто окно, черно-белое кино. Им слова не нужны, слухи им не страшны. Люди скажут про них одно. Два сумасшедших с экранов сошедших, плевать на время, плевать на мнение. Два сумасшедших с экранов сошедших в одной палате умрут в объятиях. Два сумасшедших, два сумасшедших, два сумасшедших, два сумасшедших. Он ее рисовал во всех своих снах. Весь мир для нее, на свой риск и свой страх. Она песня о нем в прозрачном дыму и интимные селфи ему одному. Но город исчез, и исчезли они. Два острых осколка в недрах земли. На память эскизы и звуки о них. О двух сумасшедших, таких неземных. Два сумасшедших, плевать на мнение. Два сумасшедших в одной палате. Два сумасшедших с экранов сошедших, плевать на время, плевать на мнение. Два сумасшедших с экранов сошедших в одной палате умрут в объятиях. Два сумасшедших.
бұтар санарыр мұнчарар яраққан түгенгер кереуірі боламын иелегім әйеқім санатығым аспыты жоллоқтон жоллоқ күндүттен күндү күннери кереуірі боламын иелегім әйеқім кереуірі боламын аттыгар сылжем өрүтүн бу ылыр ырам әйеқім анан артаптыр күндү кийбер атынында боларгын жоллоқ болар догором жоллоқ болар тапталым аттыгар сылжем өрүттүн иелегим әйеқа санатығым аспыты жоллоқтон жоллоқ күннери кереуірі Просто здравствуй, просто как дела? Наверное, так начну при встрече я. А пока смотрю издалека, и слезы не от ветра в глаза. На асфальте домик белым-белым он рисует неумело по дорожкам золотых аллей гоняет голубей. Карусель закружится, отражение вложится, все желания сбудутся, а ты плачь и смотри со стороны. Счастье босиком по ковру перед сном. Плачь и смотри, у него глаза твои. Если бы не ты, мы бы были втроем. Плачь и смотри, плачь и смотри, плачь и смотри, плачь и смотри. Просто здравствуй, просто как дела? Прокручиваю все в голове с нуля. Могло ли что-то быть по-другому? Знаешь, не верю в приметы. Друг другу больше не передадим приветов. И нет ответа от наших избранных номеров. Может, я слишком горд, что не позвонил первым? Был ли в этом толк? Пустая трата нервов. Все летит к чертям вверх. Ночью смотри со стороны. Счастье босиком по
Спасибо, ваш сеанс закончен, и это вам. Сирастан бараңын Былакын банары тоқтопун Куртупун Олтуран дойдугун Тапталак аласкын Астына туохуя көрөргө ылыгын
Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане. Что в нас холода, прямо внутри, это беда. Кажется, что мы города, что в нас вода и столько льда. И так холодно пальцем твоих мыслей касаться. Как опять не влюбляться, в тебя не влюбляться, скажи. Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане. Я в глазах твоих видел снег в океане. Мы чужие с тобой и другими не станем. Так пускай все растает, течет между пальцев, я тебя отпускаю, и не возвращайся. Чувство, будто пар изо рта, воздух летят, маска снята. Мы не досчитали до 100. В этой любви все из-за льда. И так холодно пальцем твоих мыслей касаться. Как опять не влюбляться, в тебя не влюбляться, скажи. Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане. Я в глазах твоих видел снег в океане. Мы чужие с тобой и другими не станем. Так пускай все растает, течет между пальцев, я тебя отпускаю, и не возвращайся. Как будто бы в трещинах, и все, что нами обещано, прежний мир с неба посыпалось хлопьями снежными. Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане. Я в глазах твоих видел снег в океане. Мы чужие с тобой и другими не станем. И пускай все растает, течет между пальцев, я тебя отпускаю, и не возвращайся.
Adım suala, den oyunuala, kallana, buarga, kurmadak, toiga. Künserdik vakta, ıtaksan vakta, sanan gel, falan. Bilem, en duaray. Karatea suara, kötüme kuada, touyar tuara, kiengunar tualka, en toituana, toyugun tuaya, joluna tuama, turunna sualka. Kalın siz umar, ydämmer tuoruam, kutauot, ottom, alaji uro kannatta puollar kahanta puollar sakalı tuomu tutua tuolu karatea suara kötymä kuota touyar tuora kiengunar tualka entoi tuola toyukun tuoja jolunan tuoma turunna suolka. Karatea suora, kötymä kuota, touyar tuora, kiengunar tuolka, entoi tuola, toyukun tuoja, jolunan tuoma, turunna suolka. Karatea suora, kötymä kuota, touyar tuora, kiengunar tuolka, entoi tuola, toyukun tuoja, jolunan tuoma, turunna suolka. Мой первый повод не спать ночами и первое люблю. Осенний город, я в нем нечаянно печаль ловлю. Мне глубоко не важно было, что говорят, хотелось утонуть в драме, и чтобы он нашел и спас. Но среди океана слез всегда был маяк, такой родной голос мамин, набор простых, но нужных фраз. Она говорила, хватит грустить, сегодня не кстати, надень красивое платье цвета молоко. Ты можешь быть счастливой, им будешь обязательно. Главное не утратить в глазах огонь, если немного одиноко. Если немного одиноко тебе, пусть приведет тебя дорога, пусть приведет тебя дорога ко мне. Я так хотела бы.
жизни, вкус кофе на губах. Порой не видно в себе той искры, не солнце в облаках. Я так устала слушать все, что мне говорят. Хожу как будто кругами, и снова все пошло не так. Но среди океана слез огнями горит такой родной голос мамин, спасительный мой маяк. Она говорила, хватит грустить, сегодня не кстати. Надень красивое платье цвета молоко. Ты можешь быть счастливой и будешь обязательно. Главное не утратить в глазах огонь. Если немного одиноко, если немного одиноко тебе, пусть приведет тебя дорога, пусть приведет тебя дорога ко мне. Я так хотела бы. Күтер сүрәгин кәттәһәр Кирән кәлергин Қағыстан Сана бін әтех бін Сүтәрих бін Құттанар бін Сәрәй бәкки Құрутын тоғыр болар мен Аттақ бін Әйгін арғылыр Қарыстыр сылақ бін Қомойыр қорын құтар Sulus tu
Сирердүгер соғытақ сүрақтер Күні батыс баққа енге үңелер Кемері жинақ ейітті кәтті Әрекені күрдік мен сүрақ бір күсту Хайар әсіргемеген кәтті ағын Соғытақ сүрақ күнкелен ерер әрбен Нарын мотивен анылы мәргетемен Бұлым демен әйген Әмемен санадым төбе бір қайтар едім Ән оқар ұмайдым Қайырда кіқ соқтақ сыттары санам соқ Сүрақта бетегер кестемет ейелербін Аридым бәйебін бүтін үйтәйемін Куғаған әйгеттен кәләйен Сылайдым аямыт көстүнү әйген көтәһән Үйме қатерді Кенені уақынан кәли Сыласана телінлері Ән иләгіні бағасаналар біні Үйме қатерді Кенені уақынан кәли Сыласана телінлері Ән иләгіні бағасаналар біні Бұлыттар ұрут қамынан Ұсталара тапталынан Бұттанықта Көмүйім күнәрет Сирін кәмәп бетін Кәтәспәк кәбін Сүрәқта бәрі Қанайры соғыдық ол сүрәғәрі Көстен кәләләр мәтіреттер көліктер Мен тұрдық кәнтілер кәрмеген кәтер Тулабына бұлан отунан Әмемен санатым Төбе бір қайтардым Ән оқар ұмайдым Қайырда кіқ соқтақ Сыттар санам соқ Сүрәқта бетігер кестәмет ейелербін Ұматым бірділән сұлыстары күрітук Әйеқі ол сол жұт болуын Кімді күйін бұл бат соларын Аритын тапталтан Үйме қатерді Кенені уақынан кәли Сыласана телінлері Ән иләгіні бағасаналар біні Үйме қатерді Кенені уақынан кәли Сыласана телінлері Ән иләгіні бағасаналар біні Үйме қатерді Кенені уақынан кәли Сыласана телінлері Ән иләгіні бағасаналар біні Үйме қатерді Кенені уақынан кәли Сыласана телінлері Ән иләгіні бағасаналар біні Bu siri üttüger min soroktorum sol Suak yemek kevis kırassanan Salayar üleles gündeles Kallanga külümürdes gün Vada bologa korsun kotoydu En kotu sir omuga Omuna sok oyulan ayan Ohuarında kolok uhun solunan ulam ılan Satan kubuludon ulu bolon Durun çumul doğarom oğar budon Barçonlar umnulumak üges bolun Kestin ne eder üç çatı Estime ilgin isterler Kim canı hardala yarına Kimi dağalla sırtıktığına Kim siyerda ol yıkıda Kim tümüsüyle ol girakta Düğün eve bir gün eles Gelir gün gününü verek kız Herkes eder sağ tarafı Oh, Hatay'du
Elenles günlere ünlüler, o sergah tünlere kim küler? Ülübey günü kütare kim namno? Arıyar kınatın, ehegin irinmin Callak bolum, dolurum onu odor Erelinen, derinen, denge hol kutuk Can ederingen on kini kulduk Sıkıldırın sura harf olumok Son suralı sonra bitiriste Ergis bit eski betin tutugar Tuzbem, uğrabın sılgın Tutuhan, tuluhun, tula Oloron, omoran, kölbit, körünü doluron Doğattorun, ol min soroktorum Sarbağası var bunun numan Kırgastık, min talı gastık Al kıspın, altı haradas var Al gaspın, adağa gıdımın Tuman iki gersidimizi gelimin Tuman iki gersidimizi gelimin У нас была очень сплоченная команда, было очень много народу, как бы сказать, во всех стилях выступали. Ну, и как бы дух был, дух победителя. Выходя с нами соперничать, ребята из других регионов как бы уже побаивались. Все болели очень дружно друг за друга. Накануне выступления перед первенством и чемпионатом России хочу передать нашим ребятам, чтобы выступили удачно, подготовились удачно. Ждем побед от вас. Будьте победителями на ринге. Всего вам наилучшего, успехов! Много времени проводите на ногах? Сложно выбрать, удобно или красиво. Представляем вам летнюю обувь «Комфорт». Эти кроссовки подойдут и женщинам, и мужчинам. Они имеют широкий размерный ряд от 37 до 45 и универсальный дизайн. Идеальная пара. Удобная, долговечная и недорогая. Невероятное предложение! Цена летней обуви «Комфорт» от 799 рублей. Кроссовки представлены в 5 цветах. Но остерегайтесь подделок. Кроссовки «Комфорт» гибкие и износостойкие. Садятся на любую полноту ноги, не деформируются и сохранят свой внешний вид на долгое время. Верх кроссовок сделан из сверхпрочного износостойкого сетчатого материала. Благодаря своей особой структуре он позволяет ноге свободно дышать. Размерный ряд от 37 до 45.
Звоните и заказывайте свою пару «Комфорт» прямо сейчас по уникальной цене от 799 рублей. Победа в Великой Отечественной войне – важнейшие для нашей страны события. Мы представляем вам памятные подарочные часы «Орден Победы». Уникальность этих часов в том, что на золотом фоне циферблата изображен Орден Победы – высший военный орден. Первый, кто получил его, стал великий полководец Георгий Жуков. Часы кварцевые, выполненные в классическом стиле с точным и долговечным механизмом. Черный, гладкий, гибкий и долговечный ремешок произведен из гипоаллергенного материала и подходит для запястья любого объема. Памятные подарочные часы идеально подойдут вашим близким и знакомым, кто с трепетом относится к великой дате 9 мая. Оригинальные часы из эксклюзивной коллекции всего за 1990 рублей только для вас. А если вы позвоните и сразу сделаете заказ, то мы доставим их вам совершенно бесплатно. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Количество часов ограничено. Устала спина, ноет шея. После трудного дня все тело будто каменное. Мы знаем, что вам нужно. Массажная подушка «Чудо Релакс». Профессиональный массаж шиатсу в любое время и в любом месте. Массажная подушка «Чудо Релакс» – незаменимый компактный мобильный массажер для любой части тела. Массажная подушка «Чудо Релакс» обеспечит полноценный массаж шеи, плеч, поясницы, ступней, икр и бедер, в том числе и проблемных зон. 4 вращающихся ролика в точности повторяют движения профессионального массажиста и воспроизводят такие элементы ручного массажа, как разминание, растирание и надавливание. Звоните скорее и заказывайте массажную подушку «Чудо Релакс». Только сегодня массажная подушка обойдется вам со скидкой по удивительно низкой цене. Всего за 1499 рублей. Торопитесь, предложение строго ограничено. Представляем вашему вниманию роскошную сумку «Римские каникулы» из натуральной кожи по невероятно низкой цене. Всего за 2999 рублей. Она выполнена в стиле пэтчворк и отлично сочетается с любой вашей одеждой и обувью. Сумка из натуральной кожи является обязательным аксессуаром для любой женщины. Сумка «Римские каникулы» уже стала настоящим бестселлером. Дизайн продуман до мелочей. 6 карманов и 3 вместительных отделения для всех ваших вещей. Основные ручки и регулируемый ремень для ношения через плечо. И даже дополнительное отделение для зонта. При заказе сумки «Римские каникулы» вы получаете кошелек и косметичку из натуральной кожи абсолютно бесплатно. Если вы позвоните и сразу сделаете заказ, то мы подарим вам смарт-браслет «Кардио Плюс». Сумка, косметичка, кошелек и смарт-браслет «Кардио Плюс». Всего за 2999 рублей. И может повлечь административную ответственность в соответствии со статьей 527.1 КАП Российской Федерации.
Внимание! Говорит и показывает город Якутск, столица Республики Саха-Якутия. Начинается торжественная церемония открытия чемпионата и первенства России по кикбоксингу в дисциплине К1. Жители Якутии свой край называют землей Олонхо. В древнем эпосе Олонхо богатыри бились с чудовищами и суровой природой, в которой приходилось выживать гордому и сильному народу. Прошли века, и земля Олонхо изменилась. Изменилось все. Но не изменились в Якутии гостеприимный народ и уникальная, нетронутая природа.
Хоть говори на разных мы наречиях, но позови, и прозвучит ответ. Ведь мы едины, мы дружны навечно, и ничего дороже единения нет. Все звонче снег, все ярче солнце, все шире круг друзей. Мы в хороводе дружбы вечной, и руки крепче мы сожмем. Приветствуем участников чемпионата и первенства России по кикбоксингу в дисциплине К1 2021 года в городе Якутске, Алтайский край. Амурская область, Белгородская область, Владимирская область, Волгоградская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кузбасс, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область, Москва, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Пермский край, Приморский край, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Крым, Республика Татарстан, Республика Тыва, Республика Чувашия, Ростовская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Томская область, Тульская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Чеченская республика, Республика Саха-Якутия. Для открытия чемпионата и первенства России по кикбоксингу в дисциплине К1 на сцену приглашаются заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Афанасьевич Борисов, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников, директор по международным связям Всемирной ассоциации кикбоксинга организации Виктория Вадимовна Украинцева, вице-президент Федерации кикбоксинга России, технический делегат соревнований Александр Николаевич Березкин, президент Федерации
кикбоксинга Республики Саха-Якутия Сергей Александрович Ларионов. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергею Васильевичу Местникову. Уважаемые участники и гости, от имени Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата и первенства России по кикбоксингу и от себя лично поздравляю вас с открытием чемпионата и первенства России по кикбоксингу. В 2019 году по инициативе главы республики Айсена Николаева была рассмотрена заявка республики на заседании Президиума Федерации России по кикбоксингу о проведении чемпионата и первенства России здесь, в городе Якутске, Республика Саха-Якутия. И эта заявка была принята положительно. Мы объясняем тем, что республика имеет достаточно серьезные основания для проведения этого чемпионата именно здесь, в городе Якутске. Еще в 1991 году, 30 лет назад, именно воспитанник якутской школы кикбоксинга Александр Иванов, первым из числа спортсменов Советского Союза, завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу. И это событие открыло возможности и победы для многих российских и якутских спортсменов на международных и российских соревнованиях. Кикбоксинг для нашей республики – это популярный вид. И выдающиеся заслуги наших многих спортсменов и по кикбоксингу, и по другим видам спорта открывают возможность для наших юных спортсменов, для подрастающего поколения к занятию физической культурой и спорту и к приобщению к такому виду спорта, как кикбоксинг. Спорт воспитывает в человеке самые лучшие качества. Это целеустремленность, это решительность, волевые качества, это работа в команде. И эти качества помогают человеку, спортсмену, не только в спорте, не только в профессиональной карьере, но и в личной жизни. А для подрастающего поколения это прививает способность добиваться успехов в личной жизни и в спорте. Уважаемые участники и гости, чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе К1 считаю открытым.
Начинаем торжественную церемонию вручения наград Республики Саха-Якутия. Указ главы Республики Саха-Якутия за заслуги в области физической культуры и спорта, вклад в развитие кикбоксинга в республике и многолетний добросовестный труд наградить грамотой главы Республики Саха-Якутия Михайлова Александра Михайловича, заместителя директора якутского филиала акционерного общества «Полиметалл», управляющая компания, первого вице-президента Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия, заслуженного тренера Якутской ССР, мастера спорта СССР международного класса. Наградить знаком отличия гражданская доблесть Березкина Александра Николаевича, вице-президента Общероссийской общественной организации Федерация кикбоксинга России, председателя судейской коллегии России, заслуженного тренера России. Объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия Васильевой Оксане Владимировне, старшему тренеру спортивной сборной команды Республики Саха-Якутия по видам спорта Республиканского центра подготовки спортивного резерва, заслуженного мастера спорта России, четырехкратной чемпионки мира по кикбоксингу. Вручить благодарственное письмо главы Республики Саха-Якутия Васильеву Василию Васильевичу, тренеру спортивной сборной команды Республики Саха-Якутия по кикбоксингу Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, заслуженному мастеру спорта России, мастеру спорта России международного класса, двукратному чемпиону мира по кикбоксингу, глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Поступила поздравительная телеграмма в адрес участников и гостей чемпионата и первенства России по кикбоксингу в дисциплине К1. Уважаемые участники и гости чемпионата и первенства России по кикбоксингу в дисциплине К1, дорогие друзья, рад приветствовать вас на соревнованиях сильнейших кикбоксеров нашей страны, посвященных 30-летию триумфа Александра Иванова на чемпионате мира. В эти дни чемпионат и первенство России собрало около 800 человек, спортсмены, тренеры и судьи. Лучшие бойцы по итогам чемпионата войдут в национальную сборную страны, получат право представлять Россию на мировой арене. Это большое достижение и огромная ответственность. Нашей Федерации кикбоксинга 30 лет. Пройден большой и славный путь. Сегодня Федерация работает, чтобы раскрыть потенциал нашего родного вида спорта, развивать его и реализовывать все возможности. Вместе мы приступаем Министерством спорта России и всеми регионами сможем качественно улучшить ситуацию. У нас есть исторический шанс войти в программу Олимпийских игр, и его нужно использовать. Каждый спортсмен вносит значимый вклад в развитие кикбоксинга в России. Стоит отметить, что этот вид спорта широко развит в Якутии. В 1991 году именно Александр Иванов, первым из спортсменов Советского Союза, выиграл титул чемпиона мира по кикбоксингу и проторил дорогу будущим победам российских спортсменов на международном ринге. Его земляки также вписали свои имена в историю кикбоксинга и добились высоких достижений. Оксана Васильева, Иннокентий Макаров, Василий Васильев. Желаю всем участникам достойного выступления.
Пусть побеждают сильнейшие, а зрителям положительных эмоций и ярких впечатлений. Глава Республики Калмыкия, президент Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков. Слово предоставляется директору по международным связям Всемирной ассоциации кикбоксинга организаций Виктории Вадимовне Украинцевой. Здравствуйте, дорогие участники чемпионата России в дисциплине К1. Хотелось бы отметить, что данный чемпионат для вас будет особенным, потому что те спортсмены, которые станут членами сборной национальной команды России, смогут испытать свою удачу на чемпионате мира, который пройдет в этом году осенью, где вы отберетесь уже представлять нашу сборную команду и нашу страну на всемирных играх, которые состоятся в 2022 году. Я знаю, как каждый из вас уже соскучился по соревнованиям, по чувству победы, по рингу. Поэтому на этой неделе покажите достойные бои, красивые, и уважайте друг друга как в ринге, так и за его пределами. Всем хороших боев. Спасибо. Слово предоставляется заместителю председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егору Афанасьевичу Борисову. Уважаемые друзья, уважаемые участники чемпионата России по кикбоксингу, уважаемые гости, разрешите от себя лично и Совета Федерации поздравить с этим замечательным спортивным праздником в столице нашей республики, в городе Якутске. Атактавуллах, бирдилуллахтарым, сахалы саңарбатам маннык түлгаратта, онан аяқ түгәне хақалы ақтан санан аяқпын барабын. Бүгін республика тамыгар улахан браниктарылдан Россияға 30 сыллағыта кикбоксинга федерация тарылдан бұл саңа көрін тамуаны сыллар хақылыныларығар андайдыға кикбоксин ден көрін бар болан кинелерніңі, көріктегілерніңі кикбоксерда тұстарынан әлбәқ информация келбететтен Россия чаттары олеге сақа чаттары бұл спорт олимпийске оқыда болар ұчаққа үдді асыстан үдді күске келбеті. Онна бастакы көйібітінен бейгі спортқа ұлақан сетейләқ Миржанорны мастер бұд Александр Иванов андайды чемпионатығар кирен кикбоксинга бастан сақалар аттыртан чемпионатын бейгі республикатын ан бастан кикбоксинга атытан тұрар. Ол кәнеттен сақа әрігер, онтан итерақылан Мақсауыл дейін, Күтсүр дейін, оны дадын аттақ спортивный клубтар тәрілін, оны тағанан Россия Федерация тәрілі бітін сөвәстен, бейгіме Федерация тәріғенден сөбілін 1990 жыл бітіті Республика кикбоксинг Федерациятын тәрбеппет, оны 90 жылтым түйдақ үскілінен бар бұппет. Мен бұл федерация 10 жыл ұстатып президентің өлін бей оғылар бұд сақы олаттары андайды тағымығар Европаға, Россияға көйі қанаттанын кәлбеттерін туғылары бұл баққа тәрияқшы бұғынан ұнды бұттан кен тұттамын. Онан бүгін кендер аттары күйіске аттан әден ұлағанны кәрінебен. 1990 жыллаққа Европаға, Лиссабон көраққа Алексей Кышкин, Вася Васильев, Аял Борисов, Европа чемпионларын атын ан бастан ұланлар бейіні олыс өді біттірем. 1995 жыллаққа Киев көраққа андайды 13 чемпионатығар бейі сақа олаттары ағыс бетәл ұланлар. Онтан үш көлкіміз, Ольжа Вася Васильев, онна Вася Павлов, әтенна үш кемедей, дақ күстақ кесеге
kaytalanlar ağız metallometis kıl komisalan çempionları ona ürün komisalanmat triumf oluput. Onda görüp sakatçat yor bu körün naha küske barara bitten. Ol kanettan respublika skolaları gar, respublika oryanlar yarken kademet oğlar jarıktanan gün gün anlatan ki bolsun respublika haydan beyate kangan kelbedinden ol da tuğundan bolla bu bugün çempionat yıldılar. Onun kundu tavarışlar. Bege sakamok, bebet bulur gattan, küres bulcar, körsür, idele komuk buğundan sınananamut. Bege kurduk, beyatin sportivne körünlerin, yugas buğundan icagal butomuk ağayak. Mastar dağıbıt, kapsağay bıt, kılığılar bıt. Onda da tüm körünler bıt barıta, bu manlık sportların körünlerin talarga tirak bolalar. Onun narot buğundan sadar bıtır, narot buğundan tirak bıtır, bu manlık sportivne duğtak. Erellah, küstek, uçatada bulak buna, indikten dağını ulakan haydiga erellah bulak bud. Çonan bugünkü öteye bırağını kahılı bundan, aşağıda dedik istediğini ardali ben. Уважаемые друзья, я сегодня увидел своих коллег того времени. Я свою жизнь посвятил, общественную жизнь посвятил спорту. И не только кикбоксингу, и боксу, и борьбе. И мне приятно увидеть победы наших спортсменов. Печально бывает, когда ты проигрываешь. Но в моей жизни, в моей общественной работе, когда я вел эту ответственность на себя, брал, то было и олимпийские победы, и чемпионатом мира победы по разным видам спорта. Я думаю, и по кикбоксингу это продолжится. Я хотел бы сегодня поблагодарить Марка Ионовича Мельцера, нашего гостя, который нам сначала помогал поддерживать этот вид кикбоксинга. Благодаря ему наши девчата Васильева, Кривошапкина, Иванова и так далее стали большими спортсменами, чемпионами мира, чемпионами Европы, России. То есть Марк Ионович нас всегда поддерживал. Я очень рад, что он тоже сегодня поддержит и приехал. Давайте поблагодарим и поздравим Марка Ионовича с этим прекрасным праздником этого прекрасного человека. Но сегодня что пожелаю? Сегодня пожелаю ярких побед, ярких впечатлений для зрителей и для спортсменов побед. Пусть будет победа для каждого. Прежде всего, дружба. Спасибо. Слово предоставляется техническому делегату соревнований, вице-президенту Федерации кикбоксинга России Александру Николаевичу Березкину. Добрый вечер, уважаемые земляки. Добрый вечер всем любителям вида спорта кикбоксинг. От имени и по поручению Федерации кикбоксинга России, президента Бату Сергеевича Хасикова и почетного президента Вадима Владимировича Украинцева хотелось бы поприветствовать всех на первом чемпионате России по кикбоксингу на дальневосточной земле Республики Саха-Якутия в городе Якутске. Очень приятно, что такое спортивное мероприятие, такой праздник совпал с такими прекрасными датами, как 30 лет назад наш земляк Александр Иванов стал первым чемпионом мира в Советском Союзе. И также 30 лет, как была создана Федерация кикбоксинга России. И с каждым годом, благодаря таким чемпионатам, ярким, зрелищным, наш вид спорта становится более известным и более ярким. И поэтому в 2022 году наш вид спорта будет признан и станет олимпийским видом спорта. Мне вдвойне приятно находиться и спустя 30 лет вернуться на родину, где я родился, в Республику Саха-Якутия, и получить такую почетную награду от правительства Республики Саха-Якутия. Я благодарю весь народ нашей большой страны и, конечно же, родины, где я родился, Саха-Якутия. Успехов всем, побед,
без травм. И будьте чемпионами нашей страны, нашей великой страны России. Спасибо. Слово предоставляется президенту Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия Сергею Александровичу Ларионову. Уважаемые спортсмены, дорогие жители Республики Саха-Якутия, города Якутска, дорогие гости, сегодня знаменательный день в истории нашей республики. Впервые на Дальнем Востоке проводится чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе К1. Это значимое для нас всех спортивное событие, посвященное памяти прославленного кикбоксера нашей республики Александра Иванова, первого чемпиона мира по кикбоксингу СССР. Кроме того, мы торжественно отмечаем 30-летие создания Федерации кикбоксинга России. История становления и развития якутского кикбоксинга – это тяжелый, самоотверженный труд тренеров-спортсменов. У истоков зарождения якутского кикбоксинга стояли легендарные наши личности: Александр Михайлов, Александр Куприянов, Василий Егоров. В 1994 году была создана Федерация кикбоксинга Республики Саха-Якутия, председателем которой был избран один из сторонников боевых единоборств Егор Афанасьевич Борисов. Высокий профессиональный уровень наших тренеров доказан многочисленными яркими победами их воспитанников. Республика по праву может гордиться своими мастерами, такими как Александр Иванов, Петром Иннокентьевым, Василием Павловым, Иннокентием Макаровым, Василием Васильевым, Сергеем Мироновым, Оксаной Васильевой, Марией Кривошапкиной, Лидией Андреевой, Александром Сидоровым и многими другими. Все они по праву вписали свое имя в историю развития кикбоксинга. От всей души благодарю Федерацию кикбоксинга страны в лице почетного президента Вадима Владимировича Украинцева. Особо хочу отметить вице-президента и нашего земляка Александра Николаевича Березкина, который присутствует здесь у нас, благодаря которому наша республика имеет честь быть организатором сегодняшнего праздника для нашей республики и спортсменов. От имени Федерации хочу сказать большое спасибо нашим основным спонсорам, чей вклад в организацию масштабного мероприятия огромен. Это наши ведущие предприятия, такие как Алроса, Полиметалл, Ленское объединенное речное пароходство, Газпром Транстомск, Транснефтегаз, РИК Плюс, Железные дороги Якутии, Арктик Капитал, Северный морской путь. Уважаемые участники чемпионата и первенства, желаю каждому из вас удачи, новых достижений, веру в себя и свои силы, спортивной фортуны. С праздником спортсмены, с праздником, друзья. Спасибо. За многолетний добросовестный труд во благо развития кикбоксинга в Республике Саха-Якутия почетным знаком Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия награждается Борисов Егор Афанасьевич, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, почетный гражданин Республики Саха-Якутия.
Пусть силе вашей прибавится сила священной земли. Пусть ваши начинания осеняет мудрость природы. Множьте благополучие страны и своего народа. Дорогие друзья, на этом торжественная церемония открытия чемпионата России по кикбоксингу в разделе К1 завершается. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой продолжим просмотр наших поединков. Оставайтесь с нами. Представляем вам набор омолаживающей косметики золота скифов с 24-каратным коллоидным золотом, который уже полюбился тысячам женщин и стал настоящим хитом. В набор входит 4 уходовых средства: тонер, эмульсия, эссенция и крем, которые дополняют и усиливают эффект друг друга. 24-каратное коллоидное золото, никотинамид и гиалуроновая кислота – основные компоненты косметики. Заполняют и разглаживают морщины, борются с пигментацией, обладают лифтинг-эффектом, усиливают микроциркуляцию крови и дарят коже свежий и отдохнувший вид. Звоните и заказывайте набор омолаживающей косметики золота скифов всего за 2999 рублей. И у нас для вас невероятная весенняя акция. Если вы позвоните и сразу сделаете заказ, мы подарим вам стильную сумку «Флоренция», набор омолаживающей косметики и потрясающая сумка «Флоренция» всего за 2999 рублей. Устала спина, ноет шея. После трудного дня все тело будто каменное. Мы знаем, что вам нужно. Массажная подушка «Чудо Релакс». Профессиональный массаж шиатсу в любое время и в любом месте. Массажная подушка «Чудо Релакс» – незаменимый компактный мобильный массажер для любой части тела. Массажная подушка «Чудо Релакс» обеспечит полноценный массаж шеи, плеч, поясницы, ступней, икр и бедер, в том числе и проблемных зон. 4 вращающихся ролика в точности повторяют движения профессионального массажиста и воспроизводят такие элементы ручного массажа, как разминание, растирание и надавливание. Звоните скорее и заказывайте массажную подушку «Чудо Релакс». Только сегодня массажная подушка обойдется вам со скидкой по удивительно низкой цене. Всего за 1499 рублей. Торопитесь, предложение строго ограничено.
времени суток, дорогие телезрители, любители спорта, в частности кикбоксинга. Национальная вещательная компания «Саха» продолжает трансляцию первого соревновательного дня чемпионата и первенства России по кикбоксингу в разделе К1. Прямо сейчас мы приступаем к просмотру вечерней программы первого соревновательного дня. И за всем тем, что будет происходить на наших рингах, вместе с вами наблюдать будем мы. Я Власий Сергеев, а также чемпион Советского Союза, России и Азии, бронзовый призер чемпионата мира, первый чемпион России среди профессионалов из якутян Алексей Уваров. Добрый вечер, дорогие любители спорта. Итак, продолжается первый день соревнований чемпионата России в разделе К1 по кикбоксингу. Этот чемпионат проводится впервые в Дальневосточном федеральном округе, что нам дает очень большой импульс в развитии кикбоксинга в нашем регионе и, конечно, в нашей республике. Да, отгремела у нас торжественная церемония открытия чемпионата и первенства, как всегда, вот на якутской земле. Очень тщательно отнеслись к открытию. И я думаю, что гости чемпионата остались очень-очень впечатлены. Также нас хотят впечатлить и бойцы, файтеры, которые выступят прямо сейчас. На ваших телеэкранах Евгений Шурдак из Калининградской области. Ну а его соперник в синем углу ринга — это Роман Макеев, представляющий Томскую область. Все готово для продолжения наших соревнований. Мы начали сегодня в 12 часов дня. И вот после церемонии открытия приступаем к вечерней части нашего состязательного дня. Осталось у нас разыграть, да, путевки в четвертьфинал в весовых категориях до 71 и до 81 килограмма. Ну и на открытии, да, во время открытия тоже было не раз отмечено то, что этот чемпионат и первенство, они посвящены двум знаменательным датам. В первую очередь это, конечно же, 30-летию со дня победы Александра Иванова на чемпионате мира в Лондоне. Тогда, в 1991 году, якутянин стал первым чемпионом мира из Советского Союза. Также эти соревнования, знаменательный старт, он приурочен к 30-летию со дня основания Федерации кикбоксинга России. Вот две такие знаменательные даты, дорогие друзья, так что этот старт очень и очень важен. Ну и, конечно, нужно отметить то, что впервые чемпионат и первенство России по кикбоксингу проходят на территории Дальнего Востока, что, конечно, тоже очень важно, и мы это, собственно, отмечаем. Ну что ж, оставим все это и перейдем к просмотру. Евгений Шурдак в красной форме, против него Роман Макеев. Сразу скажу то, что в оставшихся поединках не будет представителей сборной команды Республики Саха-Якутия. Якутяне все уже выступили. Ну и традиционно, да, у нас, как и полагается, в любых видах единоборств якутяне традиционно представлены в маленьких весах. Ну а мы вот смотрим поединок весовой категории до 71 килограмма. И начали мы этот соревновательный день с просмотра поединка в весовой категории до 54 килограммов. И сейчас мы дошли уже до 71. Ну и, соответственно, чем больше вес, тем сильнее удары, да, тем тяжелые. они акцентированнее. И, конечно, шансов увидеть нокауты, нокдауны значительно больше, учитывая то, что К1 это у нас самый жесткий раздел в кикбоксинге. Тут у нас нет никаких ограничений по силе удара. Работаем в полную силу, и плюс тут разрешены удары коленом. Завершился первый раунд, и сейчас у нас есть прекрасная возможность услышать, о чем будут говорить тренеры и секунданты. И встречаем его колено. Рук начинает и вот руки не подгребается, мало руки. Мало. Что, поправь? Все. Нет, хорошо. Все нормально.
Спортсмен хладнокровный, спокойный, слушает внимательно наставления своих секундантов, тренеров. В красном углу вот также тренер и дает наставления своему подопечному. Ну, в углу Романа Макеева, мне кажется, обстановка спокойнее, да, ну или это может, конечно же, подход, да, тренера. Вот как я видел в углу Евгения Шурдака, там более экспрессивная такая настройка шла. Но это, конечно, зависит и от тренера. Конечно, тут совсем рано еще делать какие-либо даже промежуточные итоги. Позади только первый раунд, впереди еще двухминутки. А за это время может случиться все, что угодно. Инициатива может перейти к тому и другому спортсмену по нескольку раз. Ну так, смотрим. Макеев расположится в центре ринга. С фронт-кика идет вперед. Работа в клинче. А в годы становления и развития кикбоксинга в России, вот мы знаем, Хороший удар прыжки был коленом. раньше были разрешены вот броски. Вот было бы интересно посмотреть, да, если бы сейчас это было разрешено тоже. Работа в клинче, например, пару раз ударил коленом и бросок через бедро, да. Вместо этого вот спортсмены демонстрируют удары коленями в прыжке. Это очень опасный прием, когда идет удар в прыжке. Это весь тело полностью влаживается в этот удар, и это последствия могут быть тяжелыми. Да, очень опасный и зрелищный элемент, прием, который мы сегодня, кстати, в рамках, ну, назовем это утренней, да, в рамках утренней программы видели не раз. И на самом деле, да, вот спортсмены в первый соревновательный день, да, радуют нас и собравшихся зрителей, и вас, дорогие телезрители, вот различными интересными зрелищными приемами. Мы видели и бэкфисты, и удары ногами с разворота. Действительно, арсенал таких вот приемов радует глаз. В этом поединке мы видим темп такой приличный, движения много. Да, сейчас во втором раунде спортсмены очень активно начали уже друг друга без разведки уже идут, чтобы заработать ценные очки. Надо поправить шлем Макееву. Ну и тут звучит гонг. Второй раунд завершился. Ну и давайте послушаем, какие наставления будут давать тренеры. Чуть побыстрее, побыстрее начинай, побыстрее чуть-чуть. Тренер с Калининграда дает ценные указания. Да, призывает он своего подопечного в лице Евгения Шурдака действовать чуть-чуть побыстрее. То есть наставник, в принципе, доволен, да, темпом, но просит работать еще быстрее. Ну вот мы видим в прыжке, да, удар коленом. Чем тебе не зрелище? Очень хороший удар. Продемонстрировал, вот отвечает сильно. Тут же добавляет, да, боковыми правой руки. Ну что ж, и сейчас, я думаю, будет еще более активный раунд, так как этот отрезок у нас заключительный. И очень многое будет зависеть от исхода именно этого раунда. Ну, как часто бывает сейчас, конечно же, оба файтера включат резервы, весь запас энергии и постараются. Вот очень хороший глагол, да, вот использовал Андрей Иванов, Андрей Янович Иванов во время нашей утренней программы. Он сказал то, что побеждает тот, кто больше нашлепал. То есть вот лоу-кики, хай-кики, удары, вот чем больше вот
нашлепал, тем больше очков, да. Вот сейчас, конечно, вот за оставшиеся 1 минуту и 15 секунд задача обоих спортсменов, конечно, тут нашлепать как можно больше. Так, тут Сейчас. надо вернуть Да, шлем. сейчас дадут возможность поправить. Ну и кровотечение у Макеева. Так, и по всей видимости потребуется вмешательство врача, да, чтобы остановить кровотечение. Ну и думаю, зрители, которые вот подключились к нам во время церемонии открытия, думаю, видели прекрасно масштаб, да, этого мероприятия. И я хотел бы еще раз напомнить нашим телезрителям о том, что действительно масштабная церемония открытия, масштабные соревнования. И, конечно же, если речь идет о цифрах, мы не можем не напомнить о том, что участниками данных соревнований являются около 380 спортсменов из порядка 40 регионов страны. Отмечали в ходе пресс-конференции то, что обычно именно вот в разделе К1 так много участников обычно не бывает. Отрадно, что якутские ринги собрали столь большое количество людей. Так, у нас тут отсчитывается нокдаун. 5, 6, 7, 8. Евгений Шурдак хорошую заявку Всё. делает. Ну да, все. Ввиду невозможности рефери принял решение установить новый. И поздравляем мы Евгения с этой победой. Представитель Калининградской области побеждает и выходит в четвертьфинал весовой категории до 71 килограмма. Но тут, да, кровотечение началось-то в 3-м раунде, и действительно этот отрезок лучше провел Евгений Шурдак, если же до этого можно было говорить, что примерно одинаковый, равный поединок идет, то в решающем отрезке сильнее был Евгений. Ну и благодаря друг друга спортсмены. Евгений Шурдак, кстати, является кандидатом в мастера спорта. Что касается вот уступившего Романа Макеева, то у него первый разряд. Здесь можно сказать, да, говорить о том, что Евгений подтвердил тот факт, что у него разряд лучше. Более опытный спортсмен. Да? Подтвердил свой класс. Да. А вот сейчас, да, говорим о том, что вот Евгений Шурдак, да, подтвердил свой класс, а вот сейчас тоже очень интересная ситуация. Сейчас в красном углу ринга выйдет Якуб Берсанукаев из Чеченской Республики. Он является мастером спорта международного класса. И он будет биться с Рустамом Абакаровым, у которого первый разряд. Рустам представляет Республику Дагестан. Но посмотрим, насколько сильно будет бросаться в глаза вот разница, да, в разрядах. Безусловно, мастер спорта международного класса — это, конечно же, о многом говорит такое звание. Но на ваших телеэкранах, вот, собственно, Рустам Абакаров, которому вот с минуты... Нет, сейчас это Якуб Берсанукаев, вот, как раз-таки международник, да? И он будет принимать экзамен у Рустама Абакарова. Чеченская Республика на эти соревнования привезла очень большую команду. 46 спортсменов заявили. Думаю, что все 46... Проблем-то с сдачей веса, думаю, не возникло. Но 46, по крайней мере, заявлено. Вторая по численности команда на этом чемпионате. Больше только у команды хозяев, у Якутии. Заявлено 47 файтеров. Ну, из Дагестана тоже немало бойцов было заявлено. Сейчас я уточню эту информацию. Да, Дагестан заявил 27 файтеров, что, согласитесь, тоже достаточно.
Вот сегодня очень хорошо себя проявили файтеры из Тывы. Они привезли всего 8 спортсменов. И вот по ходу сегодняшнего соревновательного дня они без потерь идут. Ну сколько там? 3 выступило, и 3 спортсмена все одержали победы. Первый день они с уверенностью могут считать успешным. Мы уже отмечали, что в любых соревнованиях, да, вот самое важное, самое сложное бывает именно первый поединок. А там уже главное, ну, как говорится, главное вкатиться. Обязательно, да. Ну вот судья в ринге, мастер спорта международного класса, судья международной категории Сергей Егоров, наш известный боец. Сергей является неоднократным призером чемпионатов Европы, мира, чемпионом России среди профессионалов и один из лучших судей у нас в России, но и постоянно судит на международных соревнованиях. Один из опытных судей. Да, вот мы говорили о том, что 380 спортсменов, да, вот прилетело на эти соревнования, а если посчитать, вот, то есть из каждого региона прилетают не только же спортсмены, это тренерский штат и судьи, которые обслуживают, да, поединки этих соревнований. Если посчитать всех, то тут порядка, на открытии была озвучена цифра порядка 800 человек. Ну, впечатляющие, конечно, цифры. Итак, начинаем. В красном углу ринга Якуб Берсанукаев, мастер спорта международного класса из Чеченской Республики. Его соперник, соответственно, в синей форме Рустам Абакаров, Республика Дагестан. Спортсмен синего угла двигается в тайской манере, без боксерского челнока. Спортсмен Дагестана очень сильный в тайском боксе. Ну вот в кикбоксинге нельзя. Клинч 2 руками за шею, броски не разрешены. K1. Ну, действительно, да, бросается в глаза вот стойка и раскачка вот этого вот Абакарова. Характерная такая, да? Да, характерная. Ну вот на этот чемпионат в первый же день я по приглашению моего друга Георгия Казанашвили мы встретили известного звезду, мировую легенду карате Кекусинкай Лечи Курбанова. И вот как раз здесь участвуют не только представители, но и представители карате, тайского бокса. Вот Лечи Курбанов очень известный, сильный каратист. И вот он привез своих ребят тоже. Его воспитанники участвуют и в кикбоксинге, в тайском боксе, ММА. Вот сейчас мы видим вот тоже спортсмен Дагестана. Очень яркий, как представитель тайского бокса. Да, и по первым минутам, да, можно сказать, то, что Рустам-то здорово выглядит, здорово работает. Это учитывая звание соперника. У нас тут в составе пар в протоколе записано то, что Берсанукаев является мастером спорта международного класса. Еще раз отметим. Ну, по всей видимости, для Рустама Абакарова никаких авторитетов не существует. Очень смело. Обычно ему терять нечего, поэтому приходится только вперед, только вперед. Когда перед тобой более опытный спортсмен. Вот. Ну, а спортсмен красного угла уверенно вторым номером отработал первый раунд. Красного угла отдыхает мастер спорта международного класса Берсанукаев Якуб, Чеченская Республика.
да, сон больше он туда, я бог, ну, не еще что он туда. Нижний тяжкий. Ну что ж, послушали мы тренеров и секундантов, и сейчас приступим мы к просмотру второго раунда. Действительно, первый раунд очень хорошо провел Рустам Абакаров, но и тут, конечно, вопрос и можно ставить несколько иначе, да, то, что вот действительно Берсанукаев не решил вот действовать очень открыто, вот, да, мы видим, что он вновь уступает, да, центр ринга Абакарову и работает вторым номером. Но они там еще успевают перекинуться, да, фразы. Здорово. Ну, очень раскованно себя чувствует спортсмен из Чеченской Республики. А спортсмен синего угла хочет активизироваться. Ну, это правильно, тактика. Иначе... Хорошо тут встретил боковым правой. Даже показалось, что сейчас будет отсчитывать нокдаун, но нет. Хороший такой обмен пошел. Вот. Спортсмен из Дагестана идет вперед. Приезжал к углу ринга. Тут же Берсанукаев выходит из этого угла. Немножко поработали в клинче. Вот замечание дал за технику тайского бокса, за клинч. И последние секунды второго раунда. Ну вот, Абакаров раз за разом вот, пару лоу-киков бросил, сразу добавляет руками. Удивляет тактика вот, бойца с красного угла. Очень как-то для мастера спорта международного класса не так скромновато, да? Уверенно, да, почему-то так слишком спокойно дает активизироваться своему сопернику. Ну, сейчас в третьем раунде, надеюсь, он начнет активизироваться. Ну, Рустам Абакаров, конечно, этим только пользуется, да, он, как мы поняли, очень любит работать вот в агрессивной манере, постоянно наступает, идет вперед. И вот без всякого чувства страха идет вперед, вот обрушивает вот эти вот лоу-кики, добавляет руками. Так, третий раунд. Ну вот с красным углом начал уже, сам первый начал. В третьем раунде, да, по всей видимости, Берсанукаев будет теперь активнее работать. Вот, с фронт-кика заходит. Он понял, что вот слишком дал волю многое позволил, да, сделать своему сопернику. Но мне кажется, и Абакаров не будет там отходить, убегать. Нет, конечно, Абакаров тоже будет работать. Так. За задержку. Снятие балла. И самый приятный момент, да, учитывая, что это третий раунд. По внутренней части бедра хорошо сейчас пробил Берсанукаев.
Ну, Рустам Абакаров, вот то, что записано у него первый разряд, это касается только кикбоксинга. По всей видимости, вот в тайском боксе, я уверен, что у него такой приличный послужной список. Он и умело делает подсечки, несколько раз сделал, пытался делать подсечки. Вот Берсенукаев вновь отдал центр ринга своему сопернику. А Бакаров, конечно, очень, продолжает идти вперед. Да, синий спортсмен от синего угла вот, очень активно идет вперед. И последние секунды этого поединка. Ну тут тебе лоу-кик и мне лоу-кик. Обмен. И на этом завершается поединок. И давайте дождемся оглашения решения судейской коллегии. Будет очень интересно узнать все-таки итог этого поединка. Ну, во всяком случае, прошел очень интересный бой. Да, вот спортсмен из Дагестана очень. В данном бою единогласное решение судейской бригады победу одержал спортсмен из синего Абакаров. Рустам Абакаров. Вот. Дорогие друзья. Молодец, с первого раунда он заслуженно одержал победу. И таким образом Рустам Абакаров из Республики Дагестана. У Рустама первый разряд, он выиграл у Берсенукаева, являющегося мастером спорта международного класса. Ну, конечно, активнее выглядел Рустам Абакаров. Я не знаю, может, как-то не сыграл геймплан Берсенукаева. Он вот хотел работать вторым тайский номером. бокс, вот, Да, да, вот. у него эмблема Дагестана, Казиев, Джейм. Изображение вот этого, да? С Хонконгом, головной убор налетает. Показал, продемонстрировал свой клуб. Рустам Абакаров в хорошем настроении ушел готовиться к четвертьфиналу. Вот, Джейм. Ну вот, перед вашим экраном спортсмены из Дальневосточного федерального округа, наши земляки. Елен Андрей, кандидат в мастера спорта. Вот. Это спортсмены из Благовещенска, спортивный клуб «Машина». Очень известные у нас на Дальнем Востоке, в России. Одни из сильнейших в тайском боксе. Они регулярно участвуют на наших чемпионатах Дальневосточного федерального округа. Память Александра Иванова к нам приезжает в город Якутск и всегда успешно выступает. Частый гость, да? Частый якутской гость, земли. Да. Ну и мы постоянно друг друга держим связь. Андрей Елен на ваших телеэкранах и его соперник в синем углу ринга. Вот он сейчас как раз выходит на ринг. Это у нас Амуруддин Сайдулаев. Представляет он Чеченскую республику. Еще один представитель команды Чечни. Весовая категория 71 килограмм. Первый раунд. Очень интересный бой будем сейчас смотреть. Андрей Елен является кандидатом в мастера спорта. Что касается Амуруддина Сайдулаева, то он мастер спорта. Итак, начинается поединок. И видим сразу резво. Место в карьер. Пошли оба файтера. Так, Сайдулаев нанес удар в область, в паховую область. Так, ну, обмен любезностями, так сказать, да? О, левый боковой хорошо прошел. Ну, мы Елена Андрея знаем, он постоянно здесь у нас успешно выступал.
был победителем, также призером с Денисом Андреевым вот на этом чемпионате Дальневосточного федерального округа в нашем финале очень такой зрелищный бой продемонстрировал. Он спортсмен агрессивного плана, идет вперед. И здесь же начал вот тоже. Сейчас борьба за центр ринга. Да, вот, кстати, действительно, оба спортсмена, видимо, нацелены именно на атакующие действия, да? Да. И уже вот Елин центр ринга занял, диктует уже. Набирает по-тихому очки. Хорошо по корпусу пробил. Да, прошел удар. Серию выбрасывает Сайдулаев. Но все удары приходятся по защите Елена. Завершается первый раунд. Ну что ж, прекрасное зрелище нам подарили спортсмены. Давайте послушаем тренеров. Вот секундант красного угла дал хорошие советы. Тренер нашего Елена Андрея, это Михаил Еремеев, тоже известный наш дальневосточный спортсмен, наш тоже хороший знакомый. В тайском боксе вот он очень хорошо, успешно сам выступал. Сейчас тренирует. И вот они, K1, очень успешно выступают. Представляет спортивный клуб «Машина» Благовещенский. Да, напомню, что Андрей Елин у нас представляет Амурскую область. Частый гость соревнований, которые проводятся на территории нашей республики. И я думаю, кикбоксеры, да, вот люди, наблюдающие за кикбоксингом, я думаю, сейчас, конечно же, отдают предпочтение свое Андрею Елину. Ну, Елин в начале второго раунда тоже занимает центр ринга. Ну и Сайдулаев, мы, как помним, да, тоже такой агрессивный, нацеленный на атакующие действия файтер. Это прекрасно видно. Вот поэтому вот, сегодня еще, кажется, не было такого, чтобы вот именно два настолько схожих, да, стиля сошлись в одном поединке. Оба очень агрессивно работают, что, безусловно, да, потому что добавляет интерес. Соперники, каждый хочет победить, и никто не хочет отступать, идут вперед. Но все равно вот Елин имеет преимущество, диктует, первым номером работает. Вот Сайдулаев, в свою очередь, при возможности выбрасывает такие серии. Но посмотрите, серия-то Елена тоже проходит. Вот обмен сериями. Не ударами, а именно сериями. Да, вот корпус. Прошел удар рукой. Дважды хорошо достал Елен своего соперника сейчас. Завершается второй раунд, и в таком же ключе, да, прошел второй отрезок, тоже очень интересно, и при, кажется, вот небольшом таком преимуществе Елена. Да. В синем дурине готовится к продолжению поединка Амурудин Сайдулаев, Чеченская республика. В 2001 году является мастером спорта России, обладатель Кубка мира, призер чемпионата России 2020 года. Вот Михаил Ильев настраивает своего спортсмена.
Конечно, сейчас вот удар коленом чуть мимо прошел. И у обоих, да, вот файтеров такие, ну, работают они длинными сериями. Эти серии не из 3 ударов, да, там, вот, видим, целый град сыпется, что у одного, что у другого. Итак, 3-й раунд. Заключительный раунд, от которого будет зависеть очень и очень многое. Смотрите, как начинает сразу. Удар прошел. От серии руками лоу-кик сразу добавляет Сайдулаев. Тут Елин тоже хорошо достигает. 2 раза левый прямой пропустил спортсмен из синего угла. Очень активно работают оба файтера. Подключает колено Сайдулаев. Нужно поправить экипировку. Мощная серия. Вот все равно пропускает левый прямой. Ну, в общем, в этом поединке такой приличный обмен, да, устраивают файтеры. Но, тем не менее, спортсмен из Амурской области перебивает спортсмена своего оппонента, набирает очки, идет вперед. Хорошо правым боковым сейчас достал Сайдулаев. Посмотрим, чем ответит Елин. Пару ударов по защите, по корпусу и лоу-кик в исполнении Елина. Последние секунды. Хорошо сейчас попадает. И лоу-кик еще и еще. Правый боковой долетает. И на этом завершается поединок. Хороший бой продемонстрировал Елин Андрей. Наш земляк, можно сказать, из Дальневосточного федерального округа города Благовещенск. Очень уверенно провел свой поединок. Единогласным решением судей Андрей Елин одержит свою первую победу. Очень обрадовался. И, конечно, выходит в следующий круг соревнований. Рефери судья международной категории Рашид Махмадов, Кабардино-Балкарская республика. Принимает поздравления. Ну, нет, если быть вернее, он благодарит, да, поблагодарил своего соперника, тренера соперника, рефери. И сейчас Андрей Елин с чувством выполненного долга отправится отдыхать. Морально готовится к четвертьфиналу. Конечно, когда одерживаешь первую победу, это уже дает дух, надежду на следующий. И это от хорошего настроя на бой зависит. Конечно, надо все отдать для победы, для первой. Первый бой, он всегда важен. Ну, настоящую перестрелку, да, устроили оба очень файтера. Очень интересный поединок прошел. И вот этой вот перестрелки Андрей Елин, получается, перебил своего соперника. Он его встречает, отвечает. Ну и по выражению лица, да, Андрея можно понять, что он был уверен, что победа будет
присуждена именно ему. Друзья, мы переходим к весовой категории до 81 килограмма, чьи поединки у нас сегодня завершают программу первого соревновательного дня. Итак, самый тяжелый вес сегодняшнего дня в красном углу ринга Данил Карпенко, мастер спорта международного класса из Волгоградской области. Его соперник в синем углу ринга Ильин Илья, мастер спорта из Челябинской области. Судья! 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 Первый раунд! Дай! Файт! Итак, стартовал поединок. Смотрим на сегодняшний день. Ну, в рамках сегодняшнего дня это у нас бойцы самой тяжелой весовой категории. Карпенко занял центр ринга, и мы видим, как Ильин, тоже работая вторым номером, может хорошо доводить свои удары до цели. Немножко вязко сейчас проходит, конечно, поединок. Рефери дает команду брейк. Мы видим то, что спортсмены примерно вот одинакового роста, да и телосложения, да. Вот интересно, у кого какой стиль и какая манера ведения поединка. Сейчас мы все это, конечно, по ходу боя увидим. Но тут в этом весе, конечно же, удар еще тяжелее, Да, еще уже акцентирование. 81 килограмм, это уже серьезный вес. Тут каждый удар может оказаться Решающим, да? решающим, да. Тут уже надо внимательно и судьям, и спортсменам. Все может оказаться коротким. Окончится в любом раунде. Звучит гонг, и спортсмен отправляется по углам. И у нас сейчас есть возможность послушать, о чем будут говорить тренеры. Является мастером спорта международного класса, финалистом чемпионата мира среди К1, двукратным чемпионом России. Принимайте под руководством заслуженного тренера России Дмитрия Соломина. Спокойная обстановка как в красном, так и в синем углу. Разумеется, позади первый раунд. Дебютанты за ринг. Пускай на середину. Второй раунд. Итак, второй раунд. Поехали. Брейк! Стоп! Брейк, шаг назад, выполняем опас. Брейк! Брейк! Это один из самых таких вязких, да, поединков нашей вечерней программы. В рамках вечернего уж точно. Да, бои агрессивного плана спортсмены друг друга перебивают на сериях ударов, связки. Стоп, стоп! Файт! Секунданты красного угла. Ну, видим то, что Ильин так прилично вкладывается вот в свои серии из 2-3 ударов.
спортсмен с красного угла, мастер спорта международного класса, более титулованный, чем спортсмен синего угла. Файт работает. Брейк! Брейк! Прозвучала команда брейк. Ну вот Ильин вкладываться-то вкладывается удар, но мало вкладываться, надо попадать. Так, закончился второй раунд. В синем углу готовится к продолжению встречи Илья Ильин, мастер спорта России, Челябинская область. Его команда является призером чемпионата России в разделе лоу-кик. Призер первенства России среди юниоров. Принимается по руководству Игоря Курбата. Синий угол Илья Ильин, Челябинская область. Ну и видели, да, то, что в углу Данила Карпенко стоит тишина. Очень спокойно выглядел боец с красного угла, мастер спорта международного класса. У нас 7 поединков осталось в рамках сегодняшнего соревновательного дня, если не считать этот бой. Ну а в этом поединке у нас начинается заключительный третий раунд. Да, сейчас это решающий раунд. Идет очень обоюдный, обоюдным обменом ударами, руками, ногами. Стоп, стоп! Стоп, тайм. Вот судья дал замечание. Вот. Внимание! Бойцу синего угла официальное. Держи. За то, что вот держит. Бай! Половина первого раунда, половину заключительного раунда файтеры уже провели. Ну, у Карпенко все в порядке с защитой. Да, очень упорный бой идет. Никто не хочет уступать. И последние секунды. Стоп! Бой! Итак, кто же победит? Сейчас мы узнаем. И хотелось бы сразу отметить, да, может быть, кто-то из наших телезрителей ждет выхода представителей сборной команды Якутии. Я вынужден их расстроить, то в оставшихся вот 7 поединках, да, у нас представителей Якутии нет. Итак, победу одержал у нас Данил Карпенко, мастер спорта международного класса из Волгоградской области. Поздравляем мы его с выходом в четвертьфинал турнира. Да, вот сегодня все представители сборной команды Якутии уже выступили. Они были представлены в весах до 54 килограммов, до 57.
данной встречи судья международной категории Ну и Рашид Акбаров. вот в рамках вечерней программы мы сначала посмотрели поединки в весе до 71, и сейчас вот смотрим поединки категории до 81 килограмма. И как бывает, да, как обычно бывает, наши якутяне, они представлены преимущественно вот в маленьких весовых категориях. В весе до 81 у нас якутян не заявлено. Повторы минувшего поединка. Хороший бэкфист мы видели. Заключение этой нарезки. Ну и мы идем далее. На ваших телеэкранах Алексей Фогель из Алтайского края. Является он кандидатом в мастера спорта. И его соперник Амир Альборов из Москвы. Он является мастером спорта. Алексей Фогель, кандидат в мастера спорта, Алтайский край. Синий угол Амир Альборов, мастер спорта, Москва. Очень интересная фамилия у представителя Алтайского края. Фогель, по всей видимости, вот немецкого, австрийского происхождения, да? Фогель. Алексей Фогель, Алтайский край, и Амир Альборов, Москва. Хорошо так приложился по внутренней части бедра Альборов. Показал фронт-кик, лоу-кики в корпус. Потихонечку набирает очки Альборов. Чего пока что не скажешь о Фогеле. В спокойном темпе у нас начинается этот поединок. Более спокойный, да, чем предыдущий. Да. Вот Альборов раз за разом вот выжидающая такая тактика наблюдается с обеих сторон. А Альборов не просто выжидает, он и при возможности вот прописывает лоу-кики, тем самым набирая потихонечку очки. Вот опять сначала по внутренней, по внешней, потом еще раз по внутренней части работает Альборов. В первом раунде, безусловно, файтеры синего угла ринга набрал очков больше. Вообще вот 81 килограмм собрались очень много участников. Завершается первый раунд. Почти 20 человек весит у них. 81 килограмм. Подмена на середину, секундантный зарез. Второй. Тайм, файт! Ну что ж, начинается второй раунд. Я хотел бы поблагодарить Алексея Уварова за то, что выступил он в качестве эксперта, сокомментатора, чемпион Советского Союза, России и Азии, бронзовый призер чемпионата мира Алексей Уваров поделился своим богатым опытом, своим видением
Ну и сейчас, конечно, вообще у всех людей, да, которые связаны с якутским кикбоксингом, конечно, у всех очень много мероприятий. Ведь у нас это не просто вот соревнования, да, всероссийского масштаба, это действительно масштабный такой настоящий спортивный форум. Ну что ж, давайте смотреть второй раунд. Ну, тут Фогель активизировался. Надо ему работать, потому что в первом раунде Альборов действительно перебил. Очень осторожно оба спортсмена начали поединок. И если же Фогель просто искал возможности для проведения своей атаки, то вот, как мы видим, в принципе, то, что происходит сейчас. Альборов занял центр ринга и не просто выжидает, а вот при первой же возможности хорошо так пробивает во внутреннюю область бедра, внешней. Ну и руками тоже может достать. Вот как сейчас, правой, боковой. Ну, как мне показалось, достиг цели. Последние секунды второго раунда. Вот Фогель попытался, да, вот лоу-кик бросить, но не акцентированным таким получился. Попытка ударить в корпус, и на этом завершается второй раунд. Давайте послушаем тренера. Мастер спорта России, является победителем первенства России, первенства Европы, финалистом первенства мира, финалист чемпионата России в разделе К1. Тренируется под руководством Бадова и Саралидзе. Когда он делал убьет, ты его заряжаешь. Прям на первом ударе должен быть. И когда попадаешь, нормально. Ну и нарезка от действий файтеров в минувшем раунде. Вот видим то, что как Альборов перебивает, да, иначе не назовешь своего соперника. Больше попадает он. Ну, как-то спокойнее выглядит Альборов, да и звание-то у него посерьезнее будет. Амир Альборов, представитель столичной команды, является мастером спорта, но в свою очередь Алексей Фогель имеет звание кандидата в мастера спорта. Стоп! Дай! Нейтральный спортсмен сюда. Удержание противника. Официальное предупреждение. За задержку у Фогеля снимают балл. Сюда, на середину. Файт! Теперь ему надо будет проводить этот остаток времени уже, с учетом снятия этого балла, работать еще активнее. Но другое дело, позволит ли Альборов что-нибудь вот сделать в конце поединка, так как Альборов до этого момента все прекрасно контролировал, и должно случиться, наверное, что-то такое из ряда вон выходящего. Но помним, что это тяжелая весовая категория. Вот как раз об этом я сказал. И каждый удар тут может стать решающим. Но хотел я сказать это по отношению к Фогелю. Но Альборов Врач сюда. хорошо так вложился Альборов. И первый такой нокаут, настоящий нокаут, который мы увидели в рамках первого соревновательного дня. Но тут, да, видим глубокий нокаут. Алексей Фогель все еще не пришел в чувство. Нужно привести его в чувство. Ну и Амир Альборов более чем убедительную победу одержал представитель команды сборной Москвы. И ух, да. Давайте поддержим нашего Очень сложный, трудный, тяжелый удар.
Победу техническим нокаутом одержал Амир Альбуров, Москва. В ринг приглашается 27-я пара Абдул-Азиз Юсупов, Чеченская республика, Сергей Новиков, Приморский край. Весовая категория до 81 килограммов. Смена боковых судей. Ну, еще раз мы отмечаем, да, вот хороший поединок в исполнении Амира Альборова. И, конечно, у нас это первый такой нокаут в рамках сегодняшнего соревновательного дня. Но мы идем далее, и я хочу представить вам моего очередного сокомментатора, эксперта. Это у нас с нами будет работать Александр Попов, первый исполнительный директор Федерации кикбоксинга Якутии, человек, который стоял у истоков создания Федерации кикбоксинга нашей республики. Как я помню, у нас федерация открылась в 1994 году. И официально, да. 94 а до этого работала в качестве ассоциации. Да, ну, до этого неофициально, 93 года начал работать. И как бы официально начал работать с 1994 года. Ну и вот в 94-м, получается, у нас это новая волна развития кикбоксинга, потому что одно дело, когда вот неофициально все, да, вот организовывается, потому что финансирование и так далее, друзья, вы, я думаю, все прекрасно понимаете, и действительно, вот сейчас мы будем работать с Александром Поповым, человеком, который внес неоценимый вклад в развитие этого вида спорта в нашей республике. Ну и представим вам спортсменов, которые сейчас выйдут на ринг. У нас сейчас в красном углу ринга выходит Абдул-Азиз Юсупов, мастер спорта из Чеченской республики. И ему будет противостоять из синего угла ринга Сергей Новиков, кандидат в мастера спорта из Приморского края. Еще один представитель сборной команды Чеченской республики. Как мы уже не раз говорили, сборная Чечни привезла такой впечатляющий состав, состоящий из 46 спортсменов. Это вторая по численности команда на этом чемпионате. Больше только у сборной команды Якутии. Да. Делегация очень большая из Чечни. Но очень я хотел бы еще раз поздравить всех с чемпионатом России по кикбоксингу. Это была наша мечта. Очень отрадно, что очень много участников. Я как-то очень после чемпионата Европы 1994 года мы ездили в Португалию, там Василий Васильев, Аял Борисов, Алексей Кычкин стали чемпионами Европы, Уюстхан Байрахов стал вице-чемпионом Европы. После этого мы здесь провели КСЯГУ, матчевую встречу сборной России. Якутии, да? Да, и Республика Саха-Якутия. Но большим преимуществом наша команда выиграла. Очень было отрадно. И вот сегодня я встретил спустя очень долгих лет первого президента России Романова Юрия Николаевича. Очень волнованная встреча была. И у нас сегодня в гостях Мартин Ильсер, человек, который очень много сделал для развития кикбоксинга не только в России, он является первым тренером России по
кикбоксингу. И благодаря ему наши многие спортсмены достигли очень большие достижения. Вот наши девчата, 3 санитарных девушек. Это Оксана Васильевна, которая сейчас вот с ним общается, сидят, разговаривают. Лидия Андреева. Лидия Андреева, Мария Кривошапкина, она должна вот на днях к нам присоединиться, уже прилетит. Ну, очень отрадно, что организация чемпионата очень на высоком уровне. Все так говорят. Вот, много спортсменов, я слышал это слово. Так, ну, наша республика умеет провести чемпионат России по борьбе по боксу. Сегодня первый день. Многие наши ребята, которые выступали в те время, сейчас находятся здесь. Многие работают тренером. Вот. На ринге на первой паре работал в качестве рефери мастер спорта международного класса Сергей Егоров. Очень известный спортсмен, очень уважаемый, очень такой общительный, талантливый парень. Прибыл из Владивостока к нам на родину помогать на содействие. Очень большую работу провел Федерация кикбоксинга. Это хотел бы выразить благодарность полному составу новой нашей федерации, начиная с президента до исполнительного директора. Очень большую работу сделал ветеран спорта, мастер спорта международного класса Григорьев Александр Яковлевич. Мы очень благодарны нашему другу, журналисту Куротову Вячеславу Петровичу, который написал, помогал написать нам книгу. Ну, подходит к завершению тем временем второй раунд данного поединка. Меньше минуты осталось боксировать в этом раунде. Видим, Новиков занял центр ринга, подключает колено. Тут же добавляет лоу-кик. И тут видим, как Юсупов хорошо по внешней стороне голени хорошо пробил. Меньше 15 секунд остается. Попытка пробить с разворота не получилась, и завершается второй раунд, дорогие друзья. И, конечно, много решится в заключительном раунде. Давайте послушаем тренеров. Капу не вытаскиваем во время боя. Ну что ж, сейчас начнется третий раунд, который, конечно, многое решит. Абдулазиз Юсупов, представитель сборной Чеченской Республики, мастер спорта, продолжает свой поединок против Сергея Новикова из Приморского края. Итак, третий раунд. Поехали.
Да, сейчас будет. Новиков смотрится более активным. Он подключает руки-ноги. Коленом тоже работает, и вот в третий этаж тоже целится, и мидл-кик у него вот уже 2 раза хорошо прошел в этом раунде. Да, может, да, показаться, что как-то под конец поединка Юсупов подсел. Вот Новиков, наоборот, кажется, использует всю оставшуюся энергию для того, чтобы как можно активнее, продуктивнее провести третий раунд. Ну, усталость, конечно, на его лице тоже мы видим, да, на лице Новикова. У Новикова удары ногами, руками доходит до соперника более жестко. Бэкфист приходится в защиту. Вот это прошел. Так, ну Юсупов тут подумал, что, видимо, бой закончился, да? Но нет еще. Есть порядка 5 секунд. Да. Видим, как они оба файтера выложились. Завершается поединок, и сейчас мы услышим и увидим решение судей. Мы видим, как Сергей Новиков тоже тяжело дышит. Да, он до конца выложился, мне кажется, и наверное, выиграл боец. Абдулазиз Юсупов объявляется победителем, причем это решение единогласное. И очередной представитель Республики Чечня выходит в следующий круг наших соревнований. Но стоит отдать должное Абдулазизу. Хороший поединок он провел. Хотя под конец вот, могло показаться, да, то, что он как-то подсел, растерял вот нить поединка. Но мне кажется, вот на лице, да, Абдулазиза тоже наблюдается недовольство. Он сам, кажется, остался недовольным поединком. Ну, конечно, Сергей Новиков доставил ему проблемы, это вот точно. Ну и не забываем, что это первые поединки для спортсменов, да, после года пандемии. Ну, может, и были турниры, но такие масштабные, значимые турниры, конечно, проходят для них впервые. Итак, идем далее. Весовая категория до 81 килограмма, 1/8 финала. Кирилл Кругляков из красного угла выйдет на ринг. Кирилл представляет Калининградскую область. Является он кандидатом в мастера спорта. Видим, как он готовится, настраивается на данный поединок. Ну, а его соперник уже на ринге. Тимофей Микшенко из Сахалинской области. Но тут встречаются два кандидата в мастера спорта. Готовится 29-я пара. Калининградская область против Сахалинской области. 28-й по счету поединок первого соревновательного дня чемпионата России по кикбоксингу. Кандидат в мастера спорта
Завтра мы будем работать примерно по такому же расписанию, дорогие друзья, разве что начнем в 11 утра, а не в 12, как сегодня. Да, так и есть, в 11 мы начнем, и до вечера будем в прямом эфире показывать для вас, дорогие друзья, поединки чемпионата России в разделе К1. В самом жестком разделе кикбоксинга. Итак, давайте смотреть. Кирилл Кругляков в красной форме, соответственно, в синей форме Микшенко Тимофей из Сахалинской области. Весовая категория 81. Это очень такая категория, что здесь удары, пропустить удар очень опасно. Во-первых, удары очень и по лоу-кике, например, очень. Ну, я думаю, сейчас все прекрасно помнят, да, нокаут в исполнении Амира Альборова. Первый и пока единственный нокаут в рамках первого соревновательного дня. Глубочайший такой нокаут он отправил Алексея Фогеля из Алтайского края. Ну да, действительно, это серьезный вес, серьезная весовая категория. Крупные ребята, и тут, конечно, любой удар может предрешить исход поединка. Что касается званий, ну да, оба спортсмена являются кандидатами в мастера спорта. Кругляков зажимает соперника канатом. Необходимо поправить фото. Все. Проблема с экипировкой решена, и продолжается поединок, но не успели, да, возобновить. Тут сразу звучит гонки. Первый раунд у нас завершается. И сейчас у нас будет возможность послушать тренеров. Ну и давайте посмотрим повторы минувшего раунда. Тут хорошо видим, правый дотянулся Кирилл Кругляков. Ну, в первом раунде можно, наверное, большое предпочтение отдать Кириллу Круглякову, который смотрелся действительно активнее. Сейчас он также начинает этот раунд активнее и точнее. Мидл кик, колено подключает. Звучит команда брейк. Лоу-кики. Сразу удар правой рукой. Приходится, правда, по защите, но вот мидл-кики у Круглякова проходят. Теперь и правой ногой довел до цели. И хорошо, вот, хорошо серии выбрасывает. Подключает и ноги, и руки. С дистанции работает. Да, намного чаще вот доводит до цели свои удары Кругляков. Он, да и работает активнее.
все логично и просто, да? Работаешь активнее, следовательно, доводишь чаще до цели свои удары. Ну, киками обрабатывают как наружную, так и внутреннюю части. И стойки Ну, меняет то в правую, то в левую сторону. Запутывает соперника. Последние секунды второго раунда. Ну и во втором раунде тоже вариативнее и интереснее смотрелся Кирилл Кругляков. Послушаем тренеров. После башки, после перчатки постучался, ручки подняты, все, И тренер Кирилла Круглякова призывает своего подопечного активнее переключаться, да, со второго этажа на третий, либо наоборот показать, ну, даже не показать, обозначить, а бить по голове, открывается корпус, сразу переходить на корпус и в обратном порядке тоже также работать. Последний раунд. Дай. Итак, заключительный раунд, дорогие друзья, поехали. Кирилл Кругляков, Калининградской области, и Тимофей Микшенко из Сахалинской области. Кругляков начал с первого же секунды работать первым номером. Тайм. Файт. Он почувствовал свои преимущества перед соперником и начинает работать. Вот раз за разом такие длительные серии выбрасывает Кругляков. И немало ударов, да, доходит до цели. Ну и периодически он это чередует с одиночными мощными лоу-киками. Меньше минуты остается боксировать. И даже когда боксер работает по защите, это тоже бесследно не проходит. Все равно в какой-то степени это Файт работает. наносит потрясение, да, все равно определенным образом вредит сопернику. Ну и меньше 15 секунд Кругляков продолжает работать в том же темпе. И завершает этот поединок Кругляков таким бэкфистом, который приходится по защите соперника. Итак, дождемся оглашения решения судей. Я думаю, тут сюрпризов не будет. Ну, здесь, думаете, единогласным решением судей преимущество стороны спортсмена из красного угла. Так и есть. Кирилл Кругляков, кандидат в мастера спорта из Калининградской области, объявлен победителем этого поединка. Действительно, он смотрелся предпочтительнее. Продемонстрировал он более разнообразный такой бокс. И быстро я работал руками, ногами. Ну, последнее, каждым годом
правила маленько меняются. Раньше, например, удары разворотом не разрешали, зато были броски. Наши ребята очень хорошо это использовали. Были посечки. А сейчас зато коленные работать не разрешали. Сейчас как-то изменился. Это уже сколько лет прошло? Около 25 лет прошло. И каждым годом меняется. Ну да, действительно, К1 это самый жесткий раздел кикбоксинга. У нас тут нет никаких ограничений по силе удара и колени. Итак, в красном углу ринга Максим Сульгин из Новосибирской области. Его соперник в синем углу ринга Хасан Халиев. Представляет он Чеченскую Республику. В синем углу ринга заслуженный мастер спорта Хасан Халиев. Чеченская Республика. Вот представитель Новосибирской области является кандидатом в мастера спорта. Что касается Хасана Халиева в синем углу ринга, то он является заслуженным мастером спорта. Первый раунд, тайм. Начинается поединок. И сразу выбрасывает хай-кик Максим. Еще раз проверяет в эту же область. Обмен такой жесткий на лоу-кик. Такой же резвый и смачный мидл-кик прилетел. Несколько осторожно начинают этот поединок спортсмены. Ну, видим, да, как прилично так вкладывается в работу ногами оба файтера. Бэкфист в исполнении Халиева не доходит до цели. Но Халиев предпочитает работать с дистанции. Меньше 20 секунд остается боксировать в первом раунде. И завершается первый раунд. Красного ринга готовится к продолжению встречи Максим Сульгин, Новосибирская область. Кандидат в мастера спорта. Призер Кубка России. Провел 54 боя в 48 В 93 году начала развития кикбоксинга представителей Кавказского региона было мало. Большинство россияне были. Потом в 95-6 годов дагестанцы очень быстро начал развиваться кикбоксинг. В последние годы многие регионы из Кавказа начали заниматься кикбоксингом. Ну,
Но сейчас действительно, как Чеченская республика, ну так и Дагестан, да, находится традиционно в числе лидеров в любых единоборствах. Да. И сейчас как раз-таки вот представитель Чеченской республики Хасан Халиев, заслуженный мастер спорта страны, продолжает оспаривать путевку в четвертьфинал чемпионата России. Его соперник Максим Сулгин является кандидатом в мастера спорта, представляет он Новосибирскую область. Новосибирская область 90-е годы, 2000-е годы. Очень у них бокс очень развитый, очень сильные боксеры у них. Хорошая школа бокса, да? Да, очень сильная, хорошая школа бокса. Потом у Челябинской области тоже очень кикбоксинг. Там тоже очень развит, очень опасный. Да, доводит хайкик до цели Максим Сулгин. Ну, включается, смотрите, как файтер в красной форме. Да. Для кандидата мастера спорта. Здесь не боится, сопротивляется, работает. Да, по всем этажам работает, подключает колено. Вопрос, почему же раньше не включался так же активно. Заслуженный мастер спорта. Все, прозвучал гонг, и это конец раунда. Послушаем тренеров. Здесь первый раунд выдержал, работал, не побоялся. Ну, каких-то особых наставлений мы не услышали. И повторы. Минувшего раунда. И правда, да, отметим, что Максим Сулгин, напомним, что он является кандидатом в мастера спорта. И согласитесь, очень достойно выглядит на фоне заслуженного мастера спорта, да? А может даже и в чем-то переигрывает своего соперника. Но посмотрим, третий раунд. Сулгин работает, не боится, молодец. Из дистанции начал работать. Но тут и вовсе, да, вот канатом прижал Да. заслуженного мастера спорта. Ну и вот, Александр, я думаю, нашим телезрителям будет интересно узнать ваше мнение, как человека, повидавшего в кикбоксинге практически все. Вот действительно очень интересная ситуация, да, у нас кандидат в мастера спорта достойно бьется за МС. Вот кому дали вы предпочтение, по каким причинам в этом поединке? Ну, очень отрадно, что молодежь сопротивляется, идет бой. И Сулгин работает. Здесь все в руках у судей.
Вот, например, очень хороший удар провел. Более активен Сульгин в последнем раунде. Но время кончилось. Да, завершается Ну, поединок. молодец. В любом случае, похвалить надо парня. Молодец. Хорошо провел бой. Не побоялся. Ну, диктуя только такой бокс, наверное, можно надеяться на успех в поединке с заслуженным мастером спорта. И действительно, Максим Сульгин продемонстрировал очень смелый бокс, да, и он получает награду, награжден за свою смелость. И Максим Сульгин, кандидат в мастера спорта, одерживает победу над заслуженным мастером спорта Хасаном Халиевым. Это редко такое случается, что кандидаты выигрывают заслуженно мастеров спорта. Для этого надо выложиться, работать. Да, действительно, не каждый день такое увидишь. Ну, молодец. Мы видим, в каком настроении Максим покидает соревновательную зону и отправляется восстанавливать силы и готовится к четвертьфиналу. Раньше, например, постечки такие разрешались. Наши ребята очень успешно использовали этот прием постечки, броски. Да. Ну, молодец. Один из таких главных сюрпризов Да. первого соревновательного дня. История о том, как кандидат выиграл у заслуженного мастера. Итак, идем далее. У нас на ваших телеэкранах представитель Республики Дагестан. Еще один заслуженный мастер спорта России Эльдар Умаркаев. И его соперник в синем углу ринга Валерий Иванов, мастер спорта из Ленинградской области. Дагестан тоже привел немало спортсменов в Якутск. Почти 30, 27 или 8 вот спортсменов было заявлено из Дагестана. Тоже такая немаленькая команда. И вот один из лидеров сборной команды Дагестана, Эльдар Умаркаев, сейчас на ринге. Он в красной форме. Звание заслуженного мастера спорта, как мы поняли, на этих соревнованиях никак не гарантирует, да? Успеха в первом круге даже против кандидатов в мастера спорта. Дагестанцы молодцы последние годы. Ну, давно они уже начали очень большое внимание на спорт. У них борьба, бокс, кикбоксинг очень развита. Очень популярен. Ну и смотрим, если вот включить самую простую логику, да, пусть может быть и глупую, Валерий Иванов не КМС, а мастер спорта. Ну, конечно, будем смотреть, как все будет у нас проходить в этом поединке. С дистанцией надо работать Иванову. У него ростом смотрится больше, чем соперник. Руки длинные. Ну, посмотрим, пока изучают друг друга. Да, видим то, что Валерий занял, да, вот от центра ринга. Да. И от тренеров очень много зависит сейчас после первого боя. Они скажут, как работать. Да, что? Эльдар Умаркаев, видимо, планирует работать вторым номером. Встречать, да, своего соперника, ловить на ошибках. Да. Волки прошел Иванова. Пропускает.
Да, и завершается первый раунд. Да, равный бой. Не скажешь, что заслуженный мастер выиграл. Судьи решают. Ну и нарезка ярких моментов минувшего раунда. Лоу-кик у Иванова прошел. Ну, прилично, да, смотрелся Валерий Иванов, это уж точно. Ну, сейчас, возможно, такое, что Ильдар Умаркаев несет коррективы в свой геймплан и, может, начнет работать первым номером. Нет, по всей видимости, по такому же сценарию у нас будет проходить поединок. И во втором раунде обмен лоу-киками. Колено подключает Умаркаев. Фронт-кик. Иванов увлекся работать первым номером и пропускает иногда удары. Ну, видим, то, что преимущественно удары Валерия по защите приходится, да? Да. Умаркаев спокойно защищается. Да, он вроде бы мало работает, но очки набирает. Да, при первой же возможности выбрасывает одиночные удары или короткие серии. Стоп! Шаг назад. Бать! Тело сейчас тоже хорошо встретил. Прибавил к этому еще и два лоу-кика к ряду. Пропустил Иванов лоу-кик. Не успел поднять ногу. Никита руками хочет добиться соперника. Прыжки Иванов хорошо коленом пытался пробить. Итак, меньше 20 секунд остается во втором раунде. И тут активнее Валерий Иванов, но вопрос в том, что сколько ударов он довел до цели и сколько Ильдар Умаркаев, обороняясь, да? Довел до цели. Интересный, конечно, поединок. И вот сейчас будет интересно посмотреть на состояние, да, функциональное спортсменов в третьем раунде. Давайте послушаем тренеров. Скажи. У нас после этого поединка будет еще два боя. Ну и видели, да, то, что вот я думал, то, что Валерий Иванов, работающий первым номером, да, вот хоть как-то задышал. Нет, вот, абсолютно спокойно стоит у себя в углу. Но Ильдар Умаркаев тоже очень спокоен. Нет никакой суеты в глазах. Третий решающий раунд. Тут также Умаркаев отдает, да, центр ринга своему сопернику. Может, чаще отвечать будет в этом раунде. Посмотрим. Пропустил. А этот раз Умаркаев пропускает лоу-кик. Иванову надо будет дистанции работать, что-то очень близко.
подходе сопернику. Мог бы спокойно издалека-то. Рука, нога, рука работает. Тренеры, наверное, подсказали, как работать. Ну вот сейчас тоже вот и Валерий работал коленом, да, но как я вижу, все летит в защиту. Ох. Попал Маркаев. Все, последние 30 секунд. По защите продолжает работать Валерий. Он более активен. Тоже случилось. Удар в пах, по всей видимости. Удар ниже пояса. Для замечания. Ну, 15 секунд осталось. То есть... Все, прозвучал гонг. Да. И сейчас мы узнаем имя победителя. Ну, во всяком случае, стоит отдать должное Валерию Иванову. Работал он первым номером. Очень много двигался. Ну и посмотрим, сработал ли геймплан Эльдара Умаркаева и его тренерского штаба. Итак, есть решение. Давайте послушаем. Мне кажется, Иванов. Да, Валерию Иванову присуждают победу. Мастер спорта из Ленинградской области. Да. Все-таки... Два заслуженных мастера. На первом же бою проиграли. Да, если в предыдущем случае вот Хасан Халиев, заслуженный мастер из Чеченской Республики, проиграл кандидату в мастера спорта, то тут ЗМС из Дагестана Эльдар Умаркаев проиграл мастеру спорта из Ленинградской области. Но в спорте, да, награждают, судьба награждает тех, кто фортуна, судьба награждает тех, кто работает активно. Да, давно такого не видел, давно не был. Что в двух поединках к ряду, да, заслуженные мастера с первого круга вылетали. Они, ну, до 1/4 или до полуфинала доходят. А здесь в первом же бою проигрывает. Ну, тут настойчивость, да, вот Валерия Иванова, конечно, сыграла решающую роль. Пусть и в большинстве случаев попадает в защиту, но он все равно работал он на протяжении всего поединка, действительно. Он первым номером работал, начал диктовать, так и добился победы. Добился победы, молодец. На ваших телеэкранах Ильяс Ильясов, и мастер спорта из Чеченской Республики. И его соперником будет Анварбек Даниэлбеков, извиняюсь. Это у нас перворазрядник из Ленинградской области. Предпоследний поединок первого соревновательного дня, дорогие друзья. Но сегодня, кажется, вот в этих весах, да, которые мы сегодня смотрели, больше всего представлено, да, конечно же, спортсменов из Чеченской Республики. Уже не раз говорили о том, что очень много спортсменов они привезли на эти соревнования. И Анварбек Даниэлбеков, извиняюсь, сейчас выходит против Ильяса Ильясова. Итак, все готово для начала этого поединка. Короткий инструктаж. Ну, конечно же, спортсмены прекрасно знают. Ильясов, Чеченская Республика. Анварбек
Очень акцентированно, да, вкладывается в удары Даниил Беков. Хороший такой обмен состоялся. Фронт-кик в исполнении Ильяса. По походке видно, что представитель Ленинградской области боксом занимался, наверное, сперва. Да, вот Анварбек Даниил Беков как-то плотненько так на ногах стоит, да, Да. больше по боксерскому, а вот Ильяс Ильясов, вот видно, да, то, что действительно больше легкости в движениях. Ну и он варьирует чаще вот руки и ноги. Да, ногами побольше. Все, завершается первый раунд. Ну и давайте послушаем тренеров. Владик, два удара проигрываешь. Ты чуть-чуть не можешь дистанцию. Сокращай быстрее. Конечно, ты тянешься, а ноги стоят на месте. Чуть быстрее шагами до шага. Через два вдоха, через два выдоха. Владик, через этот самый. Через шаги до шага. Все нормально. В доброй форме вот так получается. Мастер спорта международного САСа. Является финалистом чемпионата Европы. Неоднократный чемпион России. Не смог я разобрать, о чем говорили тренеры. У нас тут на арене достаточно шумно. Ну а пока мы смотрим повторы минувшего раунда. Интересный поединок нам предлагают файтеры. Посмотрим, как будут развиваться события во втором раунде. Итак, возобновляем наш поединок. Ильяс Ильясов, Чеченская республика и Анварбек Даниил Беков. Он у нас представляет Ленинградскую область. Анварбек. Такие акцентированные лоу-кики выбрасывает. Ильяс тоже сразу старается отвечать. Ушел Ильяс с линии атаки, тут же коленом добавил. Ну, вот. Серия ударов руками, лоу-кик и фронт-кик вдобавок от Ильяса. Да, во втором раунде он более активно начал работать. Более разнообразно. Ну и, как мне кажется, попадает он чаще. Ух, правая хорошо долетела. И тут же Ильяс. Лоу-кик и фронт-кик. Так, и завершается раунд. Второй раунд, мне кажется, боец красного угла
выиграл. Более активно работал. И сейчас решится, наверное, на третьем раунде. Представитель синего угла не давал работы ногу, это очень сложно выиграть. Ну и все решится, конечно, в третьем раунде. Последний раунд. Итак, решающий третий раунд начался. Давайте смотреть. Ну, Илья сразу начинает набирать очки. Серию также Анварбек выбрасывает. И даже хай кик выбрасывает Ильяс. Затем еще и фронт кик добавляет. Ну, что-то доходит до цели, а что-то нет. И, конечно, тут работа судей, да, вот, посчитать. Ну, Ильясов смотрится предпочтительно в боец синего угла. Он уже почувствовал. Оу, правый боковой хорошо долетает. Сейчас. «40 секунд. Еще время есть. Снова правый боковой хорошо доводит Даниил Беков. Да, аж капа вылетела у Ильяса. Да, раньше... А нет, это у самого Анварбека вылетело. Выбрасывает капа, тогда минус балл давали. Вот уже концовка. Меньше 15 секунд. Держит своего соперника Ильяс. Бэкфист по защите, серия ударов также по защите. Лоу-кики, на этом завершается поединок. Да, ну, мне кажется, красный угол выиграл. Это мое личное мнение. Он во втором и третьем раунде был более точнее и работал разнообразнее. Он был хороший, интересный, не в одни колодки. Итак, решение судей. Да, как вы и сказали, Александр Ильясов Спасибо всем за поддержку. Жду вас завтра. Начало программы в 11:00. объявляется победителем данной встречи. И он выходит в четвертьфинал. В четвертьфинал чемпионата. Представитель Чеченской Республики. Мы поздравляем его с этим успехом. Так, ну тут у нас по составам пар на самом деле был еще один поединок, но по всей видимости какие-то изменения у нас. Не совсем я расслышал диктора на арене, но похоже на то, что на сегодня это был последний поединок, дорогие друзья. Спасибо вам за да, работу. Прежде чем попрощаться, хотим проанонсировать. Завтра мы будем работать примерно по такому же расписанию. Правда, начнем мы в 11 часов, дорогие друзья. Так что призываем всех присоединяться к нам. Включайте нашу трансляцию.
Ну а с вами кикбоксинг. Смотрели Власий Сергеев, а также первый исполнительный директор Федерации кикбоксинга Якутии Александр Попов. Занимайтесь спортом, друзья, и до скорых встреч в эфире. Спасибо. В Якутии стоит очень теплая погода. Мы начинаем охоту, но еще не уверены, что гон у изюбрей начался. Изюбрь любит держаться возле распадков, горных речек, где есть скалы, утесы, где он может спастись от хищного зверя. И мы тоже будем ходить по речкам, таким скалистым распадкам и подзывать зверя. И вот таким способом будет протекать наша охота. Ну что ж, уважаемые телезрители, мы желаем себе удачной охоты, а вам приятного просмотра. Охота началась. До места охоты мы добираемся на катере по реке Лена. Необычный сентябрь, начало которого не предвещало даже намека на бабье лето, преподнес нам настоящий бархатный сезон. Прекрасная погода, красота прибрежного пейзажа и предвкушение охотничьих маршрутов создают легкую эйфорию и отличное настроение. А яркое солнце добавляет осенним краскам еще более завораживающий вид. В такие моменты отчетливо понимаешь, что охота – это не только выслеживание зверя, а возможность видеть мир во всем его многообразии и наслаждаться им. Ну, вот так в приподнятом настроении прошли наш день в пути и ночь перед охотой. Первое утро нашей охоты. Захватив провизию на день, мы углубились в лес. Со мной два молодых охотника. Это Илья и Денис. Сегодня у нас, скорее всего, такой день разведки местности, наличия зверя. Ну, так к концу дня будет видно. Все, идем. Гон лося и изюбря в Якутии начинается примерно в одно время, во второй половине сентября. Охотники обычно при планировании и подготовке охоты ориентируются на Семенов день. Это 14 сентября. Изюбрь – подвид благородного оленя. В Якутии второе крупное животное после лося. Тело окрашено в красновато-коричневый цвет, ноги коричневые. Самки значительно меньше самцов. В рацион его питания входят разнообразные растительные корма, травы, опавшие листья, хвоя сосны и ели, побеги деревьев, грибы, лишайники, ягоды и так далее. Изюбрь – очень осторожное и скрытое животное, и только в период гона
Громкие призывы самцов выдают их присутствие и места обитания. Охота в это время на них и называется охотой на реву. По словам опытных охотников, гон изюбрей протекает по-разному. То он проходит интенсивно и заканчивается быстро, то в вялотекущем режиме и долго. А иногда, когда зверь чует самого опасного своего врага волка, то рев быков вообще можно не услышать. В некоторые годы самцы охотно отзываются на подманивающие звуки охотников и бесстрашно подходят, а в иные годы выманить зверя вообще не удается. Повсюду следы присутствия медведей. Шиповник есть. Там есть какое-то постоянное место. То ли он там сидит, лежит, наблюдает, или лёжка постоянная там есть. Вот он идет по тропе, а вот на постоянное свое место он ступает только на одно и то же место. Вот раз, два, три, четыре. Это маленький медведь еще. А здесь бывал очень крупный хозяин тайги. Один поперечный след – это он оставил клыком, стоя спиной к дереву, а сверху уже от когтей. Время от времени определяю направление ветра, так как распадки, хребты меняют движение воздуха в зависимости от их расположения. Итак, мы выбрали место для засады. Здесь будем сидеть и подзывать зверя. Почему выбрали именно это место? Ну, во-первых, отсюда хорошо наблюдать за подходами зверя. Место хорошо простреливаемое налево метров на 400. Направо где-то на 340 метров. Мы так уже дальномером пристреляли. И вот сухой ручей здесь, внизу ущелья, распадка, где-то метрах 120 от нас. Надо сказать, что это место я выбрал не случайно. В прошлом году, охотясь в этих местах, мы оказались, так сказать, в эпицентре напряженных событий, происходящих во время брачного периода изюбрей. Тогда мы возвращались домой и решили разведать эту местность. Также был конец сентября, но, как видите, выпал снег. Мне вначале ответил один бык, который находился прямо за распадком. Было слышно, как он нервничал, шумел и рычал. Затем в наш диалог присоединился еще один, стоящий чуть поодаль, а затем еще и третий. А сколько же было самок в гаремах этих самцов, трудно себе представить. И тогда я решил, что нам удалось обнаружить место брачных игр и турниров самцов. На самом деле, этот аргумент был основным в выборе места проведения охоты в этом году. Так, у нас в Якутии используют несколько видов вобил. Вот эта вобила изготовлена алекминскими охотниками из села Такко. Изготовлена из дерева, кедр
и сдерживает вот таких два хомута из бересты. Вот, они приклеены здесь, вот, в других местах. Значит, принцип работы этого вобила: сюда надо вдувать воздух, дуть туда. Здесь у нас изолентой приклеена резина, жгут резиновый. Вот. Здесь у нас вот такое два выступа по бокам, чтобы оставить место для вибрации жгута. Вот. И натягивая этот жгут, мы извлекаем либо высокие, либо такие более низкие звуки. Вот. А эта вобила изготовлена руками известного охотника Иннокентия Лукина из современных материалов. Труба от печки УАЗика, который отводит тепло на лобовое стекло. Вот. Это тоже такое вот современное какое-то приспособили вот такую трубку. А здесь у нас вот мундштук. Этот мундштук вот сделан из пластмассовой трубы. Здесь язычок, вот, и сюда вбито дерево. Принцип извлечения звука: ну, зубами нажимаем тут на определенное место. От места нажатия, прижатия вот зубами зависит высота звука, и тоже туда вдуваем воздух. Это кусочки оленьих рогов. Но вообще это применяется уже тогда, когда изюбрь на вас идет, чтобы он поверил вот в натуральность того, что здесь действительно есть самцы, и они вот меряются силой. Солнце идет к закату, и нам пора возвращаться домой. Не услышали мы в этот день заветного протяжного зова быка-изюбря. Наступившая темная ночь напоминает о завершении короткого якутского лета. На второй день решено было разделиться на две группы. Я с оператором иду по вчерашнему маршруту, но еще дальше, а Илья и Денис идут по новому маршруту. С утра все обитатели леса в заботах и трудах. Но тех, кто нам нужен, не видно и не слышно. Оставив часть вещей на вчерашнем месте, идем налегке уже по новому маршруту.
Это вообще сегодняшние следы. Вот. Вот он, вот. Смотри. Это разрушается. Да. Большое копыто. Парочка шла в ту сторону. Сегодня у нас опять нет никаких успехов, кроме того, что я видел следы. Но этот факт скорее минус в нашу копилку, так как парочка, оставившая следы, находилась в зоне слышимости звуков нашего вобила, и самец не ответил и не принял вызов. Вот с такими неоптимистичными размышлениями закончился еще один день охоты. На третий день мы решили кардинально поменять место охоты и не связывать его с прошлогодним опытом. С утра начали подъем по другому ручью. Кажется, что в этом распадке и природа другая. Вот кедр молодой растет. Здесь покопался косолапый, искал себе корни для пропитания. Следов присутствия изюбря здесь больше. Это вселяет надежду. Мы стараемся брать более высокие звуки, тем самым подражая молодым изюбрям. У матерых быков более низкий трубный голос, но если мы будем вобить таким образом, то вряд ли найдется смельчак, который прибежит помериться силой и отбивать самок. Поэтому надо вобить голосом молодого, но уже бросающего вызов другим сородичам изюбря. Идем конкретно звериной тропой. Вроде скоро снег, а тут вот цветы расцвели. Наш ручей разделился, поэтому ребята пошли прямо, а я взял курс направо по другому распадку. Дерево с тяжелой судьбой. Большие перемены в жизни были. И вдруг по рации ребята сказали, что им ответил зверь, и он совсем близко.
я успел распорядиться выключить рацию, чтобы ничто случайное не могло помешать охоте. И вот он, самый волнительный момент всей охоты. Если ребята допустят малейшую ошибку, то все пойдет на смарку. И главное, в этот момент я им ничем не могу помочь. Сейчас они должны применить все то, чему мы, старшие, их учили. Конечно, они добывали зверя, но сегодняшняя охота ни с чем не сравнима. Это не загонная охота, не охота с собакой, где зверь отвлечен на другой объект. Здесь, если он учует малейшую фальшь в подманивании, услышит нехарактерные звуки, то просто уйдет. Так, а ветер? Посмотрим ветер. Это здесь он имеет такое направление, а в том распадке он может запросто дуть им в спину. Что же им тогда делать? Справятся ли они? Выстрелы. Теперь можно включить рацию. И через 5 секунд ребята сказали, что добыли зверя. Все, молодцы. Поздравив их с Баянаем, посоветовал им не трогать зверя. Он должен отлежаться в течение пары часов. Это делается потому, что если разделать раньше этого времени, то в прожилках мяса останется изюбренный жир, который имеет свойство быстро застывать даже в горячем виде. Даже рюкзаки не сняли, стреляли. Хороший самец. Так, ну что, рассказывайте, как появился он? Мы вот там внизу были. Ага. Начали вобить и сразу ответил. Вообще близко ответил. Вообще совсем близко был, да? Да. Метров 150, наверное. Ага. А там вот такой лес, ничего не видно. Мы назад вобили, походили. И вот же есть он мох. Ага. Полянка светлая. Туда поднялись. Угу. И там сидели. Раза 3, наверное, позвали. Он вообще не отвечал. Он не отвечал, ни разу не ответил. Потом краем глаза отсюда вышел. Ага. Вышел, стоит, смотрит. Ну сейчас еще чуть-чуть поближе. Пошел, где-то вот там стоял. Там ага. Выстрелили по нему. И вот он сюда пробежал, и тут еще мы выстрелили. Пах. Да, молодцы ребята, оправдали надежды. А я не зря боялся ветра, но они первым делом определили, что он дует им в спину в направлении зверя, поэтому и ушли вверх, чтобы их запах уносило в сторону. Не зря их обучали. Начинаю заполнять. Возраст животного примерно 5 лет. Ну что ж, уважаемые любители передачи «Охота и рыбалка в Якутии», наша охота завершена. Сейчас стоят последние дни сентября. Мы думаем, что и у изюбря завершается сейчас гон. Мы подгадали удачное время для охоты. В первые дни мы выбрали тактику засады на зверя, подзывали и сидели, ждали на таких обзорных площадках. Сегодня мы выбрали тактику ходовой охоты, и она оказалась удачной. На одной из речек отозвался зверь, подбежал, и вот наши ребята добыли этого неплохого изюбря. Уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся. До свидания, до новых встреч. Устала спина, ноет шея. После трудного дня все тело будто каменное. Мы знаем, что вам нужно. Массажная подушка «Чудо Релакс». Профессиональный массаж шиатсу в любое время и в любом месте.
Массажная подушка «Чудо Релакс». Незаменимый компактный мобильный массажер для любой части тела. Массажная подушка «Чудо Релакс» обеспечит полноценный массаж шеи, плеч, поясницы, ступней, икр и бедер, в том числе и проблемных зон. 4 вращающихся ролика в точности повторяют движения профессионального массажиста и воспроизводят такие элементы ручного массажа, как разминание, растирание и надавливание. Звоните скорее и заказывайте массажную подушку «Чудо Релакс». Только сегодня массажная подушка обойдется вам со скидкой по удивительно низкой цене. Всего за 1499 рублей. Торопитесь, предложение строго ограничено. Много времени проводите на ногах? Сложно выбрать, удобно или красиво. Представляем вам летнюю обувь «Комфорт». Эти кроссовки подойдут и женщинам, и мужчинам. Они имеют широкий размерный ряд от 37 до 45 и универсальный дизайн. Идеальная пара. Удобная, долговечная и недорогая. Невероятное предложение! Цена летней обуви «Комфорт» от 799 рублей. Кроссовки представлены в 5 цветах. Но остерегайтесь подделок. Кроссовки «Комфорт» гибкие и износостойкие. Садятся на любую полноту ноги, не деформируются и сохранят свой внешний вид на долгое время. Верх кроссовок сделан из сверхпрочного износостойкого сетчатого материала. Благодаря своей особой структуре он позволяет ноге свободно дышать. Размерный ряд от 37 до 45. Звоните и заказывайте свою пару «Комфорт» прямо сейчас по уникальной цене от 799 рублей. Победа в Великой Отечественной войне – важнейшие для нашей страны события. Мы представляем вам памятные подарочные часы «Орден Победы». Уникальность этих часов в том, что на золотом фоне циферблата изображен Орден Победы – высший военный орден. Первый, кто получил его, стал великий полководец Георгий Жуков. Часы кварцевые, выполненные в классическом стиле с точным и долговечным механизмом. Черный, гладкий, гибкий и долговечный ремешок произведен из гипоаллергенного материала и подходит для запястья любого объема. Памятные подарочные часы идеально подойдут вашим близким и знакомым, кто с трепетом относится к великой дате 9 мая. Оригинальные часы из эксклюзивной коллекции всего за 1990 рублей только для вас. А если вы позвоните и сразу сделаете заказ, то мы доставим их вам совершенно бесплатно. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Количество часов ограничено. Представляем вашему вниманию роскошную сумку «Римские каникулы» из натуральной кожи по невероятно низкой цене. Всего за 2999 рублей. Она выполнена в стиле пэтчворк и отлично сочетается с любой вашей одеждой и обувью. Сумка из натуральной кожи является обязательным аксессуаром для любой женщины. Сумка «Римские каникулы» уже стала настоящим бестселлером. Дизайн продуман до мелочей. 6 карманов и 3 вместительных отделения для всех ваших вещей. Основные ручки и регулируемый ремень для ношения через плечо. И даже дополнительное отделение для зонта. При заказе сумки «Римские каникулы» вы получаете кошелек и косметичку из натуральной кожи абсолютно бесплатно. Если вы позвоните и сразу сделаете заказ, то мы подарим вам смарт-браслет «Кардио Плюс». Сумка, косметичка, кошелек и смарт-браслет «Кардио Плюс». Всего за 2999 рублей. Thank you.